Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бюстиквел Масер. Доброй ночи всем, друзья. Эфире АО. Ну, телеграм сейчас сообщение, и так по какому линку? Инстаграм, все. Инстаграм чувала, башлам.39. Инстаграм-то, да, что-то волну VPN, иди открывает Инстаграм. Ютуб. Ютуб что-то, Инстаграм заблокирован, Ютуб что-то волну по VPN. VPN отзовет. Телеграм, что и вот, у нас скинуть ничего нормально. Давай. Так, подождите, друзья. Сейчас подключим Телеграм. Ой-ой-ой. Так, постараемся сейчас быстро. Сейчас посмотрим. Так. Сейчас, друзья. Сейчас. Так, друзья, сейчас дайте минутку, мы подключим наш телеграм-канал. Так. Сейчас. Как можно было ко мне дозвониться? Я не знаю. Угу. Да чтоб тебе. Ссылка. Ассаламу алейкум. VPN, Хахинчар, Моухмел, Глиром, Маевиш. Они собирают данные авторизации с телефонов. Я пользуюсь только одним VPN в основном. Так что я не меняю. Так, сейчас я отправлю быстро человечку. HTT, двоеточие, боковой слэш, 2 слэша, T.M, E, боковой слэш, большой буквы башлам, нижний дефис, 20. Вроде так. Так, подключим сейчас. Начать трансляцию. И вроде бы пошла тема. Так. Итак. Мы сейчас в эфире. Надеюсь, скоро наши гости... Так, как будут лишь. Скоро наши гости подключатся. Так, надо заново зайти. Уйти. Завершить трансляцию. Начать трансляцию. Ого,
Вот я что. Ага. Все. Масера Бюстикюэл. Трансляцию мы включили. У нас... Салам алейкум. Алейкум ассалам. Итак, у нас запросы пошли. Все, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Итак, сегодня у нас первый гость, надеюсь, еще один гость подключится к нашей дискуссии скоро. Мы надеемся, в начале данного эфира хотелось бы принести соболезнования по поводу сегодняшнего теракта в городе Нальчик. Мы Я не слышал, Башлам. соболезнования. Напали на сотрудников ГАИ, погиб сотрудник ГАИ, также нападающий один убит, вроде бы второго задержали. В любом случае, что бы ни было, это трагедия, тем более каждый погибающий, как говорится, это для нас большой минус, для всех, кто проживает на Кавказе. Сегодня это произошло днем. Итак, всем родственникам соболезнуем, пусть Всевышний Аллах примет их и одарует раем. Итак, друзья, сегодня мы продолжаем очень важную и нужную тему. Насколько мы знаем, наш гость Юни может сегодня нам открыть, так сказать, новую страницу в этой ситуации, которая произошла с нашей сестрой из Карачаева-Черкесии, Марьям. Юни, мне хотелось бы услышать, поскольку, насколько я знаю, что нормально хэшма, вы, Юни? Хэшма. Атажим вас квадратик шхеттин олдер, связь хатяющая мест есть, алхач ворсо, вроде бы, чтобы нормально. Нормально. Нормально? Юни, расскажи. Твое видео, тебя прыгает твое почему-то, а так все нормально. Угу. Юни, расскажи сегодня о своей поездке последней, что нового, и потом уже по мере возможности будем задавать вопросы. И у нас сегодня подключены сразу все социальные сети, YouTube. Юни, хайзяцер, дай перезагрузить ей, VPN, перезагрузить, а я хочу слабый, Мне это... Скажите... Нет, надо тебе сперва выйти с эфира, телефон перезагрузить ей. Связь дикда не себя, чувствовала, он дик гушвара, мутно гушво, чё. Так, друзья, которые сейчас в Инстаграме, скажите, меня видно хорошо, слышно хорошо, не лагает? Так, у нас уже большое количество подписчиков с телеграм-канала тоже подключились. Так, у него чуть качество плохое. Ну вот я же говорю об этом. Об этом и речь. Значит, не только у меня, а то я думал, что это только у меня. Тебя видно хорошо и не лагает, брат. Потому что Башлам подключил и ТикТок, поэтому картина не очень. Плохо видно. Кого плохо видно? Ассаламу алейкум. Все отлично. Прекрасно видно тебя.
Говорят подписчики. Баркалла, ДРС Хейл. Качество. Значит, у кого-то гушу хайшу. Это хорошо. Значит, мы, друзья, картинка не очень. Странно, правда, у меня нормально показывает. Я надеялся, когда одновременно подключаю все социальные сети, он бывает немножко лагает. Поэтому... Телеграм чабучан, он хазму хазвай, выжри. В Телеграме нормально слышно? Так, сейчас психоделика. Подключить секрет. Подключить. Хайшуй, нормально все у нас в Телеграме? Все тогда, значит, сейчас посмотрим. Возможно, если у нас не зависает, просто до начала эфира все быстро настроить. Сейчас, минутку. Так и так и так. Сейчас посмотрим, возможно, Юни может перезагрузить, зайдет, все нормально будет. Надеюсь, что у нас тоже будет все пучком. По крайней мере, я постарался сделать все, чтобы нас было видно, слышно хорошо. Сегодня поговорим. Были ряд вопросов, которые после последнего эфира задавали наши подписчики, особенно те люди, которые не в курсе, задавали вопросы очень касаемо огромное количество достойных, в основном, ненорнийцев заходили в директ, в Инстаграм, задавали вопросы, общались изначально агрессивно, но когда почему-то у всех была одна и та же картина, как на подборку, все начинали говорить, задавать вопросы, почему, за что ты ненавидишь и так далее и тому подобное. Но когда мы начинали говорить, где я опубликовал хотя бы один пост, где я оскорбляю народы, этносы, субэтносы, тухумы, шахары, тейпы или фамилии, у нас на этом заканчивалось, потому что предоставить фактически не было ничего. Есть определенные моменты, которые пытаются люди выковыркать и вырезать из определенного нашего прямого эфира. Это без разницы, касаемо, будь то это арстхоевцев, будь касаемо это Марьям, будь касаемо это истории. В любом случае, любой желающий, наша площадка открыта для достойных людей, кто хочет поговорить, пообщаться, кто хочет узнать правду, для всех. Главное, дала бы потволила, дебила нохшипам, амин адмала. Главное, чтобы мы понимали, что наши двери открыты. Мы проводим прямые эфиры в Инстаграм, в Ютубе, в Телеграме. В Телеграме у нас уже в последнее время так повелось, что мы до 4-5 утра отвечаем на очень острые, важные вопросы, обсуждаем разную тематику. И скажу вам честно, все больше и больше радует то, что наши молодые ребята все больше и больше вникают и понимают реальность картины. Больше нет вот этих разговоров о том, что якобы, ведь у нас тоже есть, ведь у нас тоже есть. И когда ты начинаешь задавать этим ребятам элементарные простые вопросы и говоришь, прежде чем мы будем брать вину на себя, я хочу, чтобы вы предоставили, или говорить такие слова, предоставили информацию. Будь то, если это писатель, книга, если это журналист, газета, если это, так сказать, НКОшник или блогер, пускай предоставит непосредственно, показывая запрос, не отправляется. Свободял. Давай я попробую тебе отправить запрос. Юни хайк даёвый ажан, вроде бы я отправил тебе запрос.
Вот. О, чуть лучше уже, картинка уже лучше, Юни, только на себя поверни. Так, подожди, а как мне Там есть теперь такой с развернуть? кругляшочком, вот. Юни, мне-то и Ау, такая картинка подходит. Главное, чтобы тебе звук не опаздывал. Если ты меня хорошо слышишь, ты можешь уже начать рассказать. да, Начнем с того, что, насколько мы знаем, в последнем эфире мы с тобой говорили по поводу того, что ты рассказал, что ты собираешься выехать. И вот с этого момента подробно, если бы ты рассказал бы, я надеюсь, наша гость или гостья тоже присоединятся, по крайней мере, обещали присоединиться, ждем ее. Ой, да. ну, сейчас. Короче, ждем нашего гостя, и слово тебе, Юни, ждем нашего настоящего Я питерского волка, патриота Юни попросил, Успанова. чтобы она сообщила ей, чтобы примерно мы пообщались, поговорили, я все рассказал и о ней, свое видение всего, а потом уже отключилась и Марьям, отключилась, и чтобы какие есть вопросы к ней, чтобы и с ней люди имели возможность. Мы на той неделе разговаривали с тобой по поводу этой всей ситуации, Угу, и я обещал, что через неделю я какие-то наметил планы куда-то поехать в Черкесск, угу. и расскажу более так уже о чем еще можно будет поработать. Так вот, Башлам, и история, я даже вот только вчера, когда позавчера с Марьям, я у нее спросила с подкаста, и я думал, она скажет там несколько месяцев назад, там, я думал старая, оказывается, мы все прямо вот буквально за 10 дней назад, то есть неделю назад, грубо говоря, это и было, случилось. Здесь получается, что все увидели это видео, и такой шум наделалось. Но 10 дней прошло очень много, в том плане, что уже на девочку вообще уже, что не передать. Оказывается, вся эта ситуация длится уже 1,5 года. 1,5 года. То есть, в общем, уже полностью уже Конгресс Карачаевского народа и общественники, и все встали на нее, и вот это уже просто достигло самого эпоха. Поэтому этот вопрос подняли, как хорошо, чтобы и говорить об этом. Поэтому это было все очень кстати. Кстати, помнишь, ты рассказал мне, что про 2 девушек, чеченок, которые так-то фотографии выкладывали голочежи. Да. Я сегодня попросил, я эти дни попросил найти, оказывается, один ник еще, аккаунт существует, но она ничего не выставляет, эта чеченка, потому что уже я Юни, попробовал вопрос, что... Юни, Ау, Юни, хозяйство минута. да, Тебе люди говорят, здесь тебя плохо слышно. Давай сделаем так. Я сейчас отключу, я перезагружу эфир, и мы сразу подключимся. Хорошо? Давай, а то ходик смотри, сахар. у меня абсолютно тебя плохо слышно. Хорошо. Хорошо, сейчас Голос сделаю. играет, звук играет сильно, поэтому я думаю, может, у меня такой. Все, давай Сейчас попробуем. я сделаю, Хорошо, я сейчас я по сделаю. новому Ага.
وعليكم السلام Başla. ورحمة الله وبركاته. Йони Мичао, YouTube Чаоз. В Инстаграме он со мной вышел на прямой эфир. Сейчас я перезагрузил. Да, Инстаграм идет и YouTube идет одновременно прямой эфир. Все идет одновременно везде. Так, надеюсь, что сейчас он подключится. Ну, здесь у него, походу, телеграмма нету. Он работает в основном через Инстаграм. Четко, все, четко видно, слышно, хорошо, да? Это хорошо. Так, ждем нашего Юни. Сейчас он должен подключиться. Надеюсь, он зайдет. Так. И потом попозже наша гостья. Так. Мичау, Юни, ау. Сразу одновременно хорошо видно, слышно и не лагает. Ну, так получается, что, говоришь, когда пытаешься сделать через нормальную официальную сеть, ничего не работает. Лагает. А когда ты... Ничего, отсоединиться отсюда, до Делчаны. Так, принять. Итак, Юни, вот, Финс, Волагу, шо. Теперь тебя видно хорошо. Тебе как слышно? Да, отлично слышно. Отлично. Отлично, да? Ну, давай тогда, чтобы людям не портить настроение, немножко повторим с того места, где ты рассказывал о том, что насчет твоей поездки, с этого вопроса. И наша гостья тоже зашла в эфир, но запрос пока не отправила. Ждем пока, Марьяна. Со звуком проблема у тебя. Я тебя плохо слышу. Вот это, в этом-то и проблема. Кто-нибудь другой, отправьте запрос. Мне, чтобы... ты оставайся, кто-нибудь другой отправьте. Ибраим, отправь запрос, давай проверим, у кого все-таки лагает. У меня это или у Юни связь? Ах ты ж, господи. Салам Маршал, Дума Саргадели, салам Маршал Хил. Кто-нибудь другой. Ибраим, отправь запрос на прямой эфир. Давай проверим. Если с Германией нормально идет, то... Засун. Так, сейчас постараемся наладить. Кто ты его принес сразу связь? Или как ты его принял сразу, или связь по... Странно. Кто-нибудь может запрос... Юни, а телеграме? Ну, меня как там забить адрес Михаила? Да, я здесь тасю. Так, кто-нибудь отправьте Юни сразу на телеграм запрос. Отправьте, может, у него тогда будет лучше. Отправьте прямо в прямом эфире с Сёги одновременно. Цауя, что? Инстаграм, что? Ютуб, что? Лучше. Отправьте сейчас. Башлам, нижний дефис, 20 алязини. Глючит сильно Юни бах. У Юни хайни гиба глючит. Я шитя даяйтон. Кто-нибудь... Собор день, Юни. Асхуна, WhatsApp-те даяйтон. Так. Ай-яй-яй. Азал Юни дакачи. Так, Ибраим. WhatsApp что, Азан, WhatsApp что? Выйти дай, WhatsApp что, Ази, по ссылке пройди. Через VPN, Аллах, что? Башла.
Телеграм включите, Инстаграм, совместно принять, включите, его локаль. Ну тебя-то я нормально слышу, вижу. Но включается вокой, суммается вокой. Ой, как Так, ты надо. воду говорить, если что, давай. Вы сосухали что додой? Ого, что Юни принять мовинядо. Tamam. Ha. Başla. Хорошо, смарт. Çuvallardan sonra tersi olmaz. Сдай attention сейчас. Instagram çuvallardan tersi olmaz. Все. Отправили ему. Так, а сейчас как видно, скажите? В Инстаграме. Ё-моё. Вроде бы должно было все нормально. Так, сейчас посмотрим. Сейчас. Вроде в прошлом эфире нормально. Без Юни видео слышно хорошо было. Какой род? Какой род? Так, Дикко Обах. Так, Марьям, Марьям, ты в эфире? Отправь запрос, если ты в эфире, на Инстаграм. Проверим, что с Марьям. Пока нормально видно и слышно. Ну, что и стоило доказать, конечно же. У меня отлично все показывает, и звук хорошо слышен. У всех все нормально. В Телеграме тоже все нормально. Сейчас Юни подключится, надеюсь, и мы тоже его включим. У меня все нормально, шефу все нормально. Так. Больше, чем у вас с ними совсем у вас с ними совсем совместные браки больше, чем с чеченцами. Короче, тема идет своя, я тут смотрю уже на своей волне. Так. Да подключался я к Войнах Телекому. Это ничего не меняет. Башлам, тебя видно мутно, а раньше была очень четкая картина. Я не знаю, что еще сделать. У меня показывают хорошо. Что еще можно сделать? Одновременно. Вроде бы у нас... вот сейчас нормально видно. Ну вот, нормально видно. Так, сейчас постараемся. Да, нормально его видно. Вот, посмотреть запрос. Принять. Примем. Вот. Ассаламу алейкум. Марьям, Валейкум привет. ассалам. Да, Как твои дела? Меня видно, слышно тебе? да, вот сейчас слышно, сбой какой-то был, видимо. Альхамдулилlah, все хорошо. Да, это хорошо. Это хорошо. И, уважаемые друзья, это вот та самая Марьям, которая, оказывается, подняла кипиш. Для начала я сейчас ряд своих вопросов задам. Это та самая, как вы говорите, хайпажорка. Это та самая нехорошая девушка, которая между настоящими братьями, которые до нее никогда никаких проблем не было, которая, оказывается, такая всего 1,50–60 ростом, столько, оказывается, навела шума и паники. Марьям, давай, пока Юни подключается, ряд вопросов. Для начала, Марьям, я приветствую тебя в нашем эфире. Добро пожаловать к себе домой. Марьям, у меня вопрос. Скажи мне честно, мы с тобой вообще когда-нибудь, вот честно, ради Аллаха, мы с тобой вообще виделись до вот этого эфира лицом к лицу? Валлахи, я не то, чтобы в жизни тебя не видела, я даже сейчас по сети с тобой первый раз в жизни разговариваю.
Нет, тут просто-напросто там под этим постом мне начали писать, что, оказывается, я давно, извини за наш рассказ, оказывается, я давно женился на тебе. Она говорит, это жена Башлама, она все там, они вместе договорились, вот эту фитну, вот с первого вопроса, вот как бы прямо в лоб. Второй вопрос, скажи мне изначально, чтобы пообщаться с тобой, я хотел бы, чтобы все зрители услышали, когда все вот эта ситуация началась впервые. Я вообще говорю, до того, как у тебя был подкаст, я не этот момент спрашиваю, именно нам рассказывают, когда заходят к нам в эфир, рассказывают о каких-то, что с тобой шла война, что ты якобы провоцировала кого-то, или что потом уже дальнейшие вопросы я тебе задам. Скажи мне, вообще эта ситуация, когда началась у тебя? Около 1,5 года назад где-то, 1,5 года назад вот это вот все началось. Как только я первую фотографию с башнями выставила в Утумкали, вот это все и началось. 1,5 То есть года ты не где-то. была, то есть ты не была даже в Галанчуже, ты закинула фотографию с Итумкалинского района. Сытумкали, да, Сытумкали. Для всех зрителей, которые сейчас впервые, то не в курсе, Итумкалинский район никогда не был спорным и никогда не входил в состав Республики Ингушетия, ни Ингушского округа, ни Ингушского отдела, ни Сунжинского отдела и так далее и тому подобное, чтобы не было вот таких разговоров. Там даже Окей. публикация, наверное, это до сих пор есть, там можно проследить, там 2 или 3 башни Тумкали, вот то, что стоят. Вот оттуда все и началось. И, честно сказать, я была очень сильно удивлена, я даже не знала, что, реально не знала, что такой конфликт вообще существует, и он вообще может быть, потому что на самом деле, если со стороны, да, так смотреть, это просто, необъяснимый конфликт какой-то вообще, с чего это вдруг, да? В Итумкали съездила к друзьям. Марьян, претензии конкретно тебе в чем были, когда ты загрузила первую фотографию? И я так и не поняла суть претензий, в этом-то и причина. Я загрузила фотографию с Итумкали, получается, с башнями, и мне начали... Самый первый комментарий, знаешь, какой там был башлам? Купчи. Я не знала, что такое купчи даже, понимаешь? И Если бы ты удивилась. попросила, я бы тебе скинул ссылку Яковлева, это старое название, там Мне уже ингуши себя так скинули. называли, да? Ладно, Мгм. а потом, после этого, я так понимаю, хейтеры начали нападать, Я и написала, вот... смотри, я выставила башню с Итумкали, я подписала Нохчичи. Так, И правильно. все. И понеслась. Я была просто в шоке, честно, Башлам. Я была в шоке. Я не знала, что такое вообще может быть. Еще и от братьев. Мгм. И следующий вопрос, Марьям. Вот после Итумкалинского района, когда мы договорились, точнее, имеется в виду, ты договорилась провести подкаст с этим парнем, все это время, как говорится, кроме того, что тебя обвиняли в чем-то, были какие-то конкретные претензии, угрозы в твой адрес? Каждый день Башлам. Каждый день. Директ вот мой открываешь. Каждый день ты можешь пролистать прям Мгм. угрозы. Мы тебя зеленкой обольем. Там мы тебе это сделаем, то Да, сделаем. Марьям, минутку, за я что? хочу... И вопрос, сейчас, как хорошо, что ты это сказала, Марьям. Дело в том, что я хочу, чтобы было понятно. В прошлом эфире, когда тебя не было, мы разговаривали, общались с Юней, Мгм. и была информация такая, что на тебя написали заяву. Да. Попытались. Ну да, попытались написать. И вот, Мгм. когда мы это рассказали в прямом эфире, мне сказали, что якобы все вот это, что заяву написали не они, что тебя хейтят, на тебя нападают свои же братья карачаевцы, сами они тебя наказывают, и что весь хейт, который идет на твою сторону, он шел якобы только от твоих собственных братьев. Насколько это достоверно и какова реальная ситуация, ты можешь сказать? И вот те Смотри. угрозы, я имею в виду, и Мгм. остальное. Смотри, изначально, если логически брать, какой смысл моим же за
башни в Итумкали писать это не Чечня, это Ингушетия. Это же не явно не мои писали, правильно? И вот все и началось вот так вот. Ну, карачаевцам зачем писать? Это не чеченские башни, там ингушские башни в Итумкали. Это незачем нашим делать, понимаешь? Максимум там часть, но она потом со временем присоединилась, которые в чеченофобии им помогают. Есть такая часть, есть. Это админы некоторые различных пабликов, вот этих всех, это все есть. Вот. Но изначально не было там карачаевцев, наши даже, как и я, не в курсе были вообще вот этого всего. Я сама была не в курсе, пока не приехала в Чечню, не сфотографировалась там. Поэтому нет, это все с Ингушетии шло, пошло. Ага. Однозначно. Еще вопрос. А последний, вот когда сейчас последний произошел после подкаста инцидент, попытались на тебя заяву написать, кто это был? Ты знаешь, кто это сделал? Или, Мне не сказали, кто это лично сделал, мне не сказали, но это была группа лиц. Заранее мне это все обговорили, жалобы отправили в Москву, и на что им пришел ответ, что ни под какую статью мое видео не попадает абсолютно, то, что ничего там нет такого, чтобы я правонарушение какое-то совершила. Ну, они такой ответ получили, но при этом ко мне пришло то, что на меня пытались написать заявление за межнациональную рознь, экстремизм и так далее. Но еще... Колокольцеву они писали. Понятно. А написали именно, сказали, с твоего региона написали или извне, без разницы откуда? А мне ничего этого они не сказали. Угу. Понятно. Просто-напросто нас начали после последнего эфира убеждать в том, что якобы на Марьям то, что накатали, что это были знаешь, не они. как что... было? Это некоторые люди с Ингушетии, я не знаю, кто это точно, но они, естественно, будут прятаться, они же в лицо никогда ничего не скажут. Это были люди с Ингушетии, которые позвонили после подкаста тут же там каким-то нашим местным, ну, видимо, друзьям их, и говорили, ну, видимо, так, давайте, она там неугодные для нас вещи говорит, нам нашей дружбе проплаченной это невыгодно, сейчас она раскроет тайну, давайте ее как-то заткнем. И, видимо, написали дружненько что-нибудь. Понятно. Марьям, скажи мне, вот этот подкаст, который у вас длился час или полтора, я не знаю сколько, скажи мне... Где-то час, да. Да? Скажи мне, этот подкаст был приурочен к тому, что ты сфотографировалась на территории Чечни или же вообще в общем? Нет, это был подкаст вообще о моей жизни. Большее число времени мы там о лошадях вообще общались, о том, что я детей обучаю, лошадей обучаю, об этом. Про Ингушетию, там был кусочек, и то, почему мы его затронули. Меня спросили, вот мы постоянно видим, на тебя там нападки, травля постоянно идет. Как ты с этим справляешься, из чего оно началось? Я ответила на вопрос. Никого не оскорбляла. Я при этом сказала, что я не обобщаю весь ингушский народ, я уважаю ингушский народ. Просто некоторая часть вот постоянно устраивает травлю, чеченофобию. Потому как я чеченофобии этой проплаченной мешаю, они вот это всю 1,5 года ведут травлю. То есть я правильно понимаю, Марьям, получается, что ты спутала карты многим провокаторам, которые в лице карачаевского народа ты изменила ситуацию. Почему? Потому что всю работу пропагандистскую, которую они вели, якобы обвиняя чеченский народ в том, что они отобрали или забрали, или все остальное выставляли. Да. Угу. Да, и все остальное началось меняться, и именно из-за этого произошел этот сыр-бор. Я правильно понимаю? Ну, получилось так, что да, я стала мешаться в том смысле, потому что я стала показывать Чечню, стала показывать правду, стала показывать, что на самом деле вот так. А некоторым людям, которые много лет ездили в Карачай, это стало невыгодно. Их друзьям тоже, которые общие деньги на этом зарабатывают, понимаешь? О, даже как. Ты открываешь нам все новые и новые интересные моменты из этого вопроса. Юни? Да.
Давай, знаешь как, сейчас я хочу просто довести вопросы, чтобы тебе было слышно. Ты все равно будешь видеть на экране. Я сейчас вопросы как задам, потом веду тебя, и мы уже втроем пообщаемся. А то у тебя вообще мутная картина, хорошо? Сейчас я выведу, чтобы Марьям более или менее еще так. Вот так. Сейчас, чтобы... Так, вопросы я временно отключил, потому что здесь некоторые любители Марьям, хейтеры 1,5 зашли и начали года писать. уже. Маты сплошные. Я тебе Вот, честно Марьям, скажу, скажи мне, Башлам. вот, так, Мгм. Да-да-да. смотри, у меня, вот сейчас ты продолжишь, смотри, у меня просто очень много вопросов, чтобы ты не пропала, чтобы мы пока общаемся, и люди тоже хотят тебя послушать, и вопросы вполне возможно задать. Вот у меня такой вопрос, Марьям, тебе. Скажи мне честно, вот ради Всевышнего Аллаха, хоть один чеченец, старший, я не говорю даже уже про государственную структуру, кто-нибудь хоть одну копейку тебе заплатил, сказал, попросил, настроил, чтобы ты это сделала. Я прошу ради Всевышнего Аллаха тебе, и ты и я, мы все отвечаем перед Всевышним. Были ли ты, получала какие-либо награждения, госордена, диплом за то, что ты рассказала то, что чувствует твое сердце, или то, что знаешь ты? Ответь на этот простой вопрос. Валлахи, билляхи, это уже не раз говорила. Нуждаешься ли ты в наших, так сказать, в нашей финансовой поддержке или в Дотации, да? наших, там, не знаю, заслугах, чтобы мы там что-то говорили тебе? Все, больше не мешаю, рассказывай теперь. Смотри, валлахи, билляхи, я это не раз говорила, ни одной копейки, никогда вот все говорят, ей там платье, там у нее там квартира, там камни, где это все, скажите мне, где это все? Не, на самом деле, если без шуток, то никогда в жизни ни одной копейки из этой не там прям чтобы мне за это платили, я это делала, этого нет. Я так считаю, что эти люди судят, видимо, по себе. Если я это делаю от души и ради справедливости, от того, что вот у меня вот это вот внутри справедливость, она просто, я не знаю, вырывается наружу, что нельзя так делать, нельзя с кем-то там дружить на зло там другим или очернять, да, кого-то. Я это делаю вот так вот. Никакой копейки мне никогда не платили, ничего такого никогда не было. Я тебе больше скажу, Башлам, все эти 1,5 года я даже чисто вот морально я в себе в минус, получается, все это делала, потому что вот эти вот угрозы, маты постоянные, каждый день 1,5 года, с утра до вечера. Тебя матерят эти мужчины с Ингушетии, там не только мужчины, бывают женщины. Опять-таки, я не обобщаю всех, я просто проясняю ситуацию, как есть. И то, что говорят, вот ей платят или что-то, просто если бы они знали, насколько мне даже это в минус идет, потому что даже на самом подкасте, когда я ответила на этот вопрос, я посчитала, что знаешь как, я честно на него отвечу, честно, как есть, отвечу, потому что все равно меня достают этим, да, постоянно. Я отвечу как есть, но я знала, что начнется вот эта вся травля, вот эти оскорбления, угрозы, оно с большей волной, с большей силой пойдет. Я это ожидала, честно. Я сознательно уже пошла на это, просто чисто ради справедливости, чтобы вывести, показать, что все-таки вот эта проблема ксенофобии, она у нас действительно есть. То есть, можно сказать, отчасти, да, я даже просто рискнула и, да, ответила, сказала, как есть. Просто как есть. Я знала, что там начнется травля, то, что там я им сильно помешаю своей правдой, и начнется то, что вот началось. Да, это я все прекрасно знала. Так, Марьям, Да. за огромная тебе благодарность именно за то, что вот сейчас ты рассказала, то, что ты не побоялась, зная всю эту ситуацию, ты на сегодняшний день реально отвечаешь на очень болезненные вопросы, потому что я хочу, чтобы мои подписчики и те достойные братья и сестры, которые находятся в Ингушетии, понимали, что у нас вот нету по отношению к ним вот
Вот скажи мне, да, вот, ладно, чтобы было понятно. Вот ты находишься, часто бываешь, приезжаешь к нам в гости. Я хочу, чтобы мы разделили вопрос на две части. Первая часть вопроса заключается в том, Марьям, мне начали говорить и задавать некий ингуш информ, написал мне в личку, как ты считаешь, позволил бы ты своей сестре чеченки поехать в Карачаевск, сделать такое заявление и приехать? Скажи, вот это было очень реально тупой вопрос, я сейчас тебе поясню почему. Я сказал, причем, подождите, вопросы чуть попозже. Я сказал, при чем тут это? Марьям приехала, имеет право приезжать куда хочет. Я ему задаю вопрос. Ты ей брат, сват, муж, отец, двоюродный брат. Какое ты имеешь право с нас, чеченцев, требовать то, что каким-либо образом посягали на твою честь, каким-то образом насильно приезжали, заставили тебя приехать. Вот эти моменты, чтобы ты пояснила людям, сказал, что ты свободный человек, ты имеешь право передвигаться куда хочешь, что у тебя есть отец, братья, двоюродные братья, что ты можешь приехать и в Чечню, хочешь, можешь поехать и в Штаты, что к тебе вообще никаких, как таковой, претензий или, как сказать, каких-то угроз или шантажа с нашей стороны было или нет. И еще вопрос. Когда ты приезжаешь в гости, едешь там, без разницы, возможно, ты приехал в Чечню, возможно, в Дагестан, возможно, куда-нибудь там в Адыгею, там на Черное море. Скажи мне, у тебя есть запрет на то, чтобы ты куда-либо выезжала и какие-либо претензии к тебе, угрозы, кроме вот этих хейтеров, которые я говорю? Есть ли такое вообще по отношению твоей семьи к тебе? Недоверие, вот эти вот моменты, которые он указывает. Я просто тупость этого вопроса немножко не понимаю. Зачем они, когда уже... Понимаешь ли, почему, Марьям? Они... Потому что уже не знаю, до чего докопаться, да. Да, они карачаевцам говорят как? Не лезьте в наши внутренние отношения между братьями. Но когда мы говорим, а какое вам дело? Марьям приехала к нам в гости. Мы с радостью ее приняли. Она погостевала, побыла в гостях, пофотографировалась, уехала. Мы можем поехать, моя сестра, брат, сват может поехать в Карачаевск, сделать там фотографию, приехать. Нету никаких претензий, нету ничего плохого, нету вот этого сумбура для специальности. Вот поэтому я хотел узнать, скажи мне, конкретно вот к тебе отношение твоих родителей, езжай туда, не езжай туда, вот запреты, не запреты, есть вообще у тебя какое-то табу по отношению к Чечне от родственников или родных и близких? Смотри, наверное, сейчас своим ответом я обломаю, грубо говоря, очень многих. Я либо нахожусь в Чечне, либо нахожусь в Новчиче, в Чеченской Республике, либо нахожусь в Карачае. Никуда больше сама я не езжу никогда. Поясняю почему. Меня бы никогда не отпустили одну в Дагестан, меня бы никогда не отпустили одну в Ингушетию, в Осетию, вообще в другие любые места, меня бы одну не отпустили. В Чечню, в Новчичу меня отпускают. Поясняю почему. Потому что у моей семьи, у лично моей семьи, очень много друзей семьи именно Нохчи. Это уже, знаешь, я росла, я видела этих Нохчи дома у нас, они нас дома у себя видели. И еще больше обломаюсь сейчас, наверное. В Нохчиче у меня есть законный представитель перед Всевышним Аллахом, мой вали, мой попечитель по исламу, и он является чеченцем, этот человек. То есть и тут, в Грозном, я нахожусь как... я у дома у себя нахожусь. У меня тут есть попечитель по исламу. В Карачае есть мой отец, мой махрам есть. Какие вопросы ко мне в этом плане, я не знаю абсолютно. Никто меня не заставляет. У меня в Грозном, кстати, я живу в Грозном, вошла. В Грозном у меня есть, считай, попечитель. У меня есть, считай, как родные братья и сестры, можно, да, сказать. То есть я не живу тут как псих-одиночка в Чечне. Я тут под присмотром таких же братьев, сестер, да, понимаешь, там дада, можно сказать, мой дада вот уже
Карачаеве у меня мои родители, моя семья. То есть в этом плане ко мне вопросов я вот так вот чиста абсолютно. Я никак не болтаюсь как психоодиночка, не бездомная, не безродная. У меня и в Чечне семья, и в Карачаеве семья есть. Опять-таки Все, повторюсь, альхамдулилlah. меня бы не отпустили в Дагестан, в Ингушетию, там, в Осетию, там, в Тверь, там еще куда-то. Чечня считается моим домом, поэтому я спокойно здесь нахожусь, как и в Карачаеве Я, всегда. я думаю, что это великолепный ответ, что, в принципе, тем людям, которые якобы пытаются это сделать. И вопрос еще один, Марьям. Когда ты Да. фотографировалась, где надпись «Фортанга», у речки Фортанга, ты понимала, что и правый, и левый берег в этой местности принадлежит полностью, исторически принадлежит чеченцам? Да, абсолютно. Я понимала это еще, когда я выставила Сутумкали башни, и вот это Мгм. все началось, и я удивилась. И знаешь, что Башлам я заметила, кстати говоря? Я дружила с Нохчи сколько, да, моя семья дружила, но вот эту проблему башни мы даже не знали. А знаешь почему? Потому что Нохчи никогда не жаловались, что у них кто-то забирает башни. Никогда такого не было. И только когда я столкнулась с этим хейтом со стороны ингушей, я, оказывается, понимаю, что кто-то у кого-то там якобы башни стащил, еще что-то. И у меня просто вот этот резонанс полный в голове. Я Мгм. начинаю это все разбираться, я начинаю... Спасибо им, кстати, большое. Я начинаю изучать историю Нохчича, развиваться начинаю и понимаю, в чем дело, собственно. В чем дело. И поэтому, да, я хорошо изучила и историю Нохчича, и карты, и все. Я все это прекрасно, больше, чем они знаю. Их границы и Нохчича границы. Поэтому, да, это Марьям, и абсолютно честно. такой каверзный, такой самый нелицеприятный вопрос. Скажи, вот эти слова, великолепные слова, что 2018 года никто не предъявил доказательства. Вот откуда ты эти слова взяла вообще? Где ты их услышала? От кого ты услышала? Или это были слова, как говорится, говори на духу как есть. Просто мне интересно, откуда ты это Смотри, услышала? когда я сфотографировалась в Галанчеже, когда я там сфотографировалась, начались вот эти вот комментарии с матами, вот нас Мгм. оккупировали, у нас украли, вот это все. Я опять-таки же начала изучать этот вопрос, начала смотреть, изучать. И первым, у кого я увидела вот эти вот слова, это у лорда я увидела. Я увидела у лорда, потом увидела, что, ну, если лорд так сказал, это так и есть на самом деле, да? Вот. И потом я увидела Лорд подтверждение этих это, слов. чтобы знали У все, тебя я видела. да. Лорд это, чтобы У, были у знали, на тот период это был точнее, это экс-председатель парламента Чеченской Республики, и ныне это председатель правительства Чеченской Республики. Довожу для тех людей, кто не в курсе вообще. Продолжай, Марьям. Да, и я как бы, знаешь, вот фотографировалась, и я ну, как бы видела, что за территорию Чеченской Республики я не выезжала никуда. А тут мне пишут, что это не чеченская земля, и все. И, ну, представь мою кашу в голове, я не понимаю, что происходит вообще. Еще с такой агрессией кидаются. Я начинаю просто каждый раз я начинаю изучать этот вопрос и приходить к тому, что это исторически земля Нохчича, просто когда там украденная, и ее вернули Нохча обратно. И этот вопрос я начала изучать. Сначала увидела слова лорда, тебя потом я видела, и видела, как многие официальные лица подтверждали эту информацию. Поэтому, когда мне вопрос по Галанчежу, я спокойно процитировала этих людей, потому что считаю информацию от них вполне достоверной. Мгм. Понятно. За это тоже огромное спасибо. Просто-напросто хейтеры всячески пытались сказать, что вот тебе взяли, дали этот текст, чтобы ты заучила, специально тебя подговорили. Поясни мне А что, одно. так можно было, да? Ну, как видно, да. Поясни мне один момент. Я оставлю людей, честно сказать, Марьям, людей, которые занимаются матом
отца, матери и так далее. Я этих людей не считаю вообще за кавказцев. Про мусульман я вообще молчу, потому что эти люди недостойны даже нашего обсуждения. Это потомки рабов, кто может говорить и оскорблять отца трогать или мать трогать. Это ниже достоинства любого мусульманина, любого кавказца. Оставим этих людей. Вот я хочу услышать от тебя, Марьям. Вот ты часто живешь в Грозном, ты бываешь здесь, ты бываешь в Карачаевске, ты знаешь ситуацию и здесь, и в Карачаевске. Ты прекрасно понимаешь, возможно, мы некоторую картину, которая происходит в Карачаевске, не знаем по ситуации, имеется в виду, какие там работы проводятся. Мы знаем, мы соболезнуем нашим братьям Карачаевым именно в день скорби, когда депортировали точно так же, как нас, и какие-то скорбные. Это на официальном уровне, руководство региона нашего, и вообще простые люди и общественники. Вот мне интересно, почему эти люди конкретно не предъявляют претензий, не говорят, что вот почему Марьям высказала это мнение, чисто субъективное, свое мнение, почему она высказала, не дают прямо этот вопрос, а тебя именно пытаются затащить под 282 статью и сказать, что Марьям якобы разжигает межнациональную рознь. В чем ты видишь проблему? Почему эти люди именно пытаются тебя подсунуть под эту статью? Хотя ты прекрасно знаешь, что твои слова в Чеченской Республике никто негативно не отразился. От этого мы не стали ненавидеть достойных братьев ингушей. Мы, как есть, и остаемся единым народом, как и были. Просто сегодня это два региона. Это никак не повлияло на нормальных людей. Но вот эти хейтеры, почему они пытаются всяким образом тебя, в кавычках сказать, именно под эту статью подогнать, а не показать реальную картину, за что они ополчились на тебя, на твоих родственников, на всех кого угодно. В чем ты видишь реальную проблему? Им это невыгодно. Понимаешь, когда много лет... Смотри, хорошо, если мы раз уже прямо честно разговариваем. 2018 год, митинг на Фортанге. Так. 2019 год, спустя несколько месяцев после митинга. Сквер в Ингушетии, Карачай. Ингуши воздвигают сквер в честь дружбы Карачая. Через несколько месяцев после митинга на Фортанге. Сложи пазл. Дальше. С тех пор идет такая огромная популяризация вот этой вот дружбы, многовекового братства, что там ночью только с ингушами остаются. Ну, я цитирую прям, там днем оставайся с кем хочешь, ночью оставайся с ингушом. И каждый паблик карачаевский, ну не каждый, многие, гремит этой дружбой. Вдруг резко, знаешь, так гремит этой дружбой. В Ингушетии ингушские паблики также гремят этой дружбой. Вот. И вот. Это им невыгодно, то, что я начала говорить правду. Просто как бы понимаешь, от того, что некоторые люди дружат, вот, допустим, с ингушским народом, да, между прочим, я сейчас многих тут удивлю, у меня в Ингушетии есть подруги, у меня есть эти люди из ингушского народа, и они просто в шоке наблюдают за всем этим, понимаешь? Я не понимаю одного. Почему нельзя дружить? Я не против, дружите. Почему нельзя дружить с одним народом, но не очерняя при этом другой? Почему нельзя вот так вот? И меня всегда удивляло то, что я когда видела, как вот они говорят, вот мы братья, мы дружим, многовековая дружба, альхамдулиллах, хорошо. Но зачем очернять чеченцев? Зачем очернять нохче? Мы вот дружим, а вот эти вот плохие, они нас оккупировали, они у нас землю украли, они наши башни крадут, они нашу историю крадут. Я тебе буквально цитирую тех людей, которые приезжают с Ингушетии в Карачай и так говорят нашим местным. Я не раз с ними вступала в конфликт напрямую с этими людьми, понимаешь? И у меня даже был конфликт, я же вообще конник, я лошадьми занимаюсь тоже.
И у меня даже был конфликт, когда я, ну вот, с Ингушетии, допустим, всадники приехали, да, наши всадники, альхамдулиллах, собрались, поехали, поездили, покатались. Я говорю, почему тут Нохчи нет? Почему их нет? Почему их конники сюда не приезжают? Ну, просто я задалась этим вопросом. А кое-кто просто не хотел их там видеть в Ашлам. И тут я опять им мешаю, потому что я еще и конник. И они понимают, что рано или поздно я приведу этих всадников сюда. Мне ясно, валлахи, билляхи, таллахи, мне сказали фразу не будет тут твоих чеченцев всадников никогда. У нас тут есть братья. Понимаешь? Я, после чего у меня случился конфликт, это было около года назад, это все. После Так. чего у меня случился с ними конфликт, я сказала, хорошо, вы стоите на своем, я буду стоять на своем, но Нохчи тут будут всадники. Кстати говоря, альхамдулиллах, этой зимой 2 чеченца в минус 25 за 4 дня с Нохчичу до Черкесска доехали. И наши достойные братья карачаевцы встретили их гостеприимством, все. За 4 дня, представь, с Чечни до Черкесска они доехали на лошадях. То есть своим путем, правильно я понял? Да, именно на лошадях с Чечни до... В общем, к чему я это все говорю? Им просто мое появление, видимо, было не... Я изначально даже не могла об этом подумать, не могла это знать. Просто мое существование, мой аккаунт сам, вот это все, то, что я рассказываю про Чечню, то, что я показываю, те земли чеченскими показываю, когда они тут говорят, что это ингушские земли. Но тут появляюсь я, которая выставляет каланчеш, и пишу Нохчичи. И вот этот разрыв шаблона происходит у местных. А наши же друзья приезжали и говорили другое. Понимаешь? То есть те люди, которые, как они поступили, когда ты смогла привести туда, которые поклялись, или ты этих людей после этого видела или слышала, которые тебе обещали, что там якобы не будет никогда чеченцев ни под каким лозунгом? Нет, я их в жизни часто не встречаю. Да, извини меня за такой нехороший вопрос, скажи мне честно. Тот человек, который сказал, что там не будет никогда чеченцев, какой национальности он принадлежит? Карачаевской? Их несколько было, и карачаевцы, и ингуши. Они просто друг с другом дружат. Но, знаешь, я вот единственное, что хочу снять некоторую там вину со своих, в том смысле, что они много лет к ним приезжают с Ингушетии вот эти люди и поливают вас грязью. И эти просто, понимаешь, но они в шоке, они думают, что к их братьям несправедливо относятся, да, вот это вот все происходит. И, естественно, у них, когда человек 100 раз одно и то же повторяет, другие люди, не зная достоверной информации, начинают в это верить. И многие наши местные, они даже, знаешь, не со зла абсолютно, ни с чего. Они реально думают, что так и есть, как они приезжают и рассказывают, понимаешь? То есть если как манну небесную будет повторять все время одно и то же, конечно, как бы не поверить. У них получается, конечно, знаешь, такое продвижение скрытой чеченофобии такой. Скрытой, потому что в открытую говорить они боятся. Я, например, всегда говорю все в открытую. Они в открытую говорить боятся. Я знаю тех людей, которые очень такие чеченофобы из числа ингушей, которые приезжают к нашим местным, но как только перед ними появляется чеченец, они вежри, войнахи, вежри. Вот так вот они разговаривают. И у меня случился конфликт с кое-какими людьми из всадников Ингушетии. Человек, мужчина, под 50 лет, чтобы ты понял, башлам. Просто захожу. Вот знаешь, с чего у меня утро начинается? С того, что я захожу в Инстаграм и от матов очищаю свои комментарии. То, что за ночь скопились маты, очищаю. И утром проснулась, смотрю, маты удаляю. И мне, знаешь, так, кто их лайкает, эти маты еще,
Тоже захожу А, к ним и посмотреть, блокирую да? их сразу, да, нет, чтобы их не было, я их сразу тоже блокирую. Зачем они нужны, маты, которые лайкают, да? Ну да. И тут, и клянусь Аллахом, клянусь валлахи, билляхи, я захожу на один комментарий, где этот мат один пишет, жители Ингушетии. Захожу, кто их лайкал, и среди лайков всадник Ингушетии один, с которым мне недавно конфликт произошел. Мужчине То под есть, 50 то лет. есть, Он в открытую мне не может сказать, да, я чеченофоб, да, ты мне мешаешь, да, вот так-то. Он ходит в комментариях у девушки, лайкает маты в ее сторону. Вот так вот. Это все, на что хватает этого человека. хорошо, у меня вопрос еще к тебе, Марьям. Скажи откровенно, Мгм. честно, поскольку у нас такое сегодня как раз и очень, так сказать, для мусульман очень священные дни. Мы знаем, что вот эти несколько дней многие держат уразу. Я думаю, что чтобы люди понимали, что ты не лжешь. Скажи честно, насколько сильно ты сталкиваешься в Чечне с людьми, которые являются ингушофобами, говорят тебе, что они наши не братья, говорят, что они у нас воруют, говорят, что вот мы не один народ, говорят, что они, как многие говорят, что мы, чеченцы, хотим их поглотить, уничтожить. Вот честно скажи, вот что ты негативного конкретно от чеченцев слышала в адрес наших братьев наших братьев ингушей, которые, опять же, я повторюсь, мы являемся одним народом, но сегодня мы каждый живет на своем субъекте, каждый Я на живет у себя. подкасте, кстати, то же самое сказала, что вы один народ, если ты видел. Да, я прослушал, я вот поэтому я хочу сейчас тебе задать вопрос. Вот даже вот в этом вопросе, я еще раз прошу, и следующий вопрос будет еще такой более скользкий. Почему я этот вопрос задаю непосредственно, я думаю, ты прекрасно понимаешь, да? Вот я хочу, чтобы Да. откровенно ты сказала, что и с чеченской стороны, да, есть. Я не говорю про закрытые эти никнеймы, которые тебе пишут, да, ты, Марьям, красавчик, мы чеченцы, дави их. Я не говорю, потому что нам неизвестно, кто это тебя подначивает. А вот вживую вот с теми людьми, которые ты общалась, или знаешь, или женщины, мужчины, старые, взрослые, без разницы. Как вообще они относятся к своим братьям, ингушам? Можешь ответить на этот вопрос, честно? Могу. Но тебе сначала, видимо, стоило поклясться, что эти вопросы ты не составлял и не готовилась отвечать на эти Я клянусь вопросы, потому именем что Всевышнего Аллаха, что Марьям до сегодняшнего дня я не видел, не встречался, знаю ее только по тому, как она заходила, когда я закидывал фотографию с маленьким ребенком, с лошадью, лайкала, один лайк там был, и один раз мой вопрос, причем он был, в принципе, мы с Марьям немножко подцапались, где я высказал свое мнение. Для меня, Марьям, ты сестра, ну и такие же мои братья. Это было раньше, когда за адыгов, я говорил по адыгской истории, у вас там какие-то свои, но я сказал, я в ваши дела вмешиваться не буду. Это Да. ваши вопросы. Для меня братья адыги, для меня сестра Марьям. Вот 2 лайка и 2 раза, когда переписывал. Больше я Марьям не видел, не встречался, не знаком. И сегодня вот эти вопросы, у меня нет ни бумаги, я наобум впервые задаю. Я клянусь именем Аллаха, что никогда такого не было и даже не подразумевалось. Единственное, что заранее, 2 дня вперед, поскольку мы говорим откровенно, мне сказали, что может ты проведешь с нашей сестрой Марьям подкаст. Я не верил этому. Я сказал, я с радостью, но если Марьяшка сможет, я Мне буду только весь сегодня мир. об этом сказали, кстати. Ты вечером в эфире должна быть делать, что хочешь. Я даже не знала. Вот поэтому я сказал, заранее я не стал выставлять твое имя, я сказал, что у нас будет гостья или гость, все, потому что если вдруг у тебя не получится, чтобы не было Да. эксцессов. Поэтому ничего заранее обговорено не было, кроме того, что получится, если сегодня сделать эфир, сделаем. Нет. А теперь прошу ответить на вопрос. Я сказал, поклялся Аллахом, что это не заранее подготовленный вопрос. Смотри, я тебе изначально ответила, что я не знала проблему про башни, когда выставляла фотографию с башнями, и не знала даже проблему
Почему? Потому что Нохши, я от Нохши никогда в жизни не слышала, что там кто-то украл у них земли, кто-то там украл у них башни. И какого-либо негатива в сторону ингушей я никогда не слышала. Даже слышала наоборот. Это вот наши братья, это такой же наш народ, как вот у карачаевцев балкарцы, у балкарцев карачаевцев. Одно и то же, мы один народ. Вот так вот я всегда слышала. Я тебе скажу больше, даже когда у меня только начались вот эти вот все конфликты с жителями Ингушетии, даже из моего круга чеченцы, они говорили, да, это там такие единицы, да не обращай внимания, они там, ну, они наши братья, там, может, в чем-то даже обидчивые, там, ну, в чем-то, да, где-то, но они наши братья все равно. Я злилась, потому что поначалу так было. И я злилась, потому что я показываю свой директ, говорю, как единицы, смотри, ну каждый день по 50-60 человек меня проклинают, матерят. Ну какие это единицы? Это, причем там не только левые аккаунты Башлам, там публичные группы Ингушетии, публичные личности Ингушетии, тот же самый фонд их сам, или как, не знаю, как называется вот этот в Ингушетии, наркоманов этих лечат, короче говоря. Вот, это были публичные личности, директора вот этих всяких фондов, понимаешь? Вот они все это писали. И писали не только мне гадости, и только моей семье. У них вот эта манера последний год, типа, что ты кадыровцев продвигаешь, что ты это, что ты это. Причем тут вообще башни и кадыровцы? Вот у меня вот этот вот вопрос просто, знаешь, вот вопрос, да? А так проще, чтобы простые люди, которые реально стоят на защите своих традиций, своих культурных объектов, своей родины, они обязательно этих людей должны привязать к силовым структурам. Якобы, если бы не они, вот мы бы справились. Нет, это Да. специально делается. И вообще, Да. глава, чтобы было понятно, глава Чеченской Республики к этому никакого отношения не имеет. Они в 2018 году все заключили по закону, сделали, Конституционный суд решил, все. После этого все, дзык-дзык, разошлись. Все, они больше туда и не вмешиваются. Но вот эти болтуны, балаболы, мне очень нравится, когда ты говоришь не ингуши, не галгаевцы ты не говоришь, ты говоришь жители Ингушетии. Это очень правильно, очень правильно. Почему? Потому что делать это может кто Я не угодно. обобщаю весь народ, да. Молодец. Абсолютно. Дальше, продолжай, Марьям, я не мешаю, продолжай. И когда я поначалу это показывала, эти наши нохши друзья, они даже не верили, что вот это есть, что оно, ну, действительно в мою сторону так сотнями будут писать. Они в шоке были не меньше, чем я. Понимаешь? А если у людей есть какой-то негатив в сторону там кого-либо, они не будут так удивляться, они не будут говорить, да яха, оставь там, ну, единицы всего такие, понимаешь? А когда они 1,5 года вот это, да, вот по пабликам с этого подкаста отрезок, я вот хочу сказать то, что они сейчас, у них сейчас проблема вот эта, они ее сами себе создали. Они сами раскидали этот кусок с моего подкаста. Они сами создали себе эту проблему на самом деле. Я просто ответила, ну, мое мнение, просто ответила на вопрос. То есть Так как- из 1,5 часа они вырвали, грубо Да, и говоря, они раскидали это одну везде и минуту. создали себе проблему просто. Мгм. Начали травлю, вот Марьям, это все. вот я часто провожу прямые эфиры с различными гостями различных Мгм. национальностей. Ну, те, которые имеют мужество, показывая фейс, зайти, конечно же, само собой. Вот мне всегда и старшики некоторые утверждают, и этот вопрос сейчас я хочу тебе переадресовать. Когда я говорю, что вот есть люди, которые занимаются специально провоцированием, как раз которые 100% подходят по 282 статью, и говорю, что они вот пишут, вот здесь пишут, вот кандидат исторических наук, допустим, оскорбляет и реально разжигает. Оскорбляет, потому что Уарстхвай – это часть Нохчи народа, неотъемлемая часть, которую мы любим и уважаем. Вот, допустим, когда она говорит, что они кочевые племена, раз, странно Да-да. очень получается. Второе, что они там были в качестве кого-то, там, не буду сейчас говорить, там, конюхов, пастухов, или же в качестве военных какой-то силовой поддержки, насильственно ассимилированы
это не является разжиганием межнациональной розни. Провокацией Это не является. не является провокацией, не является фитной, не является ничем подобным. Хотя это говорит человек, который не имеет права такого, это действующий, ведущий этнолог, допустим. Но когда говорит девушка, которая высказала свое мнение, вот ей захотелось, она высказала, Я не начинается то чтобы хейт и даже говорит, с пустого места его высказала. Я высказала, потому что началась эта вся травля, и меня спросили, но тебе надоело, почему честно, если травля? сказать, 1,5 года. Честно Да. сказать, и мне бы надоело 1,5. Вот вопрос, Марьям, к тебе. Послушай, к чему я это вел. Вот когда я рассказываю, что есть такие-то люди, они говорят, нет, это все сидят какие-то специальные боты. Они работают на великую спецслужбу ЦРУ, СБУ, ЭПУ, КГБПУ и так далее, масоны, 6-й отдел и так далее и тому подобное. Вот эти люди специально сидят от имени чеченского народа пишут ингушам, от имени ингушского народа пишут чеченцам. Вот у меня вопрос к тебе. Может быть, это те же самые боты, которые специально сидят и тебя травят, чтобы тебя натравить и чтобы тебя вывести из себя. Скажи мне, каким образом ты вычислила, что это реальные живые люди, и насколько они специально или не специально занимаются этим. Мне просто интересно, я бы хотел узнать твое мнение, я бы тоже это... Я когда людям говорю, они говорят, не, это не наши, достойные войнахи так не поступят, достойные чеченцы так не поступят, достойные ингуши так не... Да, вежливые так не поступят. Вот делать больше нечего каким-то спецслужбам, сидеть 24 часа или на протяжении 1,5 года сидеть и травить Марьям или травить кого-либо. Скажи мне, как ты видишь эту проблему и кто реально занимается вот этим подстрекательством, в твоем понимании? Ну, Не называя я уже... национальности, как говорится, мы не обвиняем целые народы и целые субъекты ни в коем случае. Ну, я уже повторяюсь, то, что мне писали не только левые аккаунты, мне писали официальные аккаунты, официальные... Мне даже, клянусь тебе, Аллахом, мне даже бойцы ММА, ингуши из Ингушетии, они мне угрожали, писали, что они меня где-то поймают, что-нибудь мне сломают, понимаешь? Это открытые лица. Это мужчины, которые занимаются смешанными там единоборствами, я не знаю, не разбираюсь в этом. ММА занимаются, они мне угрозы, маты пишут в директ, говорят, вот я тебя поймаю, я тебе что-нибудь сломаю, что-нибудь такое. А что я сделала? Что я сделала? Вот это. Я никогда не оскорбляла ингушский народ, не поливала, понимаешь? И официально люди мне это пишут. Хорошо, боты пишут в интернете, хорошо. А те люди, которые с Ингушетии приезжают к нам в Карачай и поливают чеченцев, это тоже боты? Хороший ответ. Мне сказать нечего тебе, честно сказать. Те люди, которые мне говорили, не будет здесь садиков чеченцев, это тоже боты. Это люди настоящие в жизни. И когда у меня произошел конфликт с теми же там с лошадьми среди всадников, да, то, что будут здесь и нохчи будут, и на мероприятия будут, они к нам в Карачай приезжают, так же, как ингуши. Альхамдулиллах, что ингуши к нам приезжают тоже. Ну, это хорошо. Ну, а где нохчи? Почему нохчи не хватает? Почему тут есть карачайцы, балкарцы, мы братья? Ингуши есть. Почему нет нохчи? У меня всегда этот вопрос был, да? И, ну, честно говоря, эти люди, которые приезжали с Ингушетии туда, они не рады были вот этому всему, понимаешь? И когда у меня случался с ними конфликт, ну, это же не боты были, понимаешь? И знаешь, вот самый смешной момент. У меня с ними случался конфликт, это, получается, доходило опять вот это такая травля в интернете переходила, опять у них волны. Я вроде спокойно живу, потом волны травли на меня опять начинаются. И, ребят, у вас не получится никогда меня затравить, никогда не получится. И когда вот эти волны идут, когда они понимают, что как бы, ну, проигрывают в этом во всем, в правде проигрывают, да, получается.
они сразу же переключаются, бегут по своим аккаунтам, вдруг вспоминают, что Нохчи их братья вдруг, а я провокатор, я их пытаюсь рассорить. То есть они, когда понимают, что То я есть их начинаю используют валить на различные методы. лопатки, грубо говоря. Я Что? правильно понимаю, они используют различные методы. Если не получается этот вариант, они идут пользоваться другим вариантом. Они несколько раз так делали, когда они начинали конфликтовать со мной по поводу своей чеченофобии, Мгм. они как-то вот так вот резко переобуваются, бегут к Нохче, говорят, вежди, она нас пытается рассорить. Хотя у меня начался конфликт с того, что они чеченофобы, то, что они пытались оскорблять чеченский народ, понимаешь, вот так. Я сижу вот так в шоке, потому что я не умею так переобуваться лично, понимаешь? Мгм. И мне начинают писать чеченцы, Деде Крылыша, что там случилось, почему так-то, так-то. И я сижу в шоке, я говорю, слушай, он прибежал к тебе, кричит, ты мой брат, а она вот нас ссорит, она нам мешает, она у вас там живет. Я говорю, он пару дней назад стоял тут и кричал, что вы у него все своровали, башню, не башню. Как так получилось, что он сейчас прибежал к тебе и кричит, что ты его брат, а я вот такая плохая, пытаюсь вас рассорить? Это вообще как работает? Я поначалу сильно этому удивлялась башлам. Потом за 1,5 года я уже привыкла, что такое бывает вот так вот постоянно. Мгм. Понятно. Марьям, такой вопрос. Вот скажи мне, вот во всем этом сумбуре, многие люди пытались очень сильно надавить и говорить, что ты одна такая, что все остальные в Карачаеве полностью на их стороне. Скажи, насколько это достоверная информация, это раз. И второй вопрос. Как реагируют твой отец, мама, братья за то, что ты такая правдорубка, борешься до конца за свою правду и истину? Поддерживают ли они тебя? Или же все время тебя ругают и говорят, эй, Марьям, ты как наши карачаевские лошади, неугомонная и идешь всегда до конца. Вот я пример привел, прошу, не обижайся, я не сравниваю нисколько тебя с лошадью, но я имею в виду именно как лошадь Карачаевской невозможно лошади можно. остановить, когда она мчится. Отношения твои, да, расскажи. Смотри, вообще я никогда не разговариваю на тему своей семьи, никогда. Зная, сколько вот этих вот уродов вокруг ходят, я никогда не разговариваю на тему своей семьи, но насчет этого вопроса. а, Моя семья-то знает правду. Мы-то Нохчи знаем, и они сами удивляются из этого. Естественно, они переживают, волнуются. Ну, ты представь, когда мужчины там с Ингушетии мне пишут, мы тебе там зеленкой обольем, бойцы там пишут с Ингушетии, мы тебе там руку что-нибудь там сломаем или еще что-то сделаем. Ну, конечно, они будут беспокоиться, да, там в любом случае они будут беспокоиться, бояться. И но они знают меня, знают мой характер и, прекрасно знают, что я всегда за правду. Я бы не приняла, понимаешь, вот эти вот новые, построенные их многовековые порядки, которые там несколько лет всего от роду с 19 года. Я бы не приняла и не буду принимать вот эту чеченофобию, когда я приезжаю в Нохчич, сажусь за стол с чеченцами, с одной тарелки ем еду, зная, что вот я туда приеду завтра, там начнутся вот эти вот оскорбления в сторону, да, них. Я не могу, вот я считаю, что я не являюсь нормальным потомком тех предков моих карачаевцев, если я буду вот так спокойно сидеть и слушать, как оскорбляют тех людей, с которыми я через 2 дня буду за одним столом сидеть. Я То считаю, есть ты что не я не буду лицемерка. принимать такие. Что? То есть ты говоришь, что ты не лицемерка, я правильно тебя понял? Не лицемерка, я не предатель. Я не предатель. Я не Все. предатель, ангелов. Марьям, И моя второй семья это вопрос. прекрасно знает, и мой отец такой же, понимаешь? Мои предки, они были такими же. И те, кто кричат
ты там, ну, какая-то, не знаю, отщепенцы какие-то там кричат с левых аккаунтов, она не из нашего народа или еще что-то. Я хочу этим людям сказать, это вы не из моего народа. Потому что у карачаевцев, у предков, у карачаевцев вода так всегда было. Ты никогда в жизни не дашь оскорбить своего друга. Никогда в жизни ты не дашь в его сторону сказать плохое и несправедливость. И знаешь, вот эта вот вся тема, Сейчас, подожди когда... минуту, Марьям. Мгм. Минуту, подожди. Я просто, чтобы людям было понятно, сейчас. Так, сейчас, минуточку. Где же я ее положил? Сейчас. Так. Ну, по сути, я просто выбрала сторону справедливости Башлам. Я знаю правду. И просто еще проблема в том, что многие с Карачая, там, они не знают правды. То есть они знают только то, что к ним привозят в виде информации. Понимаешь, что привозят к ним в виде информации. Они же никогда не были даже вот в Нохчичо, не разбирались, не смотрели, не ездили к этим башням, понимаешь? Марьям, я немножко отошел специально, не просто так. Да. Все, что говорит наша сестра Марьям, она берет не с потолка. Вот, карачаевцы, братья карачаевцы. Это ваш этический кодекс, который называется ЭСДИЛ. Вот здесь все, что говорит Марьям, да, написано здесь все. Она это говорит неспроста. Это не ее выдумки. Она не кандидат наук, она не историк, она может быть не профессор, не академик. Но вот это, то, что 1000 лет ваши предки оставили своим потомкам, вот что соблюдает Марьям. И ничего, Там, кто знаешь, хочет в этой удостовериться... книге есть одна фраза такая, которая мне очень сильно нравится. Смотрящий, я на русский сразу переведу, чтобы все поняли. Смотрящий на свою смерть. Это подразумевает то, что карачаевец, балкарец, он должен идти до конца за справедливость и за правду, понимаешь? Даже если это грозит ему какой-то, ну не знаю, смертью грозит даже, да? Он должен справедливость идти. И я сознательно в течение 1,5 лет, видя, какие травли на меня идут, на мою семью, я все равно пыталась выводить, иншалла, эту справедливость, эту правду. То есть многие то, что кричат, я хочу очень важный момент тут напомнить. Сейчас многие вот эти вот отщепенцы, они кричат, что я якобы защищаю Нохчи. Нет, это очень важный момент. Я хочу пояснить. Те, кто вот это пишут, я не знаю, с какими мозгами они дружат, чтобы так говорить в сторону чеченцев. Чеченцы, я знаю, что прекрасно, я знаю, что чеченцы не нуждаются в моей какой-либо помощи, там, девочки, да. По сути, как сейчас говорится, меня защищают чеченцы на самом деле, да. И вот, просто как это получилось? Я стала выкладывать Нохчича, меня начали оскорблять. Я начала отвечать, но отвечать не оскорблениями, а фактами. Вот мне пишут, это не чеченская земля. Так, все, Марьяша пошла, книгу взяла, карту взяла, изучила. Говорю, нет, вы не правы, я вас уважаю, вы достойные, но вы не правы в этом смысле. Это земля наших братьев. И знаешь, когда вот говорят, ты зачем туда лезешь, ты это все, да я бы не знала об этом конфликте, я бы туда не лезла, если бы на моей странице, на моем аккаунте, под моими постами меня бы не заливали матами. Я бы даже не знала про эту ситуацию, понимаешь? Жители Ингушетии, если бы не заливали меня матами, я бы не знала про эту ситуацию. И вот еще То есть один я момент. правильно понимаю, Марьям, ты пошла на принцип после оскорбления узнать и изучить данный вопрос. Я правильно понял? Я даже уехала жить в Чечню, чтобы разобраться в этой ситуации. Я же, мне не хочется быть неправой, да? Я знаю хорошо Нохчи, я знаю, что не будут обманывать.
Но я уехала даже в Чечню, чтобы разобраться в этой ситуации, изучить историю, послушать стариков. То есть из достоверных источников все это получить, всю эту информацию и рассказать о ней. Это было принципиально уже, да, когда мне начали там материть уже в течение там 2-3 месяцев, я уже сказала, что я принципиально докажу, что я права в этом вопросе. И это не защита Нохчи, это защита меня, это защита себя прежде всего от этих оскорблений. Когда тебе говорят, что ты врешь, ты ответишь перед Всевышним Аллахом, субхану ва тааля, и я спрашиваю, а за что я отвечу? За что я отвечу? И я начинаю копать эту информацию. И тут еще один момент. Они кричат, а что ты лезешь там Нохчи, там, ингуши там сами разберутся. То есть вы не пишите меня под моей страницей вот этой вот, под моими комментариями, не пишите, мне дела не будут, да, Нохчи сами разберутся, мне дела нету. У меня, альхамдулиллах, в Чечне очень сильные братья, и они сами разберутся. Просто не пишите мне это на странице, и не будет к вам претензий никаких. Вы оскорбляете меня, вы оскорбляете мою честь и достоинство, вы оскорбляете моих близких людей из чеченского народа, вы оскорбляете моих родителей. Почему вы считаете, что в течение 1,5 лет я должна молчать и не отвечать это? У меня же тоже честь и достоинство есть. Я же тоже не потерплю это в свою сторону, понимаешь? Я никого в ответ не оскорбляла, никогда не обобщала весь ингушский народ. И я всегда говорила, вот смотрите, вы чините несправедливость в сторону своих братьев, да? Вот ингуши, в сторону своих братьев чинят несправедливость. Какая тебе разница? Хорошо, сейчас в Палестине идет война. Они наши братья-мусульмане. Какая тебе разница, зачем ты говоришь про Палестину, зачем ты репостишь это себе на страницу, зачем ты говоришь, что это палестинские земли? Евреи с палестинцами сами разберутся. Зачем? Но ты же как мусульманин, ты говоришь в сторону наших братьев чинят несправедливость. На самом деле это их земля, на самом деле оскорбляет вот их несправедливо. Понимаешь? Это вот такая позиция. Тут даже позиция с точки зрения ислама. На моих братьев наговаривают и сестер. Я не терплю эти наговоры, понимаешь? Ну, я считаю, что чеченцы в сторону, например, меня и моих там земляков точно так же поступили бы. Я считаю, что это по совести и по чести так поступить. Это было принципиально, да. В общем, как-то так. Ясно. Огромная благодарность за ответ. Очень полноценный. Я думаю, что и примеры тоже очень подходящие. Марьям, вот сейчас некоторые нарнийцы, а я называю этих людей нарнийцами, поскольку Да, я они тоже живут уже теперь. в своем сказочном мире, потому что достойные братья, наши братья алгайи, ингуши, они себе никогда не позволят ни материться, ни оскорблять, тем более хрупкую девушку. Это ниже их достоинства. Я Поэтому будем вчера, называть кстати, в этих людей. гостях в Назране была. Очень Да? вкусно посидели, да, поели вкусно у своих Сейчас, друзей. подожди, это уже интересно. Сейчас я сперва к тебе задам вопрос, и второй части уже расскажешь о своей поездке в Назрань. Смотри, вопрос. Закидывали наши нарнийцы, якобы какая-то блогерша из Карачаева пишет. Кадыровская вот провокаторша, они пишут во многих Да, нет, в принципе не так. Они говорят, она, девушка, говорит, мы на стороне своей сестры, но нам непонятно, как вы подло воспользовались ее наивностью в своем вопросе. Ну, видела ты, да, этот комментарий? Да, Вот да, скажи да, мне да. честно, ради Аллаха, у меня тебе 2 вопроса, и третий будет про Назрань. Первое, насколько это достоверно и воспользовались ли твоими, так сказать, устами в адрес своих братьев чеченцы. Раз. Второй вопрос. Вот как раз ты сказала, как говорится, правда всегда забывается. Второй вопрос о том, что вообще каким-либо, с кем-либо из государственных лиц, чиновников в Чечне встречалась ли, были ли у тебя беседы? Это второй вопрос. И третий вопрос про свою поездку. Вкратце, в 2 словах, если считаешь нужным,
расскажи, вот ответь на эти вопросы. Насколько достоверно то, что чеченцы якобы в наглую воспользовались наивностью Марьям и использовали ее в своем вопросе. Нам-то это зачем, в принципе, вопрос-то уже 7 лет как прошел, мы-то об этом и забыли многие, но раз она так пишет, насколько это достоверно? Ну, это абсолютно недостоверная информация, потому что те чеченцы, которые сейчас меня поддерживают, в том числе из моей семьи, в том числе вот вы, да, которые поддерживаете, я вижу, что вы нервничаете больше, чем я за меня. Я вижу, что вы Да, нервничаете больше, переживаете. На самом деле очень много чеченцев наоборот мне говорят: выйди с этой темы, оскорбляют тебя постоянно, такими матами кроют 1,5 года. То есть чеченцам как, ну это ногчила вот этого нет, пользоваться девушкой, чтобы она что-то говорила. Наоборот, когда оскорбляют меня, когда меня матами кроют, мне чеченцы наоборот говорят: выйди с этого. Мы с ними, ну, мы разберемся с этими. Да, вот, здесь кодекс этого есть. точно нету. Да. И выйди, пожалуйста, с этого. Не надо. А тебе постоянно эти гадости пишут. Ты вот это вот. Закройте там комментарии. Там. Ну, ладно, если они так провоцируются на вот эти чеченские башни в том же Итумкали, в том же Харачеве, пожалуйста, ну не выкладывай это. Я говорю: почему я не могу это выкладывать? Говорю, я просто как любой турист даже, да, приехала, сфотографировалась, выложила. Он говорит: ну ты видишь, они тебя матерят. Даже если ты 100 раз права, они матерят тебя, они вот так тебя оскорбляют. То есть ответ на этот вопрос: нет, мной никто не пользуется. Наоборот, чеченцы меня по сей день отговаривают от того, чтобы я дальше до конца шла за вот этим всем, потому что они видят, как меня оскорбляют, и очень сильно переживают за меня даже в этом вопросе. Мне несколько раз сказали: так, вторая часть твоего вопроса, с кем-то там из официальных лиц виделась или нет, да, там, ну, то есть ты хочешь сказать, что я якобы типа ресурс, да, у чеченцев там Нет, я какой-то, хочу да, там в сказать, интернете. Ну, типа. ну, типа, они говорят, типа, вот, и она проплаченная, казачок, там, кто-то ее, какие-то там лица, ну, как они называют, любой человек, кто говорит против них, говорят: эй, вы врете, прекращайте эту ерунду, они сразу называют провластными, проплаченными. Я, чтобы ты своими устами сказала, насколько это достоверно, может быть, ты секретный агент, может, я не знаю, ты реально встречаешься с кем-то, там, не знаю, из-за официальных лиц, они тебе там денежку дают, ну, тебе Камри купили, квартиру дали, ну, ты же знаешь об этом. Как-то же ты должна где-то на Камри кататься и на своей шикарной квартире проживать. Ну, мало ли, поэтому я у тебя спрашиваю, конечно, сарказм, само собой. Надеюсь, тебе объяснять не надо, да? Если бы я была такой проплаченной, я бы не была такой бедной башлам. У меня была бы и квартира, и машина, и все. Я Все сама тогда. себя обеспечиваю, я как девушка сама себя обеспечиваю, я на этих ножах зарабатываю, там, на лошадях зарабатываю, детей обучаю, зарабатываю. Мне постоянно денег не хватает. Я была бы рада, если бы мне даже проплачивали, но мне постоянно не хватает денег, поэтому Не пусть те, кто фартануло, не это говорит, фартануло. скинется мне. Я тут номер карты своей могу написать, пусть скинутся, пожалуйста, туда. Мне не лишнее. Нет, конечно, Ладно. Башлам, никто меня не проплачивал, ничего. Потому что это не нужно ногти. Но это смешно выглядит, знаешь? Это даже выглядит как и ваша, и подстава ваша, получается, типа вы мной пользуетесь. В поддержку И канала. подстава меня, что якобы вот так вот боком вышло, что типа вот чеченцы мной пользуются, и потому что это я так себя веду, и у них повод появился, так сказать, да, якобы. Но опять-таки это все ложь, просто это трусливая все ложь. Не знаю, как оправдать, видимо, свои там комплексы, недостатки. Я не знаю, недостатки Понятно. земли, может быть. Вот. Расскажи о своей поездке, как А, говорится. я вчера ездила в Назрань, пофотографировалась, погуляла. Я, кстати, поехала туда в национальном платье, ну, чтобы пофотографироваться, походить, поездить. Зашли там, покушали, этот там замок есть, вот этот ресторан. Туда зашли, пофотографировались. Там с друзьями увиделись в Ингушетии. Я подружку свою увидела, ингушку.
Очень сильно она обрадовалась, сидели, вообще спокойно погуляла. Там то, что мне пишут, только заедь в Ингушетию, мы тут тебя зеленкой польем, там побреем, еще что-то сделаем. Я спокойно, ребят, вчера гуляла по Назрани, я фотографии чуть позже еще даже выложу. Поэтому Не боишься, это вот так. хорошо, спасибо. Не боишься, что тебе ингушефобы начнут писать такие комментарии? Это чеченская земля, ты была в чеченском ресторане, ты была в чеченском городе. Зачем ты это сделала? Зачем ты разжигаешь провокацию и занимаешься подстрекательством? Нет, не Это боюсь, само потому собой. что никогда в жизни от Нохши такого не будет, не было и не будет Да, никогда такого. Потому ладно. что, иншалла, потому что никогда чеченцы, я вот живу среди вашего народа, я считаю вас своей семьей. Я хочу сказать, что никогда вы ни в ком не нуждались. Всегда всем есть до вас дело. Всегда вас пытаются очернить, оскорбить. Ну, вам до них дела никогда не было. Это реально. Сейчас будут говорить, вот она там льстит. Марьям, Нет, мы знаем, валлахи, мы с тобой билляхи, и я ты, говорю правду. мы с тобой Мгм. поклялись, ни я, ни ты, мы никаких вопросов не Лицемерить готовы. абсолютно ноль Да. лицемерия, Скажи абсолютно, мне, иншалла. понимаешь ли ты, осознаешь ли ты и вообще наши братья карачаевцы, что нохчи стали еще больше любить и ценить карачаевский народ благодаря тому, что ты не по чьей-либо просьбе вообще, просто высказываешь свое субъективное мнение. Понимают ли они, что ты олицетворяешь весь карачаевский народ со всей гордостью, достоинством и с прекрасным нравом всех наших братьев-карачаевцев? Понимают ли ваши то, что ты реально являешься эталоном чистоты, доброты и справедливости в глазах чеченцев? Смотри, ты там подзавис немножко. Уже могу, да, Это, отвечать на это- твой вопрос? да, потому что отвечать меня наоборот показывает. Смотри, единственное, я могу сказать, я всегда гордилась и горжусь, что я карачаевка, что я являюсь представителем карачаевского народа. Считаю себя олицетворением всего народа, я не считаю себя примером полностью моего народа, вот этого всего. Я не считаю себя там каким-то там ангелом, самым добрым, самым правильным человеком. У меня очень много недостатков, очень много, в том числе в моем нраве, в моем навсе. У меня очень много ошибок за моей спиной. Но при том, что этого всего у меня достаточно, я никогда не предавала, никогда я не бросала, никогда я не оставалась на стороне несправедливости. И я думаю, что благоразумные люди из моего народа, они все это видят, они все это понимают. Мне очень все эти дни много людей из карачаевского народа писали там слова поддержки, девочки писали, парни писали, не обращая внимания. Вот эти вот, то, что некоторые друзья ингуши, Чечена, то, что карачаевцы, да, вот эти отщепенцы, которые некоторые паблики, то, что они там пытаются тебя травить. А потом, ты, кстати, видел, что они делали? Они сначала пытались на меня натравить всех, чтобы там, меня убрать, просто чтобы свои же меня, видимо, затравили, чтобы убрать меня с дороги, в общем, да, но не получилось. И они решают, что делать. Они видят, что затравить меня не получилось своими же, что ногчи меня защищать начали от этого всего. Они начинают переобуваться и менять тактику, чтобы, видимо, не знаю, как-то там минусом не сыграть, они начинают менять тактику. Они говорят, чтобы выбить, это их, клянусь Аллахом, это их слова дословно, чтобы выбить почву из-под чеченцев, то, что типа вот они ее защищают, а мы ее типа там травим в пабликах только, да, там своих чеченофобских. Мы сделаем так, мы сделаем пост, поддерживаем, не поддерживаем, мы ее защищаем, но просто наше мнение не сходится с их. Получается, и волки сыты, да, получается, и эти уже
ну, они неправы, получается, то, что меня травят. Хотя вот эти несколько постов до этого, где меня травили, вот эти вот паблики карачаевские, которые вот этого Доскиева, которого раскидывали, где он говорил, что вот эта вот блогерша, она не олицетворение всего народа для нас, она там врет, она вот это все. У меня вот вопрос к этому же Доскиеву возникает. Когда ты говоришь, что я вот Карачаевка, не олицетворение карачаевского народа, во-первых, это не тебе говорить, ингушу, олицетворение карачаевского народа я или нет, потому что ты не относишься к моему народу. Во-первых. Во-вторых, я так и не увидела за все дни комментария по тому же ингушу, который оскорбил женщин карачаевского народа. То есть, когда я им помешалась под ногами, они начали там все записывать дружно жалобы на меня, все прекрасно. Этот же Доскиев начинает записывать то, что вот она такая сякая, она не представитель карачаевского народа. А когда один ингуш там оскорбляет там чеченок, оскорбляет карачаевок, женщин, он не записывает видео, там, братья с Карачая, он не представитель ингушского народа, не думаете. Не было таких видео, понимаешь? Ни от кого от них не было видео. Когда, значит, я говорю правду, эти паблики, вот эти все друзьяшки проплаченные, они выставляют, вот она провокатор, вот там травлю на меня пытаются. Когда оскорбляют какие-то блогеры ингушские, чеченский народ, они не выставляют это у себя в пабликах. Они не кричат, вот наших братьев, там, чеченцев травят, вот чеченофобия идет. Что за лицемерие? Что за двойные стандарты? Почему карачаевские паблики некоторые, которые выкладывали, что якобы я не из их народа, якобы я провокатор, якобы еще что-то, и которые защищают своих там друзей, там, тех отщепенцев, которые матами мне все комментарии заливают. Почему, когда вот эти отщепенцы оскорбляют чеченцев, почему вы не выкладываете у себя вот это вот? Чеченофобия идет, оскорбляют чеченский народ. Почему? Да потому что вам это не надо, и потому что вам это не выгодно. Вы на этом денежку себе не зарабатываете. Вы зарабатываете на другом. Митинг прошел, через несколько месяцев сквер. Все, дружба многовековая, давайте денежку зарабатывать на этом невежестве, на ненависти к власти Российской Федерации, на ненависти к власти Чеченской Республики, вот этого всего. А тут появилась какая-то умница, которая с ног чего так получилось, что хорошо дружит, и ай-ай-ай, все вот эти года она нам мешает, и не года, а вот то, что года они вот это все строили, она нам буквально вот за год взяла, вот все начинает ломать. Надо от нее избавиться. Как избавиться? Давайте травлю на нее запустим, чтобы она ушла. Потому что почему они эту тактику берут? До меня, я знаю, что затравили, до этого подкаста я имею в виду, затравили 2 девочек-чеченок. Я знаю, Да, что есть такое, да. когда они говорили, там выставляли чеченские башни, Чечню выставляли. Я знаю, что с Ингушетии так же, как меня, там пытались там травить их, там заливать. Да. Эти девочки, ну, наверное, они поступили все-таки правильно. Как женщины, как девушки, наверное, они поступили все-таки правильно. Они удалили эти посты. Ну, просто чтобы эти маты в их сторону, видимо, прекратились. Как девушки, они полностью правильно поступили. Но у меня уже вопрос принципа был просто довести это все до конца и показать уже это, что это ну не шутки на самом деле, что это не просто какая-то там информационная война именно в интернете, знаешь, с Инстаграма вышло, этого нет. Это же не так работает. Младшее поколение там, опять-таки, 100 раз тебе скажут, вот чеченцы вот такие вот плохие. Дети это слышат, идут на улице, говорят, вот чеченцы это такие плохие, нам ингуши так сказали, понимаешь? Ну вот так вот все работает, вот так все делается. Опять-таки я уточняю для особо умных, я не обобщаю весь ингушский народ, я говорю про вот этих вот непонятных отщепенцев, чеченофобов. И из там некоторые части там, может, где-то моего народа. Я честно говорю, я справедливо говорю. И вот эта вот часть, которая приехала к нам в Карачай и начинает про египетские пирамиды рассказывать, что это они строили, а чеченцы их украли.
В общем, как-то вот так. Понятно. Хорошо. Марьян, такой вопрос. Можешь ответить, можешь нет. Скажи, вот после всего этих 1,5 года хейта, чувствуешь ли ты некое облегчение? Ну, как тебе сказать? Вот, ну, тяжесть уходит с плеч, понимаешь? Мы все не безгрешные в этом мире. У нас есть грехи, у нас есть очень много плохого. Вот за все это время, пока тебя хейтят, оскорбляют, понимаешь ли ты, чувствуешь ли ты бодрость души и тела? Почему? Потому что вот огромную часть твоих грехов автоматически люди забирают себе за то, что они тебя оскорбляют, обвиняют, ну, со всеми своими комплексами неполноценности, само собой, матерятся. Чувствуешь ли ты вот первый вопрос, облегчение? Это риторически, ты можешь ответить, а можешь не ответить. Мгм. Второй вопрос, скажи мне, на Кавказе те народы, какой народ являешься ли ты, есть ли у тебя фобия к какому-либо народу? Вот ты, допустим, чеченофобка, грузинофобка и так далее. Есть ли у тебя вот фобия, ненависть к какому-то народу на Кавказе? Вот по чесноку. Если есть, да, у меня есть за что. Если есть, если нету, в принципе, я думаю, что ты ответишь Я как есть. тебе Вот два сейчас вопроса. расскажу интересную ситуацию насчет этого. Хорошо, что ты этот вопрос задал. У меня нет негатива ни к какому-либо народу на Кавказе. Знаешь, так массово, что я какой-то весь народ ненавидела. Такого нет абсолютно. Почему? Потому что я занимаюсь своим народом. Я интересуюсь народом своих близких людей, да, там, чеченцев. И у меня нет времени, ни желания до других там народов там очернять, там писать комментарии, там заходить кому-то там писать, нет, это карачаевские башни, а не ингушские, знаешь, у меня нет такого дела. И вот это вот хорошо, что ты спросил. Сейчас многие будут кричать там. В общем, вот этот вот ингуш, или Мурзаев, как у него фамилия была, ладно. Этот же ингуш, он, понимая, что у него не получилось переобуться, когда он сказал, что он оскорбляет не Чечена, как Карачаева, он понял, что он сглупил опять, у него не получилось переобуться, чего-то добиться, потому что Нохчи сказали, Карачаевки такие же наши сестры, ты никак ситуацию не поменял, ты ее еще вдвойне усугубил. Да, и он выбирает вот эту вот свою нарнийскую тактику. Он ее просто выбирает, свою нарнийскую тактику. Он вдруг. Так, она карачаевка. Надо поискать у карачаевцев, с кем конфликтные ситуации бывают. Угу. Я догадываюсь. Хорошо. Да, слушай дальше. Как он просто обломался. Они все обломались. И он говорит, он вдруг резко почему-то перепрыгивает с этой темы насчет того, что он оскорбил Карачаевок чеченок. Он говорит, вообще, говорит, я с этой Карачаевкой, говорит, поспорил насчет темы, типа я ей там начал за лошадей, там, говорит, в общем, что происходит? Он пытается прикрыться адыгами, чтобы адыгов натравить на меня, что я якобы выказывала какой-то негатив в сторону адыгов. Мне очень смешно с этой ситуацией стало. Он якобы, я выказывала какую-то сторону негатива. Короче, он пытался спрятаться за адыгов. И просто, чтобы ты понимал, я вижу это видео, голосовое вижу, где он говорит, я с ней спорил за адыгов. Я тебе клянусь, у меня в этот момент вот так вот на коленях сидит мой племянник, который является черкесом, у него отец черкес. Я его кормлю с ложечки в этот момент и слышу вот эту вот его болтовню просто. И сколько у меня с Кабардино-Балкарии друзей, там кабардинцев, черкесов, понимаешь? Просто у кого есть вот эти мозги без нацизма, да, и мы все дружим, мы все нормально ведем. В общем, у него эта выходка не вышла, она у него не получилась спрятаться за адыгов, потому что те же самые адыги, которые меня знают, они тоже начали ему писать, выйди-ка на связь, мы с тобой поговорить хотим, понимаешь? И он спрятался. Он, кстати говоря, так и никому не ответил, так и не вышел на связь. В Ингушетии дома его нету, в его нижних Ачалуках.
В общем, как-то вот так. Это было очень-очень-очень глупо, потому что ни один человек не найдет, что у меня какой-то негатив и неприязнь к целому народу, там, чтобы вот прям нацизм у меня такой был. Его нет абсолютно. И я больше скажу, если, иншаллах, да, у меня сейчас получится, на нейтральной территории, получается, в Чечне, я хочу именно карачаевцев, балкарцев, черкесов и адыгов, ну, там, знаешь, что братья сами договорились и где-то посидели за столом, в общем, да, там познакомились, пообщались, там нашли вообще... Просто чтобы братья друг друга нашли между там черкесами, карачаевцами, да, допустим, да, вот этот нацизм, чтобы он уходил. То есть я работаю наоборот, чтобы этот нацизм уходил от нас. Я наоборот на это, иншаллах, работаю. Поэтому обвинять меня в каком-то нацизме так не получится, вообще не получится. Даже массовая травля со стороны жителей Ингушетии, я никогда не говорила, что все ингуши вот такие плохие. И не скажу я никогда так, иншаллах. Так что можете не ждать. Понятно. Ну, то есть ты, честно сказать, за 1,5 года я слышал, у тебя вот на 2 сантиметра ты стала выше из-за того, что тебя от этих твоих грешков очистили. Это правда? Нет, ты так и не ответил? Ну да ладно. Да, я забыла просто, Башлан. Знаешь, сказать, что мне прям так легко стало, вот это все. Честно, вот без лицемерия, Башлан, нет, потому что эти 1,5 года как-никак, они все равно дают на нервы, но на нервы дают не от этих вот грязных матов, вот этого всего, нет. Они на меня никак не действуют. Просто вот от этой всей несправедливости, понимаешь? Вот это вот Мгм. всего, и ты пытаешься с этим бороться. И альхамдулилlah, 1,5 года, считай, я практически в одиночку с этим боролась. Просто сейчас спасибо большое этим и чеченофобам. Они распространили по пабликам это видео. И теперь я не одна, за меня заступились новчи. Спасибо большое вам. Теперь я не одна, я могу чуть отдохнуть. Вот сейчас мне, да, легче стало, честно, потому что я перестала уже там кому-то там отвечать, что-то доказывать. Я просто вот так вот ручки уже спокойно сложила и смотрю, как братья Нохчи отвечают им уже. Так Хорошо. что чуть легче, да, Хорошо, мне стало. Марьям, боюсь, что если я еще и дальше буду задавать вопросы, наши подписчики, которые тебя слушают, наши братья не смогут задать тебе вопрос. Сейчас я хочу, чтобы вы, друзья, коротко желательно. Я понимаю, вы хотите, как и я, долго, но коротко, чтобы все успели. Если есть какие-то вопросы, которые вы не услышали, которые я задавал Марьям, вы можете задать, и Юни запрос отправить ты тоже можешь. Марьям, от себя скажу так. Если вдруг даже если отключат, а сейчас есть попытки, я вижу, что пытаются сделать так, чтобы сорвать с тобой эфир, Это обычно. огромное баркала, от всего сердца, говорю, огромное баркала твоему отцу и твоей матери за то, что они породили на свет такого хорошего, честного, справедливого человека, как ты. Я понимаю, что у нас на Кавказе так не бывает, но все-таки ты моя сестра, тут без всякого преувеличения, мы за тебя всегда горой. Почему? До тех пор, пока я вижу, у тебя нету ни капли. Даже несмотря на то, что как бы я ни крутил, ни вертел, я вижу, что у тебя нету проявления вот этого нацизма или фобии к какому-либо народу. Альхамдулиллах. Почему? Потому что на самом деле, видно, человек улыбается, спокойно говорит, он не морщится, не пытается улизнуть, как скользкая змея. Говорит спокойно, говорит уверенно, значит, тебе бояться не за что. Я поклялся перед Всевышним, ты поклялся. Если Да. есть люди, которые нас сегодня слушают, являются мусульманами и веруют в Всевышнего Аллаха, они должны понимать, что мы говорим от чистого сердца. Поэтому огромная благодарность тебе за то, что ты пришла в эфире. И теперь давай послушаем вопросы от наших. Еще раз смотрите, друзья, с Телеграм у нас сейчас просто одновременно, Марьям. Мы в Ютубе, в Инстаграме, в ТикТоке, в Телеграме. То есть у нас идет массовая трансляция везде. То есть все люди, которые, если есть вопросы, Марьям, коротко, которых я не задавал, вы хотите задать или сказать коротко, услышу, если я хоть одно слово некультурное, я клянусь именем Аллаха, вы будете на всю жизнь в черном списке и никаких
как мы говорится, восстановление. Так что с Телеграма, братья, есть ли у вас вопросы? Сейчас Юни я тоже постараюсь включить. Или же есть вопросы с Телеграма? И в моей Телеграме... Тут, короче, подкаст пошел тоже, да? Ва алейкум ассалам. Так, вопрос у нас, вопрос от нашего брата. Я вот хотел бы, если ты знаешь, да, как поживаете, все хорошо, дома, родители, все в порядке, надеюсь. Я бы хотел, тут забавный случай был, я тут вкратце быстро расскажу. Одни чеченцы сочинили стих про чеченцев. И в каком-то ролике один ингуш от имени Лермонтова его переделал на ингушский лад, для ингушей. Поэтому у меня вот какой вопрос. Ты знаешь, было такое селение Джамат у карачаевцев? Джамат, да. Угу. Слышала? Вот я, когда прочитал о нем стихотворение у Лермонтова, и не мог понять и найти, где оно находится, пока мой близкий карачаевец случайно мне не стал рассказывать. Ты бы не могла бы процитировать хотя бы несколько строк в начале об этом стихотворении, чтобы наши друзья, недруги услышали? Я наизусть этого стихотворения не знаю, поэтому я не могу тебе процитировать это стихотворение. У меня просто ни на руках его нет, ни наизусть я не знаю. Я слышала что-то про него. Ну хорошо, давай я тогда тебе процитирую, чтобы ты знала, как об этом селении, об карачаевцах Лермонтов написал в свое время. Если тебе интересно. Интересно, нет? Да, процитируй, пожалуйста. Велик богат аул Джамат, он никому не платит дани, его стена — ручной булат, его мечеть на поле брани, его отважные сыны в огнях войны закалены, дела их громкие по Кавказу, в народах дальних и чужих. Наверное, не только сыновья, но и дочери такие же, как и сыновья у карачаевцев. И пусть все наши недруги утрутся от своей злости, зависти и всего прочего. Ну, в общем, вот так вот. Я желаю тебе всего хорошего, удачи. Не переживай. Как это говорится, кто нас не убивает, то делает нас крепче, по-моему. Такое есть выражение, да? Поэтому... То есть, если я правильно понял, Марьям, это стихотворение, он как бы написанное Лермонтову, посвятил карачаевскому народу и зачитал тебя, как поддерживая тебя вот так вот. Так. Да. Тоже задал один вопрос. Давай. Я такой твердокола. Есть ли такая возможность, вот ты говорила про паблики, целые паблики, которые тебя оставляли в личке, в комментариях. Вот если у тебя есть в личке комментарии, да, в директе, вот скинуть эти комментарии, каждый канал и скинуть мне. Если есть такая возможность, мы бы посмотрели, кто, что, да как. Башлам, ты понимаешь, что тебя это спрашивает, да? Потом, чтобы сохранить, ему все скинуть. Да, смотри, это под ником Voxtag. Он и зайдет в Инстаграм тоже, он напишет от имени Отпишись, пожалуйста, мне в директ. Мухаммад. Voxtag. Принял, поэтому уже. Все, напиши в директ. Да, все. Этот вопрос уже закрыт. Так, есть еще вопросы? Здесь в основном все благодарности, Марьям, благодарности. Ибрахим, если у нас есть с Ютуба, с ТикТока вопросы, отправляй мне на WhatsApp или зачитывай. Так, дальше смотрим. Так, и теперь бы мне понять, кто же отправил запрос. Это Юни отправил запрос, или же сейчас Юни тоже подключим, если это Юни. Я надеюсь, кто-то
записал этот, безусловно, ценный эфир. Эфир идет в прямом эфире, он зафиксирован. Мы никогда ничего ни от кого не прячем. У нас все открыто. И, наконец-то, наш Штирлиц, а точнее, даже не знаю, Штирлиц или не Штирлиц, Юни, ну ты видел вопросы, если у тебя есть вопросы или то, что добавить, задавай. Я не знаю, почему с Марьям у меня все нормально идет. Вот ты заходишь, у тебя прямо, я не знаю, тебя так любят или что-либо начинает лагать так. Задавай вопросы или расскажи, или что ты хотел бы добавить ко всему этому. Спрашиваешь? Да, конечно, Юни же ты у нас. Я Марьям уже задал вопрос. Все. Башлам, я прежде хочу сказать благодарность Марьям за то, что она согласилась выйти в прямой эфир. Я имел честь с ней увидеться позавчера в Доме правительства Черкесии. И из нее увидел, потому что у меня были встречи в Доме правительства, чтобы объяснить ситуацию, выразить свое по этому вопросу. И как-то обратить на это внимание. И я тогда познакомился лично с Марьям. Ты знаешь, что там она в силиконе вся, там еще что-то, я как-то даже взглядом искал силикон, операции на ней, но я видел по лицу, что там ни одна иголка близко не подходила, как этой девушке не подходила. А она какая есть, вот какой вы ее сейчас видите, она такая же в жизни. Но ее способность, позавчера я сказал, 500 дней человек, я же не знал, это всего живет под преследованием, угрозы, оскорбления, все на свете. Она 500 дней. Покажи мне, я мужчина, я клянусь себе, 500 дней, я-то, может быть, и 1000 дней, и 10 тысяч дней живу с этими, как с 18-го года началось, и в Грузии, и с этими. Но поражает сила воли этой девушки, чистота ее, порядочность. И я узнавать начал. Понимаешь как? Понятное дело, что мы все люди, обычные люди, но она очень сильная девушка. То, что она сейчас говорила, поверь на слово, этот человек, вот ты видишь ее, мы все психологи, человека, и когда тем более человек открывает рот, мы можем полностью психологический портрет. Поэтому я очень признателен, Марьям, за эту прекрасную беседу. Тебе очень сильно признателен за то, что как ты повел эту беседу, потому что ты историк, но я бы тебя, клянусь, да, я бы тебе дал бы удостоверение журналиста Союза России, потому что так профессионально повести задачи, которые именно волнуют людей, чеченское общество волнует, так грамотно задать вопросы, дать возможность девчонке показать все ее мысли. Вот я считаю, вот я говорю, у меня мурашки. Башлам. Юни, тебе тут задают вопрос. Юни, тебе задают вопрос коротко, просит ответить. Как тебя встретили члены Конгресса карачаевского народа? Коротко расскажи, вопрос был такой. Ну, я расскажу, потому что я-то не знал, что это проблема у нее. Я думал, что я увидел влияние, я думал, это ролик фрагменты подкаста «Зачишите». На полном серьезе, как это, какие могут быть претензии? Идите к чеченцам, если у вас есть такие вопросы. Для чеченцев этот вопрос закрытый по государственной, по закону, территориальными договорами по границам. Все, закрытый вопрос. Вот это полноценности, когда в 18-м пытались,
возмутиться, хотя здравые люди должны были соображать. И это, понимаешь, проблема-то не 10 человек, не 1000 человек, знать, что это большинство под своими именами. Мы не говорим о нациях, но я должен констатировать, сегодня вот этими взглядами ингушское общество. Я вот это все услышал, я считал, что же теперь оставить девушку просто так с этими негодяями, как есть, говорю. И мы что сделать? И я сразу нашел телефон председателя Конгресса Карачаевского народа. Я с ним поговорил по телефону и сказал, что я завтра буду в Карачаево-Черкесии. И я хотел бы с ним встретиться и обсудить. Больной, приболел, еще с ковида больной. А этот человек вместе со старейшинами буквально недавно ходил в дом активный, шикарно разговаривающий. То есть сколько месяцев полным влиянием со стороны ингушских друзей, которые, может, неправильно информировали его. Но я ему говорю одну простую вещь, взрослый человек, я ему говорю одну простую вещь. Если я пришел к тебе и жалуюсь образно на Башлама, старший должен выслушать меня и выслушать Башлама. Принять какую-то позицию и сказать, что Башлам прав, не прав, ну и Халдееш Мадеи, это же так, ну так, когда к нему пришли, какая-то ваша дочь, негодяйка, тварь, сегодня занимается распрями, и что она, и просто так на основании вот этих указок, которые ему дали, и бежать с этими обвинениями, с разборками, требуя от отца непонятных движений, там, чтобы они осознали, что виновата именно ихняя племянница, ихняя дочь виновата, род Хачировых виноват, что воспитали такую девушку. И я говорю, реально, позавчера я поехал туда. Мне там кто-то пишет, что нету фотографий, нету видео, с кем общался, как общался. Не все Башлам, и это правильно, люди публичные. А другие люди есть, которые говорят, мы с тобой, для этого нам не нужно спектакли делать, показывать наши столы, наши беседы. Суть очень простая. Суть очень простая. Я туда встретился с людьми и в правительстве, встретился с людьми, которые реально карачаевцы, которые просто сами возмущены этим вопросом. Мало серьезные люди не знали, что такая ситуация сложилась. И все заверили в том, нет этой проблемы, не должно быть. И это несправедливое действие. Конгресса народов Кавказа, Карачаевского народа, я, чтобы быть немногословным, у меня все есть. У меня все есть. Есть все записи, есть все фотографии, все есть. Если кому-то это нужно, и если меня это сделать, и если я что-то услышу, другое мнение, которое озвучивали мне, если человек или люди отойдут от слов, мужских слов, то тогда, естественно, я не врун, я не обманщик. Ответить. Хорошо. Но суть такова, что председатель Конгресса Карачаевского народа сказал так: наш друг, по двум вопросам ты задаешь, я тебе требовал два. Первое. Девочки. Так. Было бы хорошо. Который часть народа хочет, встал на сторону своих
дружков из Ингушетии. Почему так получилось? Он меня заверил, дословно говорю, что никогда карачаевского народа старшие не будут вмешиваться в ингушей. Два братских народа вопросы должны решать между собой. Он сказал, что он желает, чтобы это все решено, достойно, по справедливости, как должно быть. Это первый вопрос. Ответил я на вопрос, что эту тему он старшие закрыли. Второй вопрос по девочке, он четко сказал, что не наше дело не налезать в семью Хачировых. У нее есть замечательный род, прекрасный Хачировы, и они прекрасно без нас в своей семье все, что нужно сделать и решать вопрос. Я считаю, что этот ответ не исчерпывающим. Все. Скажу, что вот сегодня Марьям говорит про эти паблики. А ситуация стала открытием, и я признаю реальность. Наши соседи, наш братский народ, и у них проблема в чем? И способность к чему? Сегодня то отсутствие реальной структуры. У него связь совсем плохая. Марьям, ты меня слышишь? Да, я тебя слышу. Походу у нас с тобой связь нормальная, а вот у него очень сильно лагает. Может, ему в другую комнату перешел или что-то позвонить. Я не знаю, да, ему нужно явно поменять позицию. Юни, надо поменять тебе позицию, зайди в другую комнату. Марьям, здесь все спрашивают, может быть, Марьям уже неудобно, она может уйти туда, поэтому быстро постараемся, чтобы тебя не задерживать долго на вопрос. Здесь был один вопрос от Осетина, если я правильно понял. Осетин, можешь сказать, правда ли твои карачаевцы тебя же оскорбляли? И на чем они основывались? Задает вопрос Осетин. Вот. И второй вопрос, смотри, второй вопрос, причем миллион раз его задают разные люди. Здесь написано, сейчас я скажу тебе, что написали. Марьям, правда ли лично... Так, это я задал. Еще один вопрос нашей сестре. Был ли митинг 2018 года именно против чеченцев? Я, честно сказать, не понимаю, зачем вы Марьям задаете этот вопрос. Да. Вот, это Марьям не... Да. Вот на эти два вопроса. Если захочешь второй вопрос, можешь не отвечать, потому что я, честно сказать, не вижу, какой... ответить на него, да. Угу. Вот, ну, вот ответь на эти два вопроса, Марьям. Первый вопрос, то, что там насчет правда ли, что карачаевцы тебя оскорбляли, это все. Ну, эти люди, я не считаю, что они прям карачаевцы или еще... Нет, во-первых, меня не оскорбляли мои вот этими матами, как вот жители Ингушетии все-таки делают. Не было ни от одного карачаевца, валлахи, валлахи, биляхи, за все дни ни от одного карачаевца не было вот таких грязных матов, оскорблений в мою сторону. Такого не было. Просто некоторые чуть-чуть не разобравшись в ситуации, не зная и выслушав несколько лет вот эти вот сказки, которые им привозят к нам в Карачай, они немножко думали, что я не права, потому что достоверной информацией они не обладали. Вот. И плюс, что на это повлияло, выкладывали эту информацию, вот этот вот прессинг на меня, выкладывали именно официальные паблики, типа Карачая, там, Балкарии, да, там, якобы достоверную информацию они выкладывали, и на меня наговаривали, там, травлю навозили, и из-за этого очень большое количество моего народа, они зашли в заблуждение из-за этого всего. Поэтому, на что они работали, то и получилось. В общем, вот так вот. Второй вопрос. Теперь второй вопрос. Меня же нормально слышно, да? Теперь второй вопрос.
Я действительно не знаю, зачем этот вопрос мне задается. Я отвечу так. Уже вот по сегодняшний день, альхамдулиллах, у меня нет нужды отвечать на эти вопросы. Я более не уполномочена отвечать на эти вопросы. Я снимаю с себя вот эту ответственность. Сидят в эфире два брата чеченца. Пожалуйста, по вопросам чеченской земли задавайте вопросы чеченцам. Я не уполномочена и некрасиво при двух братьях чеченцев мне говорить за чеченские земли. Зачем этот Умница. вопрос задается Умница. действительно? Умница. Молодец. Молодец. Огромная благодарность. Маряшка, может, мы тебя отпустим, а то тебя не будут ругать, что ты в эфире? Может, тебе... Или же ты еще можешь себе побыть в эфире? Я в любом случае трансляцию просматриваю, поэтому мне абсолютно там вообще без разницы. Хорошо. Юни, ты поменял позицию? Комнату поменял? Юни! Ты позицию поменял, комнату поменял, а то ты сильно висишь, люди хотят тебя... Да, поменял комнату. Поменял? А то у тебя... Поменял. У тебя связь такая, как, я не знаю, как будто ты на Колыме находишься. Моздок. Ты не забывай, что он ближе к Ингушетии. Здесь Его там больше. здесь блоки что-то. Да. Это моздок. Поэтому так. Ну, вот видишь, опять не слышно. Да, понятно. Хорошо. Меня слышно? Очень сильно лагает, очень сильно. Я не знаю, почему даже... Меня слышно? Слышно-то слышно, а вот картинку не видно. Ты без картинки можешь говорить? То есть картинку отключить, а сам говорить, чтобы слышно было лучше? Башлан, ты такие мне... Я же чайник во всех этих делах. Поэтому тебя все звали в Телеграм. Там бы ты говорил бы спокойно. Я отключусь, у вас лучше грузить будет. Я, если что, тут в эфире нахожусь, если что, позовите. Хорошо. Хорошо, Марьям, хорошо. Если вдруг какие-то вопросы будут возникать, ты можешь зайти или же ответить. Хорошо? Сейчас я откреплю. Все. Баракаллах. Телеграм, что? Хездер, Телеграм, чё, хездер, одух, чё, хеш. Юни? Что? Да. Да. Я тебя слышу, но все наши подписчики, которые комментарии пишут, они все почему-то тебя говорят, что у тебя очень плохой интернет, и тебя почти что не слышно. Не слышно, говорят все почему-то. Но хотели бы... Вы куда к нам Телеграм сойдет? А сон Телеграм, ссылка, да, мне айтнер, Юни. Юни, ты не можешь зайти в Телеграм? Ты в окопах, мы сидим в Телеграме, нормально. Юни, ты VPN включил? Ужас какой, моздокский интернет, я скажу тебе так. Вообще остановился. Мощный Телеграм. Я посмотрю. Хорошо. Может, здесь... Ой, господи. Так, сейчас постараемся Юни потом подключить еще раз. Пошла, можешь на Инстаграме подняться? Кому? Или отсюда нормально слышно? Тебя нормально слышно, у всех нормально слышно, вот только Юни не слышно. И Марьям нормально слышно, и тебя, всех, кто здесь, я сказал, задавайте вопросы, как раз таки всем все хорошо слышно. А вот запросы здесь, конечно же, у меня есть. Так. Прикол, и все. Слышно, с тебя-то Ты слышно. знаешь, что в эфире сидел у нас? Нет, не знаю. Башлан, Вот, сейчас Да, я слушаю, Юни. Все, я вышел на улицу, лучше сейчас слышно? Ага. Болтаешь ты и все тебе подобные. Мы разговариваем. Еще раз будешь себе свой грязный язык распускать, я в Нарнию тебя отправлю. 5 секунд. Так, Юни. Секим. Или в Секим, да.
Юни, послушай, Иоганн Меня Гюльденштейн, слышно? да, тебя слышно, послушай, Чикиндез, Нарнийский, from. В 1770 году вас впервые даже вообще начинают упоминать, о какой государственности ты говоришь. Эти земли 1770, никогда они не были вашими в 1770 году. Гильденштейн записывал с ваших слов, на вашей территории, с вашими людьми. То, что вы туда приписали Нашхуай, то, что вы туда приписали Тируай, Шатоевцев, да кого угодно. Вы по сегодняшний день занимаетесь тем же самым. Что ты нам здесь сказки рассказываешь? В 1770 году вы впервые побежали заключать договор. Маитай дел давалов, да про Гильденштейна. Я тебе могу столько карт показать. Тоже мне нашелся здесь, Чикиндез. Юни, хадица, Рачбек, хадица? Пока не отключил. Ну так вот, я вам рассказал, как ситуация состоялась с председателем Конгресса Карачаевского народа. То есть это сделал. Теперь я хотел бы сказать по поводу этих блогеров, паблики, карачаевские паблики. Я вижу, знаешь, в чем? Что вот, как Марьям сказала, что хронологию я сегодня даже сделал такую. Посмотрите на митинг 18-го, год открытия парка Карачай. И, естественно, мы, чтобы народы дружили, мы тем более у карачаевцев, у ингушей, у чеченцев, у балкарцев одна история, нас депортировали отсюда, не депортировали, в ссылку отправили. Поэтому мы должны дружить, мы обязаны дружить, чтобы наше братство росло. Но кому-то во вред, то есть с чеченцами вопрос, который у них дутый вопрос, тут же кинулись уже по новой теме, кинулись обратно к карачаевцам и балкарцам словами о вековой братстве, дружбе, еще что-то. И это получилось, мы пока сидели спокойно, мы самоуверенные в себе, а эти закомплексованные люди полностью целые делегации со всех форм, там и конь, и всадники, и третьи, и работа с блогерами до этого момента, они реально, сейчас не буду их называть, я не буду их авторов. Почему? Потому что я на днях предупредил их. И предупредил, что я буду наблюдать, как и все чеченцы, мы будем теперь на вами. Если эта травля, Марьям, будет продолжаться, если дальше видеть тенденциозность событий, то есть явную античеченскую направленность этих пабликов, то тогда займемся мы сами и призовем власть и структуры правоохранительные, чтобы разобраться со всеми их. И вот сейчас я наблюдаю 3 дня, за 3 дня плохого публикации против Марьям нет. 3 дня. Это 500 дней, они ее убивали, дня они молчат. Посмотрим дальше. Но в любом случае, если что-то будет неподобающее с их стороны, то тогда мы однозначно к этому вопросу вернемся. Больше того, вот эти всадники, мероприятия, говоря, мы как-то мало, наверное, уделяли внимания межнациональным балкарским народам. Наверное, это и есть такое. И я просто вот туда приехал, я встретился с людьми, и уже нас, чеченскую делегацию, приглашают, чтобы мы приехали в августе мероприятия. То есть со скачками, со спортивными видами спорта. И они счастливы будут нас там видеть. Теперь вот даже здесь вот на прямом эфире, кто слушает нас, обратиться к нашим чеченским ребятам, кто каждый какой-то теме. У меня были и телефоны, и связь была со всеми направлениями. Но сейчас надо будет помочь найти, и мы, чтобы поехали в августе,
всадники, поедут спортсмены, там нигири, там будут камни, национальный карачаевский вид спорта, будет там еще какие виды спорта. Просто мы поедем, и спортсменов повезем туда, и всадников повезем туда. Едем пообщаться. Старшие очень хотят увидеться лично. Мы уже приедем 100%. И мы поедем туда, да. Вот эту пустоту, которую мы были спокойны, что мы знаем, что там наши братья. Они знают, что мы наши братья. Но вот эту я должен сказать именно, как оно есть. Проблема в том, что в Ингушетии сегодня, вот давай так, говорим так, в той же настолько сильная власть, настолько сильная, что она не позволит никому болтать и заниматься именно преступной деятельностью, разжигающей межнациональные отношения. Кому это укажут, что этого делать нельзя. К сожалению, это не так. И я буду сейчас называть фамилию того же, кого я, например, мэром Магаса, когда парк открывался, был Беслан Цичоев. Он, этот парк Карачай, по мне, это моя версия, я могу предположить, что после митинга что вот надо нам искашку. К сожалению, мы не допускаем даже такого в своей голове. Чеченцы не допускают этого. Дружить с кем-то, назло кому-то. Что-то мне это напоминает. Начали ездить. И эти паблики, личные взаимоотношения, какие-то дежурные с каком-то многовековой дружбе, обо всем этом. И карачаевцев начали актива, они чеченских своих демагогических вот этих своих. И те поддались на эту провокацию. Карачаевцев, я задаю там всем вопрос, как получать? Вы говорите, даже вот этот председатель Совета Конгресса, он говорит, дай Бог, чтобы по справедливости вы решили свой вопрос. Я говорю, вопроса нету у чеченцев. У чеченцев вопроса нет. Почему? Юни, Собордиласан, минута. Да. Послушайте, если вы не хотите, чтобы я отключил комментарии, я 2 человека уже выкинул с эфира. Прекращайте затрагивать честь и достоинство матерей и отцов. Ас ногчик башик. Тергер мабия сюек хаал, ас сюр арвак рушур. Мои яздет сумсокчах. Хазнесам баккина бу, бакки зудри бу, вай де хенер баккина мабу ладуш. YouTube чуа, Instagram чуа, Telegram чуа, TikTok чуа. Вай малилди ас арбия хасуриш эчур. Моя здесь я чур. Вы сказали, Юрий. Да. Так вот, я считаю, тот же Беслан Цичоев, будучи мэром чеченофобом в этой ситуации, с митингами, со всеми делами, он, используя свой административный ресурс, он начинает показывать пример, открывать парк Карачай. Замечательно. Но не делая его для того, чтобы рассказывать эти сказки, перетягивать их на свою сторону. Эта проблема в ингушском обществе существует. Я вижу и я знаю. Для того, чтобы против кого-то. Точно так, зная, там, что у них проблемы с осетинскими народами, для того, чтобы на свою сторону перетянуть против осетин. Сейчас против чеченцев. И это кажется, что именно чеченская власть не позволила бы ни тебе, ни мне делать такие вещи, дружить назло кому-то, ездить туда, их напичкать своей пропагандой, настраивать их против. И для меня открытие, повторюсь еще раз, что Карачаев с конца проблему и не знает. Они слушают их сторону, ингуши каждый день им говорят, что чеченцы несправедливо поступили и забрали у них. Понимаешь как? И они своим друзьям, своим товарищам ингушским, они им верят. И у них сидит в голове, где-то сидит в голове, что да, возможно, чеченцы несправедливо поступили с ингушами. Но скажи, для государства, для власти, для меня, для любого чеченца, это вопросов нет, уже закрытый вопрос. К сожалению, эти моменты надо исправлять, это надо общаться, надо говорить.
И сейчас я тебе скажу так, вот ты сегодня спросил у нее, стоит ли там за ней чиновники там или еще кто-то за морям. Конечно же, никто не стоит. Больше того, я считаю, что мы очень правильно поступаем. Сегодня есть наш уровень. Есть уровень Юни. Есть. Дайте мне попробовать поехать туда. Дайте Башламу озвучить эту проблему. Мы на своем уровне делаем этот вопрос. А государственные структуры, во всяком случае, это не дети. Они не будут по пабликам обязаны бегать там по... Кто-то что казалось кому-то. Там тут ни одного места, но я знаю одну вещь точно. Если ингушские власти будут допускать вот такого рода, как это, доски, что давайте обращение сделайте, извиняться, они хотели, чтобы карачаевский народ извинил перед ингушским народом. Из-за этой, не имея возможности в лицо сказать, выяснять свои отношения, если у них есть претензии, пусть выясняют. Трусливо набросились на эту девочку, под желание. Все, кто против, мы их будем гасить. В интернете, блогеров, там, кто отлично от них, просто оказалась неподатливой. За ее нежелание быть чеченофобкой, она сегодня стала изгоем в своем обществе. Ты представление отца, который это видит, как к нему приходит целый день, как давят на всех Хачировых, как ему тяжело это все. Но он знает своего ребенка. И в этом состоянии он живет, живет и живет. Я его заверил. Я заверил весь род Хачировых при личном общении. Я заверил их, что вам нет необходимости ходить с опущенной головой, краснеть за эту дочку. У вас замечательно воспитанная дочь, достойного отца, и у этого отца, у него есть хорошее, замечательное. И вы, свои Хачировы, вы можете гордиться. Вот, поэтому мне кажется, что эта поездка была очень важная, очень. И я тебе скажу такую вещь, пусть они слышат сейчас, те организаторы всего этих процессов, как они думали их сценарий на протяжении 7 лет, как они начали искать поддержку в лице Карачаевско-Балкарского. Поверь на слово, не то, что наших властных структур, ведомств, там, министерств или еще что-то, органов правопорядка. Не это. Просто нужно было нам с тобой осветить эту тему. Мне надо было поехать туда, и проблема решена. Башлам, ты понимаешь, что 7 лет у них коту под хвост. А почему? По одной причине. Когда ты нечестен, когда ты несправедлив, когда ты непорядочен, далеко твоя ложь не уйдет. Обязательно придет время. Люди разберутся, люди все поставят на место, и все будет, и ты будешь опозорен. И мне сегодня, я знаю, я продолжу эту работу, я знаю, эти люди должны быть опозорены за их действия. Доскиева, уважаемый Расул, в эту я посоветовался с нашими старшими, сказали, что не надо. После чего? После того поняли, когда что их хвост можно поймать за руку. Это будет обращение старших ингушей. Тогда на это надо реагировать будет очень серьезно. Властные структуры должны реагировать. Почему те не ответили карачаевцы? Поняли, что если что-то будет так же, их государство возьмет их за хвост. Эта шайка, лейка не получилась. Не получилось. Я говорю, как есть. Я буду там еще 1000 раз. Я готов отвечать за свои слова. Я готов говорить об этом. Так, 7 лет коту под хвост. Сегодня импульсом для этого мы не знали, что настолько проблема это существовала. Может быть, другие люди не знали. Но я тебе скажу так, благодаря этой девочке, благодаря тому, что мы по генетике своей на стороне всегда будем справедливы этому, сейчас это все вылилось и показало всю сущность об эти проблемы, которые за 2 дня решены. За 2 дня. Дальше будем не расслабляться.
дальше будем общаться. Я хотел сказать за Доскиева вот этого. Мне говорят, Юни, вот человек оскорбляет эту девочку, там оправдывает и говорит с его слов, что ингуши правы, а что? Вовш вон, с бизнес-сообществом молодых ребят, он с ними там какие-то подарки возит по бизнес-обучению, там еще что-то. У меня желание найти, куда он ездит, кому он ездит, показать ребятам, показать, и я хочу им в лицо посмотреть, как поснимать у себя. Можно его серьезно слушать, этого явного чеченофоба, явного. И я хочу, чтобы дальше за ним следили и смотрели, что дальше будет. Надо бить по носу. Надо призывать к ответу. Это уже далеко заходит. Власть этим разбираться, она жестко разберется. Жестко разберется. И мы это прекрасно понимаем. Но эти все время прощупывают эту тенденцию. Почему идет власть проблему, которая существует? Почему сегодня ингушская... Я сегодня ответил за Чебиву мне там, вот она не балаболка, не называю ее балаболкой. Так, связь. Юни, все-то ты делаешь, вот и связь наладить, Ахара. А то вообще беда, конечно, с этой связью. В любом случае. Так, друзья, пока огромная благодарность нашему брату Юни. Мы обязательно продолжим с ним дискуссию. Надо, чтобы он настроил свой интернет. Да, есть очень острые моменты, есть очень многие. Сейчас, пока он не зашел, я хочу поблагодарить, посмотреть. Так, нам задонатил брат Гирихан. Гирихан задонатил. Один человек задонатил, ему нравится наш эфир сегодняшний, Гирихан. Гирихан, дейресхил, дал сейдуэл, она осталась. И один с Ютуба задонатил наш брат. Так, сейчас имя зачитаю его. Так, 2 человека задонатили. Это наш брат Мухаммад. Не знаю кто, но Мухаммад написано. Мухаммад через YouTube отправил, и кто-то прямо на нашу ссылку внизу канала прикрепленную отправил. Короче, 2 доната. Неважно, о какой сумме речь, неважно сколько, важно, что вам понравилось и что вы поддерживаете. Это хорошо, хоть 2 человека знают и им нравится. И у нас сейчас еще в прямом эфире нас слушает Марьям. Если вдруг у нас кто-то еще считает, что я не задал вопрос, вы можете написать его, мы можем его адресовать Марьям. Марьям сейчас в эфире нас слушает. Мы максимально постарались. Я просто очень сильно переживал, что технические вопросы мы решили. Перешли на коммерческий канал, он более или менее еще тянет. Но, к сожалению, проблема была у канала Юни. Короче, Северная Осетия, а точнее Моздок, не жалует хорошим интернетом, хотя это очень странно. В Моздоке-то он должен был быть как раз-таки нормальным. Вроде бы военный город, но почему-то интернет совсем не айс. Вот. Есть ли вопросы с Ютуба, с ТикТока, с Телеграм? Хотите что-то сказать, высказаться, вы можете, у вас есть возможность. Я вас как раз-таки прошу подключиться. С черкесами тоже надо укреплять наше братство. С черкесами, с адыгами у нас очень хорошие взаимоотношения. Братья адыги вэй-вэй, мы всегда на связи, всегда поддерживаем, любим их, ценим. Это историческое братство, которое ни один норнеец не сможет разорвать, иншаллах рахман. Но если кто-то захочет прийти в эфир из наших братьев адыгов,
адыге, а адыге относятся и черкесы, и кабардинцы, прошу не путать, это один народ, просто их разделили на адыгов, черкесов и кабардинцев, они все одно целое, это наши братья, достойные сыны Кавказа, автохтонный народ Кавказа, поэтому не подумайте ничего плохого, я свой эфир начал с соболезнования произошедшего теракта сегодня в городе Нальчик, нашим братьям, адыгам. Адыги это, опять же, черкесы, кабардинцы. Адыги это вот от Нальчика и заканчивая всеми их историческими территориями. Поэтому прошу вас не думать, что я там выбрал черкесов. У Марьям есть определенная тематика, по которой мы сказали. Марьям никогда ничего сама плохого не говорит, и она говорит, не является чеченофобкой. Ой, фуй. И кабардинофобкой, и черкесофобкой, и адыгофобкой, и ингушофобкой нет. Это просто маленькая, щупленькая, очень милая наша сестра Марьям, мусульманка. Честно сказать, я и так, и сяк. Вот коверканные вопросы. Валлахи, я ее впервые увидел сегодня на экране, имеется в виду здесь. Ничего заранее не было обсуждено. Просто-напросто нужно было поставить точку в этом вопросе, чтобы люди понимали, что есть некоторые определенные, алейкум ассалам, есть некоторые люди, которые специально занимаются этими провокационными вопросами. Называйте их как хотите, называйте их как вы знаете это. Чтобы вы понимали, что когда люди начинают, мы должны сами в первую очередь предотвращать вот такого формата вещи. Прошло сколько лет, официальные власти приняли закон, все поставили, все сделали. Но люди до сих пор, вот она говорит, 1,5 года. Но плюс-минус, пускай это будет 23 с 24 года, до сих пор занимается этим. Я вам рассказывал, как в октябре месяце на симпозиуме приехали с Австрии, с Финляндии, Хаймарс Костос, Австрии, там какой-то еще 2 русских докладчика, один Муса, там Беков или Боков, как его, Беков, кажется, фамилия, приехал с Германии. И вы догадаетесь, в прямом эфире я вам зачитал этот доклад, на симпозиуме зачитаны в 3 версиях, английский, русский, грузинский. И что же было? Почти у каждого докладчика они как мантру диктовали и рассказывали уже грузинам. То есть они куда бы ни поехали, говорят, что чеченцы забрали землю, чеченцы отобрали. Мы говорим, что это неправда. Карачаевка, девчонка, говорит, что это неправда. Но нет, заходит Нарниц и говорит, в 1770 году, почему вы не говорите правду, эти земли были нашими. В каком 1770-м они были вашими? В каком? Как они могут быть вашими? Эхки не были вашими, никогда и не будут. Эхки это, лам эхки, это древний чеченский тейп. Они всегда были со своим народом. Когда создавали этот Сунжинский округ, Ингушский округ, на 4 года, коротких 4 года они переходили. И точно не в 1770-м. Что там Гюльденштейн записал, меня это мало волнует. Чтобы вы понимали. Бюрже тоже записал всех ингушей и сказал, что они все чеченцы. Тот же Гюльденштейн записывает в дальнейшем, что они все кистинцы. Посмотрите на карту Гюльденштейна или того же Семена Броневского. Вся территория Чечни от Дарьяла до Ауха записана Кистетия. Показать вам эти карты, вы думаете, у меня их нету? Есть карты, где записано от грузинской границы, от тех же Адыге и до, грубо говоря, Каспийского моря, записано как Мизджеги. На татарском языке. Кто-то мизжегами называл, кто-то другим называл. Вы же хватаетесь за Вахушти Багратионе, бежите, говорите, вот Вахушти сказал, они чечане, они это. Ну, извините. Речь не о том, что сказал, не сказал, эта тема, другая тема. Вопрос касается чеченского народа и достойных братьев-ингушей. И девочка поклялась, и я поклялся. Чтобы поставить эту точку, надо, и, как говорится, не надо травить. Самое худшее в этом разговоре с этой девочкой – это недостойное поведение некоторых мужчин, которые носят штаны. Не по полу они носят эти штаны. Не по предназначению носят они штаны, потому что они хуже женщины. Как можно, без разницы моей национальности, любой другой национальности, как можно матерей и отцов материть? Вы являетесь не эсди,
вы являетесь лей. Понимаете? В этот момент вы заходите, спорите, говорите, Гюльденштейн сказал, что это наши земли. Вот он записал, что они наши. Как они могут быть ваши? Вы же сами ваш этнолог, ведущий Российской академии наук, кандидат исторических наук, сидит на лекции в лектории и рассказывает, что часть нашего народа, которую вы говорите, что ваши земли, называйте их кочевыми племенами. Зачем вы оскорбляете честь нашего народа? Вы смотрите, отреагируем мы или не отреагируем? Мы отреагировали. И мы не позволим называть наших вообще братьев и часть нашего народа, оскорблять их, называть. Это не в оскорблении кочевым племенам, не подумайте нисколько. Но они никогда не были кочевыми племенами. Ни по ДНК, ни по культуре, ни по архитектуре, ни по структуре. И тем более они не были насильно ассимилированы, как вы говорите, добровольно, принудительно, якобы они сами хотели. Послушайте, это ваш кандидат говорит. Не я это говорю. Вот эти люди, которые занимаются подстрекательством, они не вас любят. Вы, на самом деле вы очень ошибаетесь. Я, как представитель Нохчу народа, больше люблю наших братьев Галая. Потому что я не пытаюсь, по крайней мере, стравливать. Но вам кажется, что мы действуем против народа, не хотим. Мы просто говорим, прикройте паяльник, если не можете по-другому, закройте своим женщинам и мужчинам женского, не знаю, как там назвать их, которые матерят отцов и остальных. Закройте им рты. Нет никаких проблем. Зачем вы едете в Карачай, там говорите что-то про чеченцев? Говорите про свои взаимоотношения. Братство стройте, карачаевцы, ингуши, красавчики, братство. Чеченцы не против. Братайтесь с кем хотите. Едете в Грузию, говорите про грузинов и ингушей, мы братья, все. Но не упоминайте чеченцев. Не рассказывайте сказки, что у вас забрали земли. Но вы же знаете, что у нас есть все доказательства, вся база есть. И потом кто-то, какая-то девочка 1,60 м, приезжает, когда ее начинают оскорблять, начинает лазить в документах, становится на чеченской территории и говорит, что с этого года, с 18-го года, по сегодняшний день никто не смог предоставить доказательства. Она сказала, констатировала факты. Она констатировала факты. Вы набрасываете, что якобы она разжигает. Так зачем? Что она может разжечь? Если вы на самом деле братья, вы знаете, многие достойные братья говорят, между нами нету границ. Так и считайте, что ее нету. Но не надо рассказывать сказки и байки. Наш Ачхой, наш Валерик, наш Шалажи, наш это, Самашки наши, это наше, Сирноводск, Асиновка наша и так далее и тому подобное. Зачем? Вы же провоцируете. Вы специально разжигаете костер, ждете, пока он загорится. Когда я прихожу и начинаю оттуда дрова вытаскивать и убирать, чтобы этот костер загасить, вы говорите, видите, вот у него в руках кострище, вот у него в руках горящая палка, это он на самом деле разжег этот костер. Я говорю, нет, ваши разожгли, я пытаюсь убрать, я и подобные мне. Понимаете? Нужно понимать, что мы должны настраивать братские отношения. Поехал в Итумкали, я рассказываю предания ингушских первых этнологов, вам не нравится. Вы говорите, будьте прокляты, это наше. Но никогда Аргунское ущелье не было ваше. Никогда. Ладно, это оставили. Мы начинаем говорить, что, как говорится, мы начинаем говорить, асо эфиря умалер, хохела, хиру. Вот. Есть такая ситуация, есть такая проблема, которая как раз-таки показывает, что этот вопрос нужно закрывать, нужно забыть об этом. Валлахи, биллахи, мне вот, смотрите, называется «Чеченское племя», вот книга.
Я начал его читать, вот завернул листочек специально, чтобы зачитать документы об истории нашего народа. У меня вот другая книга, как раз таки я в прошлом эфире вам зачитывал, кому на самом деле вот эта книга великолепная, кому принадлежали эти земли. Вот, книга называется «Народ и земля. Горная Чечня. Начало 20 века в трудах современников». В этой книге, еще раз повторюсь, эта книга базируется на архивных документах. Здесь нету в этой книге того, что там хотел придумать чеченец. На этой книге показываются, кому эти земли принадлежали и кто основал эти села. И когда Астхоевцев с остальным его, частью его народа, 5000 семей выслали, кто занял эти села, к какому обществу они относятся, какие фамилии у них, и как они арендуют эту землю. Все есть в этой книге. Никаких проблем нету. Пофамильно, все это есть. Как Астхой просит, чтобы вернули им эти села. Так что, конечно же, вы должны понимать, нисколько нету ни ненависти, ни уважения ни к одному тейпу, ни к одному шахару, ни к одному народу. Если есть вопросы, заходите, задавайте, не материтесь, попытайтесь узнать правду. Понимаете? Сундера, тут нету ничего такого. Давайте, братья. В Инстаграме я хочу подняться, отправляется, просто что-то не отправляется у меня. Это нужно знать, что у тебя связь плохая. Ну, задавай вопрос здесь. Здесь задавай вопрос. Короче, смотри, тезис хочу сюда внести. Меня нормально слышно, да? Да, отлично слышно. Все, комментаторы, напишите, отлично слышно, не отлично. Слышно хорошо. В общем, начну я. Смотри, Ашенек. Сега фонду, вот я поражаюсь двойных стандартов, куличи, лицемерия, норницев. Этих нацистов, так называемых, да. Смотри, те паблики, которые были созданы против чеченцев, именно против чеченской нации, народа Нахчуа, да, эти же паблики после явления морян выкладывают видео. Вот, карачаевцы, не лезьте к нам, мы один народ, мы братья, мы разберемся сами. Представь себе, это говорят паблики, которые были созданы против чеченцев. Представь себе, да? Удивительно. Почему-то сами во время 2018-2019 года ездили в Грузию, даже митинги делали до этого, не знаю, и грузинов, наших соседей хороших, тащили в это, да, фитну. И дагестанцев с Ингушетии приглашали, давали микрофон тоже. Дагестанцев наших хороших соседей тащат почему-то, фитну, скажем, да, которые они делают. Сейчас, конечно, болгарцев, да, это началось, 2018 года началось это, да, то есть, и, конечно, болгарцев, и грузин, и дагестанцев, и Артема Палата даже умудряется и утащить, а вообще с этого хорошего не хочет. Вот вопрос, быстрее вопрос, чтобы все успели задать. Нет, вопрос в том, почему, когда это Карачаевка сказала, из всех языков мира выбралась их фактов, их это задело обижает. Я с этого поражаюсь. Сами кого угодно тащут к себе. А вот Карачаевка увидела, будучи мусульманкой, кавказской девушкой, альхамдулилlah, да, мусульманка, корянка, не вытерпела, сказала правду, им это не нравится. Я с этого поражаюсь. Есть смысл на чем задуматься. Ну да, конечно. Баркалла за вопрос и за то, что раскрыл этот вопрос. В данной ситуации... Я понял твой тезис. В данной ситуации мне понравились многие вопросы, которые Марьям ответила. И особенно понравился последний вопрос, когда задали про митинг и все остальное. Она четко заявила и сказала, что она не является некомпетентна и не считает целесообразным ей отвечать. Вот этот момент стоил всей передачи. Почему? Поясню. Любой нормальный человек, если бы как говорится, если бы
она была бы провокатором, она с радостью бы взялась ответить на этот вопрос. С радостью. Почему? Потому что это, она могла бы хайпануть на этом, сказать еще пару слов, и началось бы. Она рассказала всю ситуацию, которую она знает, которой владеет. Излишние вопросы дальше задавать я не видел. Конечно же, я пытался там с сарказмом, с иронией сказать, чтобы каким-то образом облегчить. Но все, что должна была сказать эта девочка, она сказала. Вот. Почему? Потому что мы видим это. Итак, уважаемые друзья, я смотрю сегодня ютубовские братья ютуба задонатили 2 человека, анонимы 2 человека, 3-1 ютубовские побеждают, так сказать. Братья, которым понравился сегодняшний эфир и задонатил, Шундерес, да, Дукдах, да, Мокшмеш, Булат, Диснек, Эзершкасу удовлетворил. Еще раз говорю, не стесняйтесь, я понимаю, что это вообще для небольшие суммы Цундер. Можно одно заявление скажу тут еще? Если оно политическое, нельзя. Если историческое, давай. Коротко только, коротко, чтобы остальные могли знать. Все. Смотрите, уважаемые ребята, которые смотрят эфир по шламу, читая комментарии и поражаясь вашей хитрости и тупости, крича о братстве, почему-то вы предъявляете по шламу. А хотя по шламу постоянно говорил о братстве, что мы один народ. И до сих пор так и говорю. До сих пор да, так и говорю. Я сам лично, так многие знают, Суроченский канал. Я с ним лично знаком всю жизнь, сколько я знаю его, грубо говоря, да, наблюдаю за его каналом, его движениями, так скажем, всегда везде говорил Вайцак, там дуца, вешай дуй, лица. По шламу, лично я сколько смотрю, ни разу не было такого момента, чтобы он сказал, что вот вы вещи даст, либо так далее. Но наоборот, всегда вот мы братья, мы один народ. Но почему-то у вас просто столько тупости сюда заходить и здесь кричать, типа вот по шламу, а вот морям, а вот там это другой. Почему вы заходите к чеченцам, если вы воинственно справедливые люди, сойдите, я не знаю, по Суртанову, Апатиеву, Коцоеву, Чапиевой, вот этим норницам, которые расширяют родственников, грубо говоря, называя там подходят пришлыми, этих лаидейт, это лаинах, это нехчи, это новочи. Сойдите к ним, им противите. Почему-то у вас тупости, смелости хватает только на нас чеченцев лезть. От этого поражен. Почему-то именно на чеченцев вы лезете. На Средину вы так не лезете, когда вы тайком там что-то пытаетесь. Именно нас вы лезете. Мы ног чуть-чуть говорили. Вайцак амду. Шуна ля цаля. Вайна ля цаля. Вайцак ду. Вайцак нахду. Цак бузу бешен дуэ. Цак ам дуэ. Цак мот бол. Цак цей долш. Цак нах дуэ. Шуна ля цаля. Вайна ля цаля. Вайцак ду. Мы один народ, мы братья. Почему-то вы именно к нам предъявляете, нырните именно. Вот маска, война. Но это, знаешь, это всегда проще тем людям, которые не обращают на это внимания. Что мы можем им сказать? Дал маршал, дал цен. Дал имани балбой, швой хотя алум даст. Так, есть вопросы? Задавайте вопросы. Все. Так, здесь один брат пишет. Я отправил, послушайте, братья, все, что вы отправили, я зачитал. Все комментарии, которые в скрытке вы прислали, я тоже зачитал их. Когда кто-то поддержал наш канал, я называю его имя, если это аноним говорит, что он Дерес, да, я очень рад, что вы любите наш канал, за то, что вы подписались, и тем более пытаетесь хоть каким-то образом поддержать нас, я благодарю. Если это приходит с Европы, это через Ибраима, обычно Donation Elios, через YouTube отправляете. Ибраим отправляет сразу скрин, и я его зачитываю. Когда ко мне приходит, здесь сразу сообщение, допустим, снизу есть сообщение из банка, допустим. Вот Рустам задонатил. Брат Рустам, скажи, считаешь ты имама Шамиля предателем? Вот, отправили донат с таким вопросом. Считаешь ли ты имама Шамиля предателем? Нет, я не считаю его предателем. Нет, и не считаю его героем. Для меня имам Шамиль это историческая личность. Вот и все. Говорить, предатель он или нет, и все остальное, это немножко неправильно. Тем более, чтобы историк говорил так.
факты сами за себя говорят. По фактам можно понять многие вещи, но поскольку задонатили вот с таким именем, считаешь ли ты имама Шамиля предателем, я вам ответил так, как я считаю. Для меня он не герой и не предатель. Это историческая личность, который выполнял определенную функцию, был имамом Чечни и Дагестана и так далее и тому подобное. Поэтому каждый право имеет. Почему, из чего я исхожу, почему у меня такое мнение, это совсем другой вопрос. Так что, да, бывают такие вопросы, которые оплачиваются, отправляются с донатом, и я их зачитываю. Как видите, чтобы не было такого, вот ты не зачитал мой вопрос, хоть он был из донейшена. Так вот, 2 человека, Рустам и Гирихан, отправили нам донейшн через наш, вот ссылку, которую внизу экрана вы видите, вот по нему. Каждый желающий имеет право, может поддержать, если вам нравится сегодняшний эфир. Давайте задавайте вопросы, если есть еще. У меня вопрос еще. Задавай коротко только. В моей аудитории Так. есть карачаевцы-балкарцы вообще? И сколько их суммарно? Я не знаю, Оша. Я, честно сказать, все, кто заходит, я всех принимаю, со всеми говорю. Ну, ты знаешь, прямо есть те, которые братья из Карачаевска заходили мне, из Карачая, писали, мы Карачая, там, братья туда-сюда, чеченцы Карачая, братья есть, адыги, чеченцы, братья пишут, но я был очень активный один брат из Адыгеи, вот он писал очень часто, задавал вопросы, мы обсуждали многих военачальников адыгских, которые были при шейхе Мансуре, некоторые вопросы мы вместе с ним обсуждали. Но когда задают вопрос, я отвечаю. Когда не задают, когда не приходят, вот сейчас в последнее время активно начали подключаться осетины. Возможно, это из-за того, что в эфире у тебя мы общаемся, и они заметили и начали заходить, задавать вопросы. Точно так же, но грузины у меня были часто в эфире, у нас были с ними небольшие, как говорится, дебаты, общения. Грузины есть, осетины есть, ингуши есть, адыги есть, карачаевцы есть. Балкарцев не видел, честно сказать. И так, из Дагестана тоже различные народы есть. Потихоньку теперь переходят. Вообще изначально я свой канал, как бы это ни прозвучало, вместе с карачаево-балкарцами начал свою работу, грубо говоря. Ну, я сам живу в некотором, понятно, почему. Ну, нет, мне чем больше, знаете, мне самое важное, что на Кавказе мы все дружили, все хорошо друг к другу относились, и я не хочу, чтобы какой-то чекиндез нарнейский пошел и поговорил с карачаевцем или балкарцем, чтобы он ненавидел моего брата чеченца, который проживает там. Естественно. Вот это не преследуем. Allah hoşduk, şimdi lam çık bir bat, Allahu çık bir tabat, lam krital. Krital, га? Ты вообще... Когда смотрелись, lam çık bir bat. Дел дама индейцу, дел докуахуала. Дел чингешку, давай, ючел, пала. Вообще, какие ичкирицы, ты вообще что несешь, ма? Нахматьянила. Все, прошу прощения, дал маршал Дуалон, вот и, дал маршал Дуалон, дал иман собор чувал уайло, дал лечебный чуадар бхулилон, кирдуалон, хайдар бантихочило, хиалун дац. Так что, вот так, уважаемые друзья, бывают и такие вот. Ну, хорошо, что не материться хоть начал, и то радует. Вот. Да. Так, давай, говори. Только в твоем канале, в моем канале, в общем, в наших каналах, да, там эфиры бывают поднимаются, сами нам пишут, вот разные представители народа. Например, там карачаево-балкарцев, осетин, грузин, там все остальные, да, скажем, в нашем прошлом Кавказе. Никогда в жизни я не помню, чтобы такой момент был, чтобы мы против кого-то настраивали. Никогда такого момента не было. Свидетели имеются, сколько мы эфиров делали, сколько мы общаемся со всеми. Ни раз такого момента не было, что мы против кого-то настраиваем. Да. Но наоборот, всегда мы что ищем? Взаимопонимание и братство, скажем, да, потому что мы живем на одной земле, да, на святой земле, на Кавказе мы живем, прямо говоря.
И постоянно мы всегда ищем соприкосновение между нашими народами, укрепляем братство. Ирисханов, Всех народов Кавказа. согласен. Ирисханов, нет, неправда. Зафиксированный момент, что в 7 веке нас именовали нахчиматяне, то есть официально записанный момент. Нахчими себя называли всегда. Поэтому нет, неправда. Ты попал под Нарнийскую бурю, и вот эту лабуду Нарнийскую, прошу тебя, не неси. В 7 веке зафиксировано есть нахчиматяне. В начале 14 века, в 1310 году, грузины зафиксировали нас, область Нахчита. То есть это все говорит о том, что издревле так называли наш народ. Ни больше, ни меньше. Потом в дальнейшем, конечно же, называли разные люди по-другому. Там грузины называли дзурдзуками, потом называли кистинцами и так далее и тому подобное. Минуточку. Воше, хэшуё. Вац. Я сон дая этен чун мег цемег ала это уёлыш телефоны ачвали цегер мег штуи молчу. Хорошо, понял, все. Бигду резко. Давай. Сейчас освободилась. Половину можно, говорит. Он сейчас связался, половину можно. Малита, ах. Короче, такая ситуация. Где бы что бы ни происходило, в любом случае, с кем бы мы ни общались, с кем бы мы ни говорили, с кем бы мы ни дружили, мы не должны, вы знаете, возможно, я бы относился бы скептически вот относительно к словам Марьям, если вот там на ненависти, что там. Но мы слышали ныне покойного, да, видели высказывание Бимбулата Богатырева, где он говорит, ногчище хытря. Потом видим выступление на симпозиуме, там, настраиваешь свои отношения, пожалуйста, настраивай. И тоже здесь говоришь, что ногчище хытря, там, они сделали. Ну, зачем свои взаимоотношения настраивать на борьбе якобы вот с чеченцами? Это какой-то комплекс. Я, конечно, не психиатр, не психолог, но это какой-то комплекс неполноценности, если вам честно сказать. Показывай свою честь, достоинство, гордость, показывай себя как достойный сын своего, если ты говоришь там отдельного 10-тысячелетнего народа, будь любезен. Эздихала, масакхала хилмавиза. Но зачем девочку оскорблять? Зачем ее унижать? Зашел ты в эфир. Не нужно там внизу писать, как говорится, какие-то гадости всякое. Зачем? Зайди, отправь запрос, показывай свой фейс, задай вопрос, если что-то произошло, вот это, и все. Ассаламу алейкум, Башлам, от кого пошла черкеска и кто первый одел черкеску, по твоему мнению? Просто уважение по возрасту Юни, он писал, что даст точно... что? Просто уважение к Юни, там, Башлам, запрос. Я понимаю, Визри, но я, когда вы присылаете, могу отправить запрос. Вот. И как раз таки, освободил, пишут мне, прислали. Нет, Визри. Еще раз повторюсь. Все, кто отправляет запрос или хочет поддержать наш канал, у нас все в онлайне. Кто отправляет, сразу мы видим. У Юни очень плохая связь. Очень плохая. Я не знаю почему, но ни у Юни, ни у других. Вот. Он заходит, и я принял. Вот. Салам алейкум. Вот, все. Юни, походу, покрутил отверточкой. Уже чуть лучше видно. Алейкум ассалам. Иштама штукшин. Что вы хотели спросить? Да. خطر شش داشتلا خطر يا أولك ألسيخ أشسالة عير مالقيق إنشوتي عم مرخت عدو اللوشتو نيخ مرخت إقاشلي вискали твался. У Юни плохая связь, его вырубает бах. Юни ахвискучкайна халтяхищу бах запись. Оксак, ты запрос отправил, у меня не удается. Оксак, не видал. شاید اینستاگرامی رو گلوش داشته باشه Башлам бек бацар.
Başlan, طبعا شكرا قناة إيستريترنا عند رئيسه طبعا духовный момент по полочкам улицы на лайк канвой. То, что этой девушке никто не заплатил, никто ее не просил, она лично сама вот захотела это сказать и сказала, прокомментировала. Я думаю, после этого эфира вот многие вопросы, они попросту отпадут, то, потому что... Вроде бы все острые вопросы я задал ей. Да, постоянно инсалички вешбешпац башлам. سكنالنت إهنسو غلغ يقومن دعل وقال هم ديزيتان أحزك بوستت إنيور هر أعيا زندو حطوط تديش وقال هم يسان دون يخيل شي بيه إنقو شفوب اللوردات يقيلت إشته كوريات يخيل شي بيه دكا زيتان باز خيل شي بيه يوغ ويتوغي سونا حد عيغنش إفيراح درمات سنة يقمع إتها إنقوش تراست ألتك أنسان دك أمال ديش فرقوت تلقام شعير قوي إفير Да. Ты там сказал то, что в каких-то годах, я точно не помню, Шуцугайна народ яйца тогда еще не было, Алирка. Да. Помнишь этот момент? Да. Когда я говорю Оксаканал ди Аега, Оман дуал, шук Оман дуал егсу, хагайтан, хаяйтан, асэлча. Они прислали этот кусок тебе. Да. Поясню. Я говорю, смотри, во-первых, он этими словами даже не оскорбляет вас. Если вот сравнить с теми высказываниями с вашей стороны, это вообще цветочки. Это дождиться, мадати. Во-вторых, это его канал, это нужно у него спрашивать, а не у меня спрашивать. Для этого я и говорю, чтобы они могли прийти и задать вопрос. Потому что на самом деле, чтобы ты понимал, чтобы назвать народом, сформировавшим народом, у них должна быть какая-то территориальная административная единица, понимаешь? Да. 1, 2, 3 общества, они еще не сформированный народ. Ну, зачем я должен разжевывать, если он тупой, как пробка, понимаешь? Я сказал, что не было, они были обществом. Они сами говорят, вы, чеченцы, вас придумали 300 лет тому назад. Это он хасайзы. И вы не один народ, вы шатоевцы отдельно, чеберлоевцы отдельно, нокшмахкоевцы отдельно. Вы не народ, вы общество был, сейчас будешь. Если мы-то раньше сформировавшийся народ, не народ, а почему мы не можем сказать, вас и того вообще было меньше? Я еще раз повторюсь, в 1801 году их было, женщин и мужчин, 8-9 тысяч человек. Ингушский ДНК проект говорит, официально, что первый ингуш появился в X веке. В X веке. А он описал это в 21-м, он говорит 10, то есть 1000 лет тому назад появляется первый ингуш. Они сами это говорят. Я-то при чем? О каком народе может идти речь, если говоришь 7, 8, 6, 5 век? В 18 веке даже пропорционально, если каждый год от одного мужчины и женщины бы рождались там, я не знаю, 100 человек, то ближе к 18 веку это 800 лет. Ну пускай они очень сильно плодовитые будут. В 1000 раз же они не умножатся, понимаешь ты? Больше я комментарию. В войнах 2013 там. Да маршал Иман Дуэла Масана Халам Хамбукер, да Савежри Галвай Нокчи да Барт Болбашунюк Эбо. Шунюк Эбо, я не понимаю, я Дела, Башлин, сам интересный момент указаек. Что я заметил? Духендюн, да еще что я заметил. Хилаза, я вот цель Рипшани Дона. Я не знаю, почему Дона. Ибраим это не режет Башлам Дона из эфиров такие моменты. Когда ты останавливаешь некоторых чеченцев, которые перегибают палку. Я так и буду всегда поступать, конечно. Я понимаю, почему эти моменты никто не замечает. Я, валлахи, биллахи, таллахи, я видел моменты, где... Это фобия. С Богу, да. Вот с Богу, где я видел Ислама, нигде он не поощрял никогда в жизни, где оскорбляет чей-то народ. Он бедаяц, вообще. Амхи ошмет, короче, башламс бандушу. Кикать вешу архушу, дом.
Хош меткала, я думаю, даже Доуди Дуэлах Йитсон, Сейфер Шивен Тендурам. Поэтому пока даже придраться до дать. Абсолютно. Если вы говорите то, что я где-то вас оскорблял, целый народ Алева, я сейчас четко разделяю дом инорницев и народ Галах. Это разные вещи. Мы опять-таки говорим, это разные вещи. Я лично в Ингушетию не ездил и не делал перепись у населения, спрашивая дом, что историк шан резду, я даст, поэтому я вынужден говорить, вот это разные люди. Сундера о бючбеш, да на бючбеш, нернич по Галахай бац. Но цуаур хабючбеш масу ногчибу. Поэтому прежде чем отправлять мне видео с башламом и другие посты с разных каналов, вы должны понимать, вот вся эта грязь, которая творится в Телеграме, в Инстаграме, да, в многих местах, да, вот причинно-следственной связи, сам дух башлам, что еще такие дух. Если ты не смотришь, откуда дует ветер, ищешь, что там неправильно двигается, то уже лицемер, ты уже не думаешь головой, а логически, я таких людей вынужден называть лицемерами. Почему? Потому что он, игнорируя тот факт, что они первыми это все начали, последствия стания мубо. Не стать. Например, Чебиев, Волшу, Милвор, Артем Плат, Волшу, ой, Бузуртана, Волшу, это знаешь, шу оскорблять на цунах. О, асая, башлам, шукалу мадец. Свободян, мама, тебе вопрос. Если говорят, что твой народ недавно появился, да и вообще говорят, что это не народ. Без проблем. Приписывают твой народ другому народу. Это не оскорбляет тебя, Бахма. Я понял, я уже то, что сон ответ. Хорошо тогда. Мы с тобой можем, Дона, провести такой интересный эксперимент, подписчик. Мы можем посмотреть все высказывания ваших историков, где они говорят то, что купчие, нахчаликшие, кумыкших, нагайчих, хабил байбоша. Мы можем посмотреть вот дату, да, маркировку, с какого числа да, написано это, и посмотреть, когда Башлам это сказал. Вот, я могу показать книги, цитаты, страницы. Я понимаю, смотри, Башлам не сказал бы вот эти вот слова, которыми вы недовольны, если бы с той стороны не говорили бы то, что мы нохчулик, шкупчулик и т.д. и т.п. Вот не было бы этих слов, понимаете? Не бывает так, что вы можете нас называть незаконнорожденными, и мы не будем говорить, даже не оскорблять вас, а просто констатировать некоторые документы, то, что они есть. Это же неправильно. Так, получается так, что вы нас просите, вот прям откровенно просите, чтобы мы вот на вас смотрели, да, лайкали вас, чтобы вы нас дальше оскорбляли. Шнисцапул, мы же не терпилы этого. Так, опять-таки, они хотят видеть терпилами. Они хотят. Нас видеть терпилами, они хотят. Юни, он шли? Юни зашел в Телеграм, поэтому я спрашивал, он хайшуй тебя. И в Телеграме Юни, походу, не слышит. Мама. Слышит? Все, двигну. Я думаю, может мне тоже камеру включить. Да включайте как хотите. Я включил в Телеграме камеры, можете подключиться. Я понял, мама. И что варианты, поэтому лицемер шмахалгай, нахалиш, бёршалиш, хорник, даже если коротко, чехолом башлам, лахцеломцу. Опять-таки, даже вот те люди, которые оскорбляли эту девушку, у меня просто один к ним вопрос. Когда вы заходили вот личку, да, в директ этой девушки, когда вы писали ей оскорбление, вам от самих себя не воняло, и вы не чувствовали за собой как-то трусость, сыкливость, сама чувство садури? Сейчас нахуй это решен. И вы после этого вы езди еще, что нахуй так. А сбьются опять-таки, наверное, не пушим. Вежа, ассаламу алейкум, башлам дерез хил. Алейкум, дерез хил. И так, там мы ответили. Если есть вопросы, задавайте. Юни, висхил, смотрю, и сокам сунает рахохишку. Закончил бы мысль. Давай, говори, здесь тебя слышно хорошо. Я думаю, в Инстаграме тоже хорошо слышно будет. Я просто хотел закончить мысль про того же Беслана Сычуева. Так. Используя свой административный ресурс. Так. Человек просто начинает деятельность
сразу, заметьте, после митинга начинают строить Карачай-парк, сквер Карачай. Дальше он ездит туда, общается с блогерами, авторами каналов карачаевских. Их всех, мое мнение, он их всех перевел на свою сторону, и они стали явными чеченофобками. Вот эти владельцы этих каналов стали, эта работа велась ими. Теперь я просто... Думаешь, проплаченные? Я уверен в этом. Я уверен, там есть обязательства, однозначно финансовые, однозначно есть личные, однозначно дружеские, однозначно давайте эту тему продвигать. Понимаешь, в чем дело? Самое страшное сегодня, на сегодняшний день в ингушском обществе, которое состоит, то, что я сказал, власть на это не реагирует. Больше того, представители, получается, общественных организаций, они позволительно сегодня этими вещами заниматься, прикрываясь дружбой, прикрываясь, что едут к карачаевцам выстраивать свои отношения, чему мы только рады. Они на сегодняшний день эту всю свою деятельность направляют против чеченского народа. Что нужно было говорить председателю Конгресса карачаевского народа, взрослому человеку, убедить его в том, что эта девочка разжигает ссору между двумя мусульманскими народами, между двумя братскими народами. Как они должны были себя вести, чтобы убедить этого человека, что он еще должен признание сделать, извинения принести ингушскому народу от имени карачаевского народа за эту девочку. Юни. Понимаете? Да. Юни. Хорошо, тебе задают вопрос, точнее, говорят, здесь написали, некая подписчица под именем Айна 06 Стар. Юни, некрасиво кого-то обвинять, даже если это твое мнение, Бах. Нужны факты, доказательства. Вот такой вопрос тебе задала Айна из Инстаграм. Для того, чтобы сделать вывод, я однозначно говорю так, даже выходя на их паблики, когда я пытаюсь донести простую вещь, что вопросов по земле нету, оскорбление, и сразу ты пошел вон, это понятная ситуация, человек хотя бы из любознательности должен послушать вторую сторону. Здесь же есть обязательство слушать именно одну сторону. Так вот, у меня еще, я хочу перейти на другое. Беслана, я жду звонка Беслана. Мы лично с ним знакомы, мы с ним общались, все без вопросов. Вполне адекватный, он отличный был чиновник, когда возглавлял МАГАЗ. Вот мне сейчас интересно, как только он мне позвонит и скажет: Юни, ты меня зачем обвиняешь там что-то, что я делал подводные какие-то камни, я первый ему задам вопрос встречный. Скажи мне, пожалуйста, Беслан, ты орстхоевец. Он орстхоевец. Почему тебя должно было задевать девочка, что показала чеченские башни на чеченской земле? Почему тебя, как мужчину, как ингуша, как орстхоевца, не задевает оскорбление, которое говорит ваша недоученая Чабиева? Первый вопрос. Вот я ему задам, и я хочу от него потребовать и услышать, что он сделал лично, чтобы эту недоученую поставить на место. Я уверен, что он тебе не позвонит. Он не позвонит тебе. Но я хочу, чтобы он знал, что я все равно этот вопрос ему задам. Скажи мне, Башлам, насколько больно общество, в котором 40% нации ингушской составляют орстхой, и добавим еще 10%, добавим здравомыслящих, которые здравых людей еще добавим. 10%. Уже это минимум, это половина наций. Половина наций сегодня, говорят простым языком, матерят, проклинают, говорят о профнепригодности Чабиевой. И как это получается? Целая нация, половина, которая не согласна с ее словами, должна быть не согласна, если есть чувство хоть чуть-чуть самолюбия, самоуважения к своим старшим, своим корням. Как это общество назвать здоровым? Вот этот вопрос. Мы же не говорим... Честно сказать, знаешь, честно скажу тебе так. Я внутренние дела, и тебе тоже хочу, чтобы мы с тобой в эфире. Я тебя уважаю, ценю, но нас не касаются внутренние дела. Как относишься к Асламбеку и его каналу «Клуб российских изобретателей»?
Ты И, гражданин кстати, Чеченской куда он Республики, да, пропал? грубо говоря? И почем Амин Ты Кисаев чеченец. тоже Нас пропал волнует только куда-то, одно. ничего Меня не волнует, публикуют. почему кандидат исторических наук оскорбляет часть чеченского народа. Вот. Меня Вот. это интересует. Что там они... 20% чеченцев. Да, 20% мне не интересно, почему там все остальное, почему я говорю, они за себя должны ответить там у себя. Меня волнует сообщество. Санок чучу ашбу уарство. Центидош, ях юхюш. Цханок чучу оскорблять вяши, инау битна болч бола. Шейк овай команда дуйхуша. Дыши санцен бола уарство ашан. Он был что меня просто саунда. Пошла. Наши орстрой не только в Чечне живут, они в Ингушетии живут на своих территориях. Не, ты не понял, послушай. Я поясняю тебе, есть политкорректность. Я имею в виду, если Юни и мы будем говорить, то, что они внутри своего общества, почему, как они не поступают с ней и у них в регионе, Юни должен обсуждать не со мной. Юни должен обсуждать это с Бесланом. А со мной я хочу, чтобы Юни обсуждал корректность вопроса, который, как она позволила себе оскорбить часть нашего народа. Меня это волнует. Вы поймите, и меня тоже. Мы, конечно, можем говорить. Аслан, у меня вопрос другой. Насколько должна сидеть чеченофобия в этих людях, которые закрывают глаза, уши свои, когда их оскорбляют как арскоевцев, а именно чеченофобия сидит в них настолько, что они готовы продолжать свою борьбу с чеченцами. Зачем это делать? Я честно сказать, нет. Юни, можно я отвечу, Башлан, по поводу... Вы можете говорить, конечно. Юни, просто ты и я, и все остальные мы должны понять. И нацистский, который оскорбляет нашу нацию, разделяет нашу нацию, клевечат, они, скажу грубо, являются ермоловцами. Мы это должны понимать. Да. Они продвигают политику Ермолова, разделяй и властвуй. Порт и окрестняй нашу нацию. Это ермоловцы. Прямо скажу, все, ты расход. Понятно. Ну, я единственное, что скажу, что вот меня сегодня настолько радует, еще раз хочу Башлам заверить, 7 лет их работы среди Карачаев, на сегодняшний день у них пошли на смарку. Все их потуги, все, что они хотели, абсолютно все пошло на смарку. Теперь мы просто должны доносить свою позицию. Опять же, мы не такие, мы не будем против ингушей говорить или еще что-то. Мы, пожалуйста, мы портим свою позицию по земле той же. Мы должны, теперь я буду ездить туда, я буду общаться, я буду доносить эту позицию, что нету проблемы между двумя народами, нету этой проблемы. Вот просто если у тебя уже твое домовладение с документами, со всеми делами, почему какой-то должен быть вопрос возникать только потому, что кому-то хочется по-другому? Вот и момент. Я хотел еще напомнить про этих 2 девушек. Башлан. Давайте все же попытаемся, кто сможет найти этих девушек. Мы сегодня как бы найти, у меня эти видео есть. Как бы найти, не найти. Они, в принципе, есть в поле Инстаграм, насколько я помню. Почему я говорю, Мариам, я на Ишборбац. Юни, они не... Это не об этом, не о том, что Богорбац, не об этом Богорбубац, не об этом речь. Просто это нам на сегодняшний сигнал. Мы точно так же должны будем защищать в любой... Вот просто не знали мы эту ситуацию, я не знал. Никто не знал. До этого случая никто не знал об этом. Это то мы узнали потом уже, когда я увидел интервью, я тогда понял, что, видать, на них тоже это агрессивная балалайка посыпалась. Поэтому... Ну, мы должны были бы, если бы мы знали бы, конечно, мы должны точно так же заступаться, конечно, и за... Юни, это само собой, Юни, не то, что за него. Я за тебя должен заступаться, ты за меня должен. Мы все должны за свой народ и за свою историю заступаться. Тут никаких вопросов нету, это даже не обсуждается.
Но это вот... Потому что они считают, что сегодня можно налететь 1000 делать проклятий, писать комментариев и человека загасить. Это не должно быть. Мы должны друг дружку оберегать все, Конечно. заступаться вместе. Конечно, полностью согласен. Полностью согласен. Ты знаешь, почему Юни я дал освободил, Юни Арвали, я хочу поблагодарить. Здесь очень многие пишут огромные, великолепные комментарии. Юни, красавчик, Юни, да, духва, хуэл. Ну, короче, одни я не люблю хвалить в лицо, Юни, ну ты понял. Ты лысый, я лысый, да, ну ладно. Солнышко светит, все нормально. Ты красавчик. Так тебе пишут многие комментаторы. Продолжай, не останавливайся. У тебя есть одна небольшая, крайняя такая нежелательная вещь. Ты иногда так начинаешь махать саблей, что я даже боюсь иногда. Юни, сотворит еша Оля. Потому что ты мудрец, понимаешь? Ты старец. Вот ты должен быть, наоборот, меня останавливать. А ты иногда так машешь, но самое главное, ты все время всегда исправляешься. Я в каком плане? В прошлом эфире ты как начал саблей махать, да все они... А потом, освободил. Я понимаю. А потом он исправился, сказал, я имею в виду только балаболов. Вот так нужно. Политкорректность, это не отличительно. Да. Так сена суха махай низ доти ас бошло дош махай сун ас худаш астоволша и дош ош балбош. Смотри бог таран уверен сбега телефон тухавы дешни аздаматвац. И целхен жилтя и вистахен свек. Цоствек элле юни وين مخاي يخدوش تو أبوشني идешь тогда к чана нерницы, насколько прекрасное слово, подчеркивающее все, и не надо его переделывать других слов, которое настолько емкое, корректное, правильное. Делда Бог Мадусай публикация, Шеша, Галги, в личку даже. Понятно, что 1000 проклятий. И главное, удивительное, не Бог штыгды, и мачку в душе, слуза, они чего. Я не знаю, реально у них то ли культурная традиция, это как-то обсуждать женские. Понимаете? В форме теперь смотри, а иногда появляются настолько достойные ребята, просто даже его там какого-то балабола выставил, Гилка, ассаламу алейкум, Юни, из-за Гергерса говорит, хаек яла, и тадиж надо, и такая публикация. Дели два я парю, а хаза авлерн, хаз дуаша, ламбаш бок ол, сундера, тайо парю оле, хаз вистхач. Но амба оду, одо жазичена, асмаза поядюй, следующую публикацию я посвящаю тебе, балабол оле. А с Богом, инца я должен буду убрать это слово, потому что мне оно не идет. Просто иду аж да? Потому что был период, когда я просто сражался, как было, это необходимость. Да, я прекрасно это все помню. Я запомнил. А сейчас мы сейчас должны работать правильно. Мы должны доходить до тех нормальных ингушей. Так она и 40% галгини, шифа, они эти не пишут. Они боятся, у них проблема, что тут же назовут их передастами, не передастами. Вот и проблемы. Сундер, я сказал, не называть. Поэтому вот эта вещь, когда я что-то говорю, люди почему-то думают, что я делю чеченских, уарстхуа, ингуш. Нет, я не делю. Но войниш, вой алишик дозан цани, цен нохчи командака, нохчи уарстхуа, нохчи тукум. Любим, ценим и всегда оберегаем. Вот за своих. Почему? Потому что наша юрисдикция заканчивается по границе. Если мне любой человек скажет, масалабаса, любой человек, там, юрист, начнет привязывать 282 статью Юни, масала,
скажет, я занимаюсь и так далее, подстрекательство, разжигать, я скажу, стоп. Я говорю только о части своего народа. Войнишвицас. Цундера, я вас тем самым пытаюсь уберечь. Юни-то не нужно, Юни и сам может любого уберечь. Но все-таки, Юни, на нас с тобой, многие люди здесь очень молодые. Вот история чеченцев. Это молодой пацан, которому 19 лет, 20 лет. Другие. Если мы будем себе позволять фривольности, они могут повторить то же самое, что мы с тобой. Но, однако, мы знаем, как мы это делаем и для чего это делаем. А они это говорят наобум. Завтра у них могут быть проблемы. СП, МВД, без разницы. Суна цаля, ягалги чургони халита цаля сун, янохчу чурголита цаля сун. Рустамин голита цаля сун, юнин голита цаля сун. Поэтому давайте здесь вести культурный диалог. Говорить об истории. Он всегда у нас культурный. Но насчет юрисдикции я тебе скажу, что мое место рождения Моздок. И 32 года я московской пропиской, я москвич и живу в Москве. Так, москвич, бийца, коза, катонокчи, говорить о любом регионе, о проблемах любого региона. То есть ты с федерального центра, да, со своей колокольни, да? Столову Черкес, районы выше. Столову Черкес, Черкесия. Да, он с Черкесии, он оттуда, Тигерой. Ага. Все, Черкесик, Хорошо, так, свободен. В начале августа у нас будет мероприятие очень серьезное. Далмуклах, Асидгошту, Харкова, то Хазгошту, спортсмен, Шрадикш, Далмуклах, Циган, Езервон. Все, смотрите. Ребята, я сегодня смотрел, придираясь. Я тебе серьезно говорю, ты шикарно провел эфир с Марианой. Задавал такие вопросы. Ты сделал очень грамотно в том плане, ты хейтерские вопросы, ты адресовал конкретно Мариам и дал ей возможность высказаться. Это был прекрасный эфир. Прекрасный. Я хочу уважаемые мои братья, мы пока еще не заканчиваем. Я хочу поблагодарить нашего брата Юни, да, Духвахуали, да, Мукшмашлилуал, потому что он, несмотря на свой возраст, несмотря на то, что он москвич пафосный и крутой бизнесмен, всегда находит время с нами пообщаться, поговорить. За это ему огромная благодарность. Но сейчас, как говорится, пока не отключился Инстаграм, в Телеграме мы продолжим дискуссию, потому что здесь у меня просто заканчивается трафик. И плюс ко всему у нас Ирлама с Хайткой постараемся мы завершить. Огромнейшая благодарность нашему брату Юни, огромная благодарность нашей сестре Мариам, пока не отключился Инстаграм. И там 2 человека, которые задонатили, помогли нашему, поддержали наш канал, показали, что они любят его из наших инстаграм-подписчиков, да, Саадуэл. И вот на YouTube задонатил некий панцирь с вопросом, отправил вопрос. Салам алейкум башлам, ва алейкум ассалам. Как относишься к Асламбеку и его каналу «Клуб российских изобретателей»? Я отношусь к нему как? Отношусь хорошо, как к чеченцу. К его роду деятельности, он блогер, как я могу к нему относиться? Блогер есть блогер. Я, в принципе, не хвалю, не возвышаю, не принижаю нисколько. Да. Почему его не показывают? Потому что, насколько я знаю, он приболел, вроде бы лечится в Москве. И, кстати, куда он пропал? Да, амин. Насколько я знаю, он приболел и в Москве, если речь идет об Асламбеке. И почему Амин Тисаев тоже пропал куда-то? Во-первых, я не адвокат и не юрист, не секретарь Амина Тисаева. Меня зовут Башлам, моя фамилия Чимаев, у меня свой блог. А если вы просто как по-братски спрашиваете, не знаю, Амин, наверное, занят. Насколько я знаю, у него вышла новая книга, с чем мы его поздравляем. Книга называется «Макажо». Я не рекламирую книгу, вообще говорю. Мне ее прислали, сказали, что появилась в продаже книга. Чаберлоевский тейп «Макажвай». Про него книга, если я не ошибаюсь, выпустил эту книгу. Возможно, он занимается тем, что больше у него есть возможности и больше он уделяет внимание для публикации книг.
Вот так вот. Насчет Амина ответил. Остальное, я с ними не встречаюсь, не общаюсь, мы не переписываемся и никак не пересекаемся. С Амином последний раз я пересекался, это было года 2 или 3 тому назад. Больше я не видел. Асланбека я и того видел лет 5 тому назад. Кажется, когда поехал посмотреть ковчег к Марату, то лет 5-6 тому назад. Там я его впервые увидел один раз. Скажу честно, у нас абсолютно разные дороги. Я занимаюсь более приземленной только по документам, только по книгам. То есть у меня нет вот этих... У него больше гипотетических вещей, которые они размышляют там, с точки зрения философии, религии. Их больше. Я же четко работаю приземленно, так сказать, по тому, чтобы к нам никто не придрался. Я, извините, вот так у нас расходится. Я ничего плохого там не говорю про него, но и все-таки у нас разные пути. Документы, книги, карты, архивные документы, личное интервью, полевой материал. Да, ждовойга архивный документ, вот так работает. Всем моим подписчикам, которые в Ютубе и в Инстаграме, огромная благодарность. Шундерес, Бяхмобил. Я начал 9:30, сейчас уже 9:30. Трафик я полностью схавал. И то, что даже сегодня там даже и половина не перекрал. Но я очень рад, что у нас получился эфир. Мы постараемся, вот у меня есть один мой консультант, посол, официальный посол телеканала Баслам 3/9, зовут его «История чеченцев», он у меня послом в Грузии, послом в Абхазии, в Адыгее, так что мы будем через него работать, он будет приглашать этих людей в прямой эфир, и мы постараемся провести прямые эфиры с грузином, с абхазом, с адыгом, с черкесом, с кабардинцем, с нагайцем, со всеми. У нас есть на то веские причины, мы будем говорить об истории, взаимоотношениях, недопониманиях, все будет остро, все будет честно, максимально открыто. Да, Аллах, шунмасан дересхил. Если, прошу, еще в конце каждого эфира, я иногда забываю, я прошу ради Всевышнего Аллаха, если каким-то образом я задел, оскорбил или не так высказался о вашем тайпе, тухуме, шахаре или фамилии, я прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня, если я каким-то образом не знаю того сделал. Валлахи, у меня нету ненависти, фобии ни к какому тайпу, фамилии, народу. И клянусь Аллахом, я реально считаю, что мы исторически когда-то были одним единым народом с ингушами. Но сегодня мы два субъекта. Если у них сегодня будут золотые города и все золотые машины, я скажу, маша Аллах, да, ты хабярки, у меня нет ни капельки зависти. Но братство, единство должно быть основано всегда на истине. Как говорил наш любимый пророк, саллаху алейхи вассалам, тот, кто врет, тот не из моей уммы. Если человек врет, обманывает, занимается подстрекательством, то, конечно же, этот человек не из нашей уммы, и он нам не брат. Я вот говорю хорошее, призываю к хорошему. Вот носящие штаны, Хасан Белакиев, что ли, или Балкоев пишет, бихум йоха, Хасан, вэлцэн усо, бина сайпхы узла маздяш, сайли челюч, хун дал маршал долд, хун тадур домьон, зэкэн юртаю, борняю, шейлаю, ас таметтиг ниспир бон дурдоме, цэр давигин, дик эчк шот кансани личевя санвиру, хайю бьюхал наха юмамуат. Так что это относится конкретно только тем людям, которые оскорбляют других людей. В Телеграме продолжение, да. Так что тот, кто в Ютубе, увидит продолжение и в Телеграме. Инстаграм Чабалбежи, Шундерес, да, Духдахта. Переходите в Телеграм-канал. Да, переходите в Телеграм или в Ютуб. Там у нас все продолжение, там можете поговорить, можете задать вопросы. Я максимально постараюсь сделать завтра и послезавтра. В прошлый раз у меня не получилось. Были конкретно проблемы и технические, и финансовые. Как бы я ни хотел, у меня не получилось, потому что в прошлый раз мы трафик выкинули. Тех людей, кто поддержал канал, их было всего лишь 2 или 3 человека. И мне это даже не хватило покрыть 4-ю часть. Так что, Масер дал эту с вами был ваш брат Башлам. Марьям, сестра Карачаевка, огромная благодарность. Всем, кто стремится
братству, единству всего Кавказа, им от всего сердца баркала, но давайте все это создавать только при случае, что мы будем друг другу честны, справедливы, и не будет среди нас лицемеров и подлецов, которые занимаются подстрекательством и тем более оскорбляют любой национальности на Кавказе. Кем бы она ни была, мусульманкой, христианкой, я не знаю, буддийской, нельзя оскорблять женщин, девушек. Это не культура. Тем более нахчийцы так никогда не поступали. Вот. И все, кто является близким родственником и относится к этому народу, никогда так не поступали, потому что это не эзди. Только лей и, как говорится, пармак бючик, лей амалю. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами был ваш брат Башлав. На телеграме там по Марьям и так далее. Или я что-то... Дайте мне сказать, короче. Знаю, что сову вот пошла. Так, Я поражаюсь. Ибрахим, модератор вы, чувак. Ибрахим, модератор вы. Вроде принял Ибрахим, но Ибрахим ничего не говорит. Билуархов, Рустам. Ой. Хозяин. Как вот прямо эфир ведешь, модератор хватило все. Можешь, почему нет? Как это делает? Ашленик. Вот сам канал Telegram, канал и Telegram. Так. Настройки заходишь ты. Соборял настройки где? Настройки где? Отправить подарок, голоса, архив, статистика, перевести. Нет, это не то. Не торопись, Сапартила. Смотри, нажимаешь на свой канал. Справа, смотри, внизу будут администраторы. Администраторы написано посередине. Вижу два администратора, так, это... Вот, нажимаешь, и там будет плюсик добавить администратора. Добавить администратора, вижу. Все, теперь найти мой контакт, я съеду, как ты меня в контакте. Добавляю. Сколько угодно могу добавить? Да, сколько хочешь. Так. Модератору. Название администратора. Так, собрал. Готово. Одного добавил, собрал. Так. Добавить администратора. Ничего, во. Почему я не вижу вас? Я вижу всех, но не вижу вас. Собрал. Вижу. Так. Увидел меня? Собрал. История чеченцев. Еще не дошел, подожди. Не история чеченцев, канал тебе, аккаунт нужен. Я у тебя в контактах сохранил. Я не лечи Аура Ибрахим Эк Муса Энгно. Не, я у тебя в контактах сохранен, пошла. И ты у меня сохранен. Ну все, как ты меня сохранил-то? Я съеду, ты найдешь меня. Айса вижу, Окстек вижу. А вот тебя почему я не вижу? Что ты за чушпан такой? Я выгу Рустам. ايش هذا بلا سروز حماش ده صبرتها والله ты должен здесь والله и не говори смарт мечал ее сейчас смотри так ашла вот сейчас напиши поисковике пешху я все поисковики пешху ты мой аккаунт найдешь пешху не связь Хасун, Мацай буква, что дойсун. Администрация. Ибрахим, админа Вьетнам. Поиск пешховаря. На английском, русском? Делим пешхову, а российский байрак кайока. Да, российский байрак. Вот он, а пешхов, да, тига язин. Российский байрак у тебя ляж бы. Трушно, нормально, модератор лол. Все, модератор высокуса. Да. Пешко, российский, он делна. Все, россиянин. Ну, ля, целявый, мусор. Так, друзья, ты хаттер взял, ты дашь дистил, Ибрахим, Рустам, принимайте, все свободно. Димал Сокера, загрузиться я харва, даяли, а то Сажим Хан моя дайоли, надо мне сохранить быстро. Все, я контролирую нормально, сама хотела. Да, разговаривайте, говорите. По сегодняшней тематике насчет Марьям, если есть, не забывайте, что эфир записывается и идет в Ютубе. Все.
все будем напоминать. Вот знаешь, чего я поражаюсь? Я Аллах дели. Вот у нашей сестры на Карачаевском скажу Экеч, вот у нашей Экеч очень прям, у нее больше мужества, чем у Нерницев, с этого поражаюсь. Я прикину, то я вот как не боится, прямо вот ответила, но она что к чему, точки на ты поставила и на ты сказала, короче, хотя прямо халится. Вот вообще, молодец, мне нечего сказать на самом деле. Пользуюсь на самом деле. Хумдацу. Мужества хватает у одной девушки, чем у других Я мужчин. знаю, что поражаюсь. Аллах. От того, что ты все время поражаешься, прошло. Я вообще, я в шоке, ты что, я удивлен, да ладно. Мне, знаешь, Общаться лучше быть. мне этот мир вообще абсолютно понятен, Барицу. Пешхуец, Кабардина, Балкария, а так не зубов, Илшуру Вотига. Вот пшихва, бог, пшихва. Не, у меня просто, я одного не понимаю, Пешхуас, почему ингушей тут нет? Вот есть с ником один, например, Целеста06. Брат, зайди и напиши что-нибудь там, я не знаю, скажи хотя бы, брат мой. Пешел, ответь, может, мы ему микрофон не даем. Сейчас, какой ник у него еще раз? Целеста06. Сейчас. Да что-то его тут нет, у тебя, походу, эфир заморосил. Нет такого тут. Просто Целеста, алло. Все уже, включили его. Брат, хавистла, гэнг. Арвалис. Сайетаря. Блин. Там что? Куса, пушваться. А вот как они в комментариях смелые были, генионцы, ишь, да более, как они написывали, видел ты? А вот сюда что-то сойти не На мог. самом деле, чувак шестого башлам юни, чувак войну, чибу везде цумшуч, аж чувак и не статус, он дач. حلقي المالية باشلامس بحرموت بجوكشن وقالي الله يعمل وشخيته نوخчи цаете Кавказ цаете. Я понимаю, когда отвечает на оскорбление, реально, Так, мобила, Атом, знаешь, чего вот удивлен? Аша, почему они именно к чеченцам заходят, скидывают свои номера телефона, говорят, пырштеля, пырштецы, ничего против никто не имеет. Почему вот Чапиевы вот не обращаются так же, типа, по Суртанову или другому Хацу, но именно сюда как-то наплыли, короче. На чеченцев только смелые они. Знаете, что самое интересное, то, что радует. Вот те, кто вот сейчас на данный момент живут в Грозном и находятся в Грозном и знают вот торговые точки разные, да, разные какие-то там рестораны, кафешки, все эти. Сам ряду Галаха делал абу головой законно, что бизнес шелш. И нормально, да, ах, что ты те, что он ще белк шпеш, да, что головой абу. Ты помнишь? Племянник Пусуртанова даже у нас работает, нормально живет. Укромный момент. Племянник Пусуртанова. Это комментарий, что каждый второй Гала Дунен Дуалам Олсер. Кстати. Насчет Артема Плата, да, сделал, то есть, да, из-за него бедный хурсигин моя, солнце, да, ты еще что. До такой степени Бершу, чи Сиду, чи я Юхми, чи Сумза, да, я уж хочу на хараме знал вас. Это еще шлюх швазер и наус. Артеми Плата. А клип час нацем днесу. Да, исток это сакцияц, да, исток мухи вообще. Да он. والله زود شغلي يزبي يشوق أتيك واقعا إمام هو ميسنا. سلام دو تشترتوي صام حالة سلام درما فوكسر يعني. سلام. ودلا يغال شمات شاش وين نوف تشش درش أتشاستي ويا درش. Загрузите мой эфир, загрузите.
эфир загрузили. Hins комментатор, хейтers, Hens غلغي بيوش ولا بديون وين تبرو وين توالا وجه وين بالو وين Милый مجبال его, باليرو милый его. إيه ملو أرتيوم وات بلاتا И вот так говорят, он юкулане. Войн те вер ватсон. Войн те вала очень история. Сундаган وين توالا очень إس история جالكي башлан. مت خبر وري وما غلط زريلش Из Вот раскопу войн цун масетус кача. Цунгала войн цавори. Шей юка. Шеш доча. Шалиш воча. Шен лук дитит. وای حقوش سال چند وای داره وای تو دوباره بعد وای ایش نه خیلی یه دیش خوش دست وای ایش نه یه لیش دست وای تو دوباره بعد سم بعد ایش نه خیلی تعال نکیه شو بلا إيه چيچانسن زردو كي چوكوسينو تا سوچ دخيت بلاتوخلات إتا كومنتاري شرق چوايازين اوكستد جنراليونش по-любому إيش بقى غالش يازينا غيتيشون دللا تا попахивает, не знаю, там, может, кто-то за них писал, может, сейчас я знаю, мата. Så kudaan waareen doon so busubsta kuboksha horen haqacha wusudoon dam amoso busubna do baqdo ala diz khasta karsto ala diz sun tatso комментариеш чуаха та через чурдats та в другой вселенной Эдам должен язин сон хейтерсон ждутся даты, я бы некоторые комментарии там не публиковал. Почему? Потому что это смахивает на подставу. Если он так, то он наш я вот сам не согласен с некоторыми постами, которые там есть. Шенгур докценду, не знаю. Но и комментарий, я именно про комментарий говорю. Хасу адос, то чухайсан скринч союза. Да, и комментарий язваш пеш бьются, бал галы будет ешь, а сам реально, насколько нужно быть отбитым, чтобы писать такое. Я тебе коротко скажу, есть и такие отбитые там. Тлагиата даже веш варзарина встретила. В-третьих, вообще изначально полный самосознание хилч бог у нас встретила. Бадек хацдек до низник воник астош хилд язык дома свой дючдей. Злой грузине камелет еще церзудбеш, например, заур тензилик до чеби тензилик. متي وانجيليك تاع قماليتي يا ترسمو سزاني تاع يلا عريقيتها وقرح على قيمات صغيرة أصلا بريمير سودوي بقى موحشن أصا تشبيوس قالك أص يبشلام سألي عرديل وعبيسن ديل وران فوقدونا انت عمليو الانستانسية بويت دا بينتاغونا بجالة واتسادن داس تاكيت علاش عيد لهم مردر ديل دوح مردر بشلام من دري خيام مخا سو اور действует этому хунцу докеты на пример богостон. Она же прямо оскорбляет чеченский народ, она оскорбляет Орскую, там, оскорбляет многих этих. И она что эти гамуют. Я вот недавно узнал войну Цуахц. Тензил Леонак Милуха Эсон, оказывается, Осетина, возможно, Гергер Лунч, Хилмек, царство, Хилмек, Цуцахажа, Нуша адвокату. Возможно, Чебиева думает, что в случае чего может отмажет от этого. Вероятно, это уже даже камел гламек уже дюйч деглид ваштек дюй. Но сам ду. Духли что дагадать. Цун хилак мала харцан китева.
Se on hõllõgmaal kedagi on see luukalaa. Вокстаг, правда, Ингушетия канал Гинеон. Правда, Ингушетия больше. Düüč, kad me gătse să aici zablokironu. Ой, اتشوها غالي канал Лило шак, цоца. Хума қираться пеши, чебиё, короче, даягу лязин, открыто, ну, открыто погоду, скорее всего, хашер душе, горду, если он открытую скажет такое. Он майр, по-моему, осетину барма чухса. И, короче, осетины заставляют, короче, ее так говорит, высказывается в нашу сторону. И еще, короче, называется ангушевцы, цейлит, называется, вы острой оскорблять, я шбас, полный, я Ascoltamenti, Hayon, de институты, циках, главный, милу, хейру, циках. Не, вайн осетин шхуматься олвы. Осетинный это наш соседский, братский, дружеский, соседний народ, короче, ртовые, нормальные люди. Да, у меня с осетинами очень много друзей, у меня оттуда. Да у тебя везде друзья, только чукчи, наверное, у тебя еще не друзья. Ну, слушай, я чеченец малый, простой чеченский дипломат, пояснен. В общем-то, Аскоба, короче. Да, я чего поражаюсь, Чапиева, вот если вы это не заметили, она ни одно слово про осетин не говорит, ни про пригород, наверное, не говорит, ничего не говорит. Именно в нашу сторону она говорит. Она сказала, если не ошибаюсь, Она сказала, ты сказала разве? Всем салам алейкум. Многие меня знают. Меня больше. Вот он, как раз. Нормальный, порядочный человек. Меня Алхаз зовут. Я Багаев, меня многие знают. И я к чему вот я тоже зашел послушать. Я еще в Инстаграме сидел на эфире у Башлама. И момент такой, то, что я сделал обращение Чабиевой, Танзиле, то, что вот она закидывала к себе в историю, то, что осетины к могилам даргавцев никакого отношения не имеют. И я ей написал то, что если мы никакого отношения к ним не имеем, то докажи мне это на документах, фактах и подтвержденных, как правильно сказать, выразить свое мнение, на русском забыл, ну, на подтвержденных документах, скинь мне это все, если ты права. Потом проходит буквально полчаса, это же Танзила Чабиева, она меня заблокировала, представляете? Я когда сделал обращение. Да, это не сложно. Зачем? Да, и просто не было до такой степени... Как? Говорю, что ты ожидал? Ну, я не знаю, я вот вообще хочу... У меня вот такая сейчас затея появилась, то, что я хочу начать снимать подкасты, я Башламу тоже об этом говорил. У меня такая вообще затея появилась. Я закинул в Инстаграм тоже в историю то, что те, кто за, чтобы я начал подкасты вести, и у меня там было сколько? Около 7 тысяч просмотров. Все почти 7 тысяч были за, и вот только сколько? 120 с чем-то человек были против. И вот я когда просмотрелся про этим публикациям, там были одни ингуши. Я не знаю, почему они против этого всего. Я им тоже писал, почему вы против этого всего, чтобы я как-то делал эти подкасты про народы, знакомился с другими народами. Как ты у нас будешь в Черкесии? Скажи мне, вместе подкаст делаем. Все, без проблем, иншаллах. И просто вот не знаю, вот как с ними разговаривать. Я тоже много раз объяснял об этом. Помнишь, Вовстаг, я тебе тоже говорил, как мне сделать правильно, чтобы как-то с ними подружиться мне. Как-то с ними выйти на контакт. Нужно отдать пригородный район. Нужно вернуться в Иран. Они же... Пригородным районом ты не отделаешься, Алхаз. Потом тебе скажут, ты должен назвать себя ингуш, точнее ингушом, но при этом надеть там, возможно, даже курхарс. Не, он должен назвать себя иранцем. Билет в Иран купить, короче, а не делать. Да. Короче, нужно отдать вот этот большую половину Осетии и в Чечню пилот Аргуна, короче. И просто понимаете сейчас, какими вещами... Можно я скажу, да, я вот хочу поделиться тоже, это прям тоже наболевшая тема у меня. У меня произошла такая ситуация, то, что там был осетин, короче, с флагом
осетинским, и там шахада была у него на флаге. И он пишет от лица осетин чеченцам плохие комментарии, то есть это в ТикТоке я заметил. И я ему пишу в личное сообщение, я говорю, что тебе, чем тебя чеченцы не устраивают, можешь мне рассказать? Я тоже осетин, и на осетинском ему об этом пишу. И он спустя 3-4 минуты отвечает, и то там неправильно было написано на осетинском. Там были с ошибками написаны. Я к чему говорю? К тому, что они сейчас делают еще такие моменты, то, что делают осетинские аккаунты, чеченские аккаунты, и всячески пытаются как-то стравить лбами. Вы сами же видели мои комментарии. Вот я закидывал элементарно карты, и мне говорят, что я подделываю карты. Я говорю, как я подделываю? Я же даже источник все указываю. И мне говорят, там, говорит, ингушей нету, значит, это недостоверная карта. Я говорю, при чем тут это? Ты мне объясни, хоть когда существовало ингушское государство, скажи мне это. И потом они все сразу же удаляют свои аккаунты. И как с ними разговаривать, я тоже не понимаю. То ли мне надо уже к ним поехать, чтобы они вышли на меня. Просто, то ли я не знаю. Смотри, Алхаз, ты удивляешься тому, что они удаляют свои аккаунты, да? Давай так, смотри, я каждый день, вот читаю комментарии, которые оставляют он против Башлама, да, в моей там группе, там других наших чеченских группах. Смотрю на комментарии, вот самые, да, агрессивные, оскорбительные комментарии, я смотрю, какой человек сидит за этим аккаунтом. И когда я узнаю номер телефона, фамилия, имя, отчество, я вот по WhatsApp звоню на этот номер и отправляю сразу скрин за этим, да, как я звоню. И вот спрашиваю, ассаламу алейкум, брат, как ты, хамди, могуш мегаш, короче, туда-сюда. Брат, я вот спрашиваю, ты оставлял вот такой вот комментарий вот в той группе, короче. И вот чтобы ты понимал, 99,9% случаев, да, вот, они говорят то, что это нет, я не я, лошадь не моя, там все дела, туда-сюда, короче. Я вообще в этом не виноват, я вообще там нахожусь туда-сюда, боже. Они всячески не признают это, то, что это они написали. Я вот так вот находил, чтобы ты понимал, прям конкретных людей при должностях, да, которые такие комментарии оскорбительные писали. И никто из них, вообще никто, не признавал то, что это их комментарий. Были люди, которые говорили то, что меня взломали, мой номер у кого-то другого, короче. Вовстак, вот. Да, ты же прав. Ты же мне помнишь, когда ингуш осетин чеченцев оскорблял, который находился, я же ему лично звонил. И когда он на своего младшего брата начал сваливать. А другой же, Долгичев, я не помню точно фамилию, не хочу коверкать, там был Адам один. Я ему тоже набрал, зачем ты осетинский и чеченский народ оскорбляешь, готов ли ты за свои слова ответить? И он мне такой, я, говорит, не оскорблял. Я говорю, хорошо, а ты можешь поклясться Всевышним Аллахом, что ты не оскорблял? Он поклялся, представляете? Он поклялся Всевышним Аллахом. И как после этого с ними разговаривать? Ты же помнишь, Вокстер, эти моменты, когда ты закидывал их, я тебе писал еще туда в комментариях, то что можно я наберу ему, поговорю с ним? Да, я помню этот момент. Я об этом же говорю. Когда я говорю часто в эфире, да, тут, например, в Инстаграме, в эфире у Башлама, я же поэтому говорю, если бы мужчины были бы мужчинами, то у нас проблем бы не было. Понимаешь, о чем я? То есть человек, если он что-то написал, вякнул, он должен это признать. Если у него хватает душка, он должен за это ответить. Вот по-другому, вот мы, да, вот Бершнах, давай, мы же тут мужчины, да. Вот если я что-то сказал, валлахи, биллахи, таллахи, я за это отвечу, да. Я обосную, почему я это сказал, когда я это сказал, причину того, что я это сказал, да. Я же не буду, как последняя баба, да, говорить то, что меня взломали, какой-то вирус поймал, видите ли, и т.д. и т.п. Нужно оставаться мужиком, мужчиной, тем более, если ты называешь себя древним. Я с детства все слышал всегда, братья, вот к тому, что сейчас сказал, что мужество заключается в том, чтобы признавать свою ошибку или свою неправоту, если она случилась у человека. То есть это является мужеством. Не тот, кто там умеет воевать, сражаться. Я еще хотел бы сказать, подчеркнуть один факт, один момент. Я клянусь, в Инстаграме у меня около 20-30 контактов, которые со мной вышли на связь,
реально ингуши, Галгай точнее, которые со мной вышли на связи, говорят то, что они недовольны, они понимают, они шарят во всей этой теме, они знают, кто прав, кто не прав, они знают, откуда идут эти провокации. Есть среди них реальные люди, реальные личности, которые были подвержены, так скажем, да, критике со стороны Совета Тейпов даже. Даже в этом Телеграме есть один пацан, Ингуш Траст, или как его там, вы, наверное, его знаете. Такая проблема там существует. Если любой ингуш, да, вот скажет то, что почему мы так делаем, типа, почему мы их провоцируем, почему мы оскорбляем чеченцев, мы же братья, если он на территории скажет, то к нему придут, скажут: Арелкенг, не вмешивайся туда-сюда, короче, в эту тему, туда-сюда, если ты дома. Ну, то есть я хочу сказать то, что вот на той стороне, да, там позволяют оскорблять нас. Я вот это хочу сказать. То есть это даже, с одной стороны, это поощряется даже, понимаете? Даже была такая ситуация, когда Яндиев был в Южной Осетии, он хвалил Южную Осетию. Я, говорит, рад, что побывать здесь в Южной Осетии, от него отказался его тейп. Он сам же это закидывал, если вы помните эту ситуацию. Кто? Боец Яндиев. Ты знаешь, подожди, не было, что вот все Волшин, чтобы понимали. А помните блогера Ислам Ибн Салман, или как его там? Это тот, который говорил, что я хожу по Да. Помните первое его видео, где он говорил то, что провокаторы, он сам это говорил, это из его уст, то, что провокаторы в Телеграме, типа, он даже не называл, с какой стороны, он просто говорил провокаторы. Они сеют межнациональную рознь, там, фитну, туда-сюда, я хочу их остановить, он говорил, он реально, типа, знаете, хотел идти по пути, короче, справедливому пути, короче. Помните это видео? Самое первое видео, где он записал? Хацайн Дагилуэс. Машине, Потом второе видео, помните? Он сразу начал с группы WhatsApp, где он будет, точнее, они будут отправлять жалобы на аккаунт Башлама. Помните этот момент? Да. То есть его де-факто и де-юре на него была вот такая хейтерская атака со стороны Инстаграма, и плюс к этому еще некоторые люди, видимо, с ним связались и сказали то, что ты, братик, да не в ту сторону дуешь, Оля. И после этого он начал именно говорить про Башлама, про меня, не про меня, а именно про эту тематику, и начал винить нас в этом. Вот именно после этого. То есть он не пошел по первым он начал совсем другое опять. И даже вот на этом примере можно четко, прям конкретно увидеть то, что вот как все это действует. Он начал за здравие, закончил за упокой. Короче, провокатор, свой дух. По всей видимости, да. И Мария Мою. Цаамхата чворсу пошла. Допустим, вот каким-то чудесным образом ингуши, вот Олгай, ну, в целом, минус плюс хорошо. Вот они поняли свою ошибку, ну, даже не поняли, ну, короче, не стали вот об этом говорить, но всеобщее обозрение, вот аккаунты не стали вот создавать против чеченского народа. И, короче, мас от инопыш оскорблять, без баса ночи, уже все, сейчас не стоит захеться, короче, харбинов по полной программе. Аша Галгы авора элдо мосум адютер дарьяшинс, допустим. Окстак пошла, чема история чеченцев. Здесь, бро, Галгай кто говорит, интересно мне? А? Здесь Галгай говорит, мне интересно. Полный адютер дарьяш барысом. Я за себя отвечу, скажу так, если наш адрес нашего народа перестанет идти хейт, мне до них дела нет. Вот так я скажу. Не сто. История чеченца общая отдела от нацистов. Арсюли, Виш, Хоршбо, братья, дагестанцы наши братья. Шинтай пандуа.
на самом деле, вот все происходящее, оно настолько очевидно, это настолько просто, да, что хайт босс. Любой человек, который вот скажет прям железобетонно, я вот докажу, короче, то, что чеченцы в этом виноваты, а давай ногой, тот, который начнет все это доказывать, да, то, что мы провокаторы, то, что мы начинали первые туда-сюда, он так опозорится, да. Я вот реально жду, как манну небесную Бог, что как появится этот первый Геркулес с этой стороны, да и как я этого жду. Вот просто каждый раз, когда Башлам запускает эфир, да, в инсте, я жду, знаете чего? Я жду Зураба Гаджиева, Чабиеву, там, я не знаю, хотя бы там, Якуба Гагиева с компасом, да и там Бузуртанова, Абадиева, там, я не знаю, Матиеву, Дзаурову, там, неважно, кого угодно с этой стороны и этих якобы псевдоисториков, то я их жду. Но как бы я их не ждал, каждый раз у нас эфир как проходит? Чисто вот в комментариях там, знаешь, Чингачгуки появляются, что-то там пишут, да, короче, там полюют, что чекал, что кое, да, эфир, да, чисто комментарий, что я лучше. Сохуалыч, вора, охстак. Хенс башлам скиболчара элвакта в открытую хаду диспутие, но хада ката вышок эфир чуах и ансол, к примеру, оранище документ моссомайлш. Все как башлам проблем реализуется, даже если он... Адам, идут, они, чем заходить в эфир к Башламу, они ездят в Грузию, там собирают симпозиум, на этом симпозиуме люди из Европы, да, из некоторых стран Европы, Франции, Австрии, там, и т.д. и т.п. И там говорят о чеченцах. Не лучше бы, нелегко вот прям зайти в эфир к Башламу и вот там прям конкретно опозорить Башлама, вот показать эти архивные киехтажды. Да, это выгоднее. Короче, сохуалычу. Им хума изаду окстак цаки худоан до нохчаляться на зарубежном языке вот бывали же про чеченское ДНК говорили вот. Уж чуболи именно моссоцевицас именно цельцаш бать провокаторш. На английском нохче моссо хома хадак анду цундяш различаются каптогруп уж хамел деш паркуше чу английский мата. И именно мелхо говорин так зато по-моему, этот Галагай, короче, с зеленым фоном на аватарке. Ну этот, который клялся, божился мне в директе, что он гордится, что он ногчи. Скрин должен архивный документ, как он начал свою провокационную деятельность. И таких немало у них, короче. На английском, представь, англичан, буквально что хола, аккаунт модель английский, американский, английский, согласен, но англоговорящий на букву что. И, короче, ситуация, Адам, это знаешь, что вообще можно сравнить? Со ситуацией с гусаса, тут тот хриш парса кюриши гуса. Хилсур шпар, пшав шпар, мингрил шпар. Ну, в общем-то говоря, у них один сайт был у всех. Они в этом сайте сидели, обсуждения, там ТНК, там Душин смотрели, Моховцев, там отчарцев, доказывают, что месхетинцы это крусины, которые турецкий язык переняли. Ну, в общем-то, такой сайт был, в общем говоря, да. И там тему не подняли, но в этом сайте я тоже был, они как меня со своего в этот сайт добавили. Я так раз читаю, смотрю, они там ДНК разбирают, там Кахетинцев, Хевсуру, там они говорят, вот смотрите, вот Хевсуру, они родственны вот с Мялхи, там с Пешхой, там, там другие тейпы, знаешь, перечисляют, говорят, вот Керкалнах будешь, по идее, вот туда-сюда. И в моменте они упомянули ингушей, там один Хевсур вопрос задал, говорит, типа, вот какая разница между ингушами и чеченцами? Ну, будешь, это же, вот ты же чеченцы, пах. Но он так написал, типа, ингуши, это ты же чеченцы, какая разница, пах, что Хевсур, короче. Раз крусины его поддержали, говорят, да, мы их турцуки называли, они туда, будешь, по идее. Раз в этот сайт, короче, попадает, ну как-то ингуш там появился волшебным образом. Этот ингуш на крусинском языке, но через переводчик, как я понял, по его правописанию.
начал писать, типа, ага, нет, смотрите, вот видите, у чеченцев разные каплогруппы. Вот эта каплогруппа дагестанцев, J1, R1, там это от тюрков, это монголов, Так Грузии, попал. слушай, Рустам, так Грузии тоже есть очень много J1. Не, Любой грузин, нормальной не, сейчас пошла, национальности там есть интересная несколько. тема была. Ёх, сайт вери грузинский, ёх, сайт вери. Там и ученые грузинские сидели, там кто ТНК разбирал, ёх, сайт вери. Этот ингуш начал, норнийскую тематику там начал толкать. А короче, и хунах был на самом деле, если прямо сказать, конфликт нахпацуешь. Ца по-своему, настроено, будешь у них свои настройки, у нас свои настройки, у них свои настройки. Они с ним ругаться не начали, наоборот, грузины ему говорят, смотри, биджо, типа, вот эта каплогруппа, это не определяет национальность, это руслок. Ну как-то ему начали объяснять. Этот ингушек говорит, ага, нет, вы здесь не правы, мы ингуши и грузины братья, мы братья, а вот чеченцы у вас в Абхазии воевали, в Южной Осетии воевали. Ну понял, да, что за тему он начинает толкать, вот нам панкейси претендуют. Ну понял, да, настраивать их грузин начал, короче. А я это наблюдаю, короче, хотя. Вот там админу Хевсуру я позвонил ему. Как раз он рядом со мной шел, короче, раз ему звоню, говорю, Таяхай, убери этого на печварика, пахас ему на грузинском, на печварика удали от этого. Раз он говорит, ну, попытайся ты с ним поговорить, раз я с этим ингушом общаюсь, он мне что говорит, ты террорист, ты ваххабит, вы боевики, вас туда-сюда, пал пишвусь, короче, хотите, конкретно пал пишвуй, норнеец, короче. Вот вы с головами грузин игрались, ну, так, короче, настраивает, халейца. Стереотипы еще на меня вешает, короче, хотите. Раз этот Хевсур увидел, его удалил, все сообщения удалил. И такие темы тоже бывают. Прикинь, давай, грузинский сайт, и только грузины общаются. Я там ничего не писал, чисто наблюдал, изучал, что надо, меня свои же грузины меня добавили. А раз ингуш заходит, на грузинском им пишет, короче, хотя. Я думаю, это не один такой человек. Я даже думаю, может быть, это не гражданский человек, какая-то особенная особь, короче, халейца. Вот даже такое бывает, это не первый раз замечал, то есть. Когда так заходят, короче, другим, да, там, грузинам, там, армянам, другим, и начинают такую ересь нести, ну, дела, сунамца, ну, вот, сколько я живу, да, в интернационализме, да, среди чеченцев, болгарцев, карачаевцев, ни разу не было такого, чтобы я с одним столом сел и начал там про кого-то говорить, а вот они вот такие, нет, ни разу такого не было. Наоборот, вот твой вежливый, вот и что, и короче, и что. Вот как решил болгарцы, вот так же мочинцы ингушивается, и вы шутку, короче. Пешло, в этом-то и проблема. Мы пытаемся образумить, то на инах Мехбалу Рашмадаевой, мы бы не пытались что-то доказать, что-то говорить, то мы бы не проводили эфиры, у нас бы, там, я не знаю, وغيرت المداعي دون إشمات بالو если бы не считали их за братьев Хейтера, وغيرت المداعي мы бы оставили бы как есть Хейтера, пусть не воняет по штату, потому что это дорогой. А тут мы пытаемся сказать, мы говорим, мы постоянно это обсуждаем тут, то что ой, вежриду, цала, хотим мы этого, не хотим мы этого, все равно вежриду. А так она, вот смотрите, самый интересный момент. Я никогда в жизни не видел, как Башлан говорит то, что мы, чеченцы, ингуши, не братья, урсумет гениальцы. Если кто-то тут видел, скажите, сообщите. Хаусуш. Слушай, я тебе больше скажу, мама, насчет Башлама. Я лично у него в гостях бывал, там, без телеграм, без интернета, мы лично сидели наедине, и наедине он говорит, вайца, до, хотя. На своей позиции, Пешло, вот эту информацию сейчас тут не нужно было говорить, что ты понимал, Пешло. Не, вообще, бывает, я смотри, это как журналист. Мама, не переживайте. Ко мне приезжал с Ингушетии, тоже был у меня в гостях, тоже заходил ко мне. Я же никого не скрываюсь, вот она лячтас, хошалга, вот. Дистахул, когда они разговаривают, тут ничего такого нету. Я готов любого человека принять с открытыми, как говорится, распростертыми руками. Если Бертон Бошла,
социально лячивать, яхда оушвать. Кто бы ни был, если мне нужно, я точно так же окстер амичау саочит и он вышвист летает на ору. Если я буду в Техасе, я обязательно позвоню Абдулла. Акузауи вышвист летает, они чай поют, рёчему эду. Так что Главное, тут пошла, никто он хасу мух такой, я могу идти. да, я, честно, любое время дошлам, любое время, я жду его. Я напросился, я так скажу. Для меня он был Рустама, для меня был нациком, нацик вацерсо ни в коем случае. Нет, я асболку, нет, нацики все равно, нацику ты должен понимать, почему, потому что если люди того не считают. Поэтому, Элбас, я сам, он когда несколько раз я его просил, и один вечер он, наконец-то, я достучался, чтобы не было. Я надеялся увидеть какого-то, честно сказать, ну, может быть, там, лет 40, там, может, ну, 30, до 40. Вообще-то, молодой, вот так, молодой, ахе. Да, это вообще бердух. Мы давали, я хотел бяк-бахать, потом я поговорил, я ему объяснил свою позицию. Что бы мы ни говорили, как бы мы ни говорили, мы все равно являемся, остаемся одним единым целым. А то, что какие-то нордийцы пытаются взять, перемешать карты, пытаются разделить наш народ или посеять, меня то, что они болтают, мало волнует, честно сказать. Меня больше всего задевает, когда они пытаются разжечь сепаратизм, внутренний сепаратизм. Меня больше всего бесит это. А то, что они у нас украли, вы украли, ты украл, это болтология, которая не имеет под собой никакого основания. Ты можешь сколько угодно рисовать петроглифы у себя на кухне, от этого ты древнее не станешь. Почему? Потому что все с советских времен четко каждая башня, каждый камушек зарегистрировал. Каждый. Одно дело, вот, допустим, сегодня последнее видео до стрима вы, может, не посмотрели на нашем канале, в Инстаграме я везде опубликовал, и в Телеграме тоже увидели. Эцеги Лом Алуана поехал, когда говорили терлоевцы, что у них есть что-то связано с Тамарой, многие смеялись. Но на самом деле, предания, рассказы не имеют под собой обоснования больше. Я видел эти комментарии. Некоторые даже наши поверили, говорят, давай просто Тиро, Шегердитин, Хумду. Были такие сказки. Но я не поленился, Асбахсун, холодертика. Почему? Потому что там такой подъем был. Одно дело там люди, которые едут, а вы, алёкшик, вентилятор, вы квадрокоптер, моя царь. Вы снимать ящик, дрон, с дрона снимать. Сидишь там на дороге, не пылишься там, знаешь, не поднимаешься. Сейсбол, вижу, как бы там трудно не было, забрался на эту макушку, чтобы лично самому увидеть надпись на Асалтамроле, где написано «Тамар». На Чеченской башне X века, Эрлоевской башне, Эль-Дха, кто-то залез в X-XII век, об этом говорит сам Лабадзе, а он грузин. Зачем было писать имя грузинской царицы на своем башенном комплексе? Причем это не на Никорое, не на остальных, не Кирдибанч, нигде, а именно на той башне, которая, грубо говоря, труднее всего подняться, и она одна из орловских древних башен, написать на боевой башне Тамар, причем на Асавтамруле. Это же неспроста. Значит, что легенда Эрлоевская, якобы, что это придумали чеченцы, это никто ничего не придумал. На самом деле есть. Если бы это были бы на всех башнях, можно было бы сказать, но это единственная башня, и грузинские ученые, которые не абы кто, доктора, заверили, посмотрели, подтвердили все. Царица Тамара написано. Это реально, это на самом деле очень крутая вещь. Да, Ладу, что надо. Башла, короче, сходу ол гүржи ци хақдел му эрдере таныштық. Бхайло даути, яло даути, гүржи ярден олар дүйч олар. Хылчы оманда, ярина тамари олар, Тепа дро. Ордло. Atila Aidelda,
ورد لوي شو ضاي ايش بقى حد شو موني عاد يلس ديلدس عيلس عاد وي خل ها تي هو اولر خاين başla تاوي اي ورول داوات خلت سولم زين خلم خروي نو بو كدوس از بايمر وات عليه الصلاة والسلام زون ديوش عباس خلو ديلريس خلص أتوا تا ورد لويالينا توت إلى حدوش توي تودا سودا سون بقول إيش تبوش أين يري تنخينا تاخ خاطر تقول عربو تقول خاطر تقول تاخ سويك بها وعربو دو نهين ورد دو تنخينا عربو خلص تاخ تانك عيال مسألة وامشي عربو ثاني تعال بدأت تسوي انتريست ده ساعة عربو ده ساعة عربو تي حق إنه عربو هذا حوري سعيزنا جواردو لام بيشعبوا بوس ورا والله بالله اسمه واردو يورت يورتشا واردو لام حوني موسى عم ساسون فيتنام مبارك سوى فيتنام فيدينسكي رايون إيش كيري بوك دوساي فيتنام سو بونيو سما إيمن فيدينسكي رايون شو شوي وزرش باوي يولني خايون توما دوي تا قوزرش هور ملو سوشن نو بيتر والچون دي هورن دير قوزرش دوخ باوي از بار هوندو چو هودو تيجي حال خليات خلا تا تردلش تو شاه تردلغاش دات وي خلش يري وي يوخنش مي تخواتو غاچدو ودو خيچن عادن مصباح شي لاند يا شي باو إذا عادتlardır dikumdu vardılar красавчики молодцы دلا başla son işte tere de her honda ça so خلص ده تا باوير تا يبغى تا أسمعك تعال عليه هون موست إنتريس نخردات دار ملاحظة إت ديوزل خربوا ثانيال إنتريس نخردون قيم دلا وارdılar لام ويورت ويباو آل متك خربوتي başla benim serden bunu açma belli بس عوضنا ما ندري سردن بات وقتك عايري كويس عايرت يشو اودياس عاشو نوكشو توانترو يعدون توانترو انت زودي علينا واتسو تبقي البير ديتنا واتسو başla هو يورتا ده حال ورطة yok elin ta pametnik yok стысячелетием села та из шокача بعضو داتون تا son Wikipedia 1913 года основательно بعضو وقردلي чош шир юртаю вардла тайп чош шир юртаю тайп шир дучо вардла на самом деле молодцы бу они, так сказать, прославили нас на весь Кавказ именно вардла başla قيت عارف شو انا Нет, я аскечер дать бог цабасун, инцацил, инца корматал ил нах буйвает. Масала таун истанч дя сатейп вай, масала чо дозитин дала истанч нохчи чуа кеш метявай духш дозитин. Инц масала ас ища бах йолдарем ухвай, эрсно волшет мухаджер. Молодец, ищ эрсно хилара юхкан бу нохчик оман. Ундерше профессор волше хункер махлау ана сига قشرة بخيت شرح دينا استنشالات جرجا يازين جرج كنيك بوجدو جرجا يازين وعد الانسو يحكي عن بو إيش ناخوين ميل خلو يحكي عن بو профессор قبش сундера гордиться своими тайпами, своим народом стоит, если они делают что-то хорошее. Плохое надо наказывать. Да. Марк Ласли, عاوز تعيد منه أتخايط لشوي مارك لاسلي. دقر ما دارت لشيء. ها. Başla сова чора та хинц ишбат гаске бат именно казакиш. Рустами два бития. Рустами наумся бат. Швы за То атаман, уж он хается ха. Оба атаман черкесский. 100%. Иш хагер барбари от со стороны Натежного района цигар хагер бариш. Барде цигар хабяхкин матиш. Вот сам Эльерс, он там попахивает, не знаю, сказка или что-то в этом роде, короче. Вордлош, да, яхкин будешь сигарет, а именно Вордлош. И уже вечер тюрьна что? Вайгиш яхкаться бела, он да сера بوكدون هالشيء الشدينة راسخي اسكت يا اخواتن عم بيحكي بول
شو ضلع الشدير حرق أسترخان يرسو أو رح عليه كنبو الشقدني والني كريباس نخلبو شون لا تاخدوشون عادة كندو بيجنش اشتريش وخردوشون شو يدوز لردي كان ديردو ألا تركل دي حوي عشبو واش واي ورن دواي جون واي سامو دكتش إيش برسيجا بيش واش دواي خلا شير دي خلا تيجا دي ح ملخي خلا تركل دي حيول أو يوشناس بس تنا نورش بي واي نو دوز خلا دات واي دوز نورش در نورش دوز واي نخار قيس بخواتيرا Пятигорск уж качал, мети качал с дунорой ла. Но штипники ж будут церцига. Ой, кусия объявляешь, но ой, сейчас один опрокинуть бина кузар. Лахкинуш. Дия бяха штерка. И у дия лахкинуш вайцани мелла бусуб халаритер берта халаешь. Но калмыкш баре. Это цани балик дич, башлик положение целовой. И швай бьешь цело, цанлой диешь цело. Тига ел положение, заниматься. Стабильно. Да, и будешь чему безер был. Но инца мы шуай, ну вообще это опасность яциш, за 200 тысяч бива, яциш. Шуай нач, о, хлэш, ну инц уже еще день дистанции рождаемость, о, лохарю, почти вымирающий камдупы, мандардыч. Иста чеченцев пешхо, царь смотрела бытовать. Я он тогда, о, эрем до изотмана. كذاك ثاني بيسن تشيرت ثاني دورت سيوزو ما يش عشتش مزاين Йо, сабардешно. Ну, будет на самом деле нормально, барыш, короче, халеец. Бу, новый, нормально, бу. Новый, нормально, бу. Ну, не соборвайся, нормально. Самое главное, та ночь еще переформатировать, ваш бат, шей праздник дазди, шей муат бейц был, ша. Наоборот, цан нет, шлях, кин цан междик, шти на цая цель, цахыдо. Дела, юсан. Инзери yok поддержка оказывает, я ж башла. Ой, ой, махкаю. Sen masu awar tani yeşil поддержку. Ha, şer цифры. Sen yaşu, hunkiş yaşu, madardичам. Аллах хибулу, кузабистин был. Духбаца, царь yaşu. Шей культурный праздник проводить, шей Пасхи, вот церковь, вот дебук, войсан толерантные отношения, что ночью там да претензии, шхили сейчас, он ночью унизит бини, принизит бини, говори. Там даже на проведение ихних же праздников уделяют деньги. Да, кстати, я хотел вам сообщить одну новость. Сотрудничаю, вы слышали, нет, не знаю, что типа евреи шбуй, до того евреи шбуй, особенно Бузуртановши, шейх Бузуртанов, вас в кавычках, что у него один тет бутри, жет бутри, у него один тига буй, шейх шбуй. Так вот, официальные статистические данные я посмотрел на период 1901 год. Всех евреев вместе взятых на территории Чечни в жизни Тешерда смялхала. Их было всего-навсего, всех вместе взятых было 300 с лишним человек. Представь, и горных, и городских, всех вместе. Вообще, хакара, камилш яшена, окпютилежиш, камилш яшена, как будто бы их на нашей территории проживало сотни тысяч. Сега юг список юг обочинах, бать. Окаин был, армян, грузин, азербайджан. Официальная статистика по-советски. Более того, Томбелчан, они же из Дагестана пришли к нам, Чамбры. Просто с Дагестана же проходили. Да, горские евреи, бая? Да, они пришли оттуда, с Дагестана, с южного Дагестана. Они уехали отсюда, начали уезжать еще далеко до войны. Мне многие взросляки наши городские рассказывали, что в 90-х годах, с кем у них были хорошие отношения, особенно с Московской улицы, с этих Шериповой улицы, они им говорили заранее, что Дуартл Гергел дыгдари, да, короче, печена, это начало 90-х годов, 90-91 год. Да, короче, печена, переехать, он садос был, чтобы счастье там дало будет. То есть они знали, но прямо не говорили, как вам будет,
جوكتي دعوخ شمتي خلي تيجا цацабазар хили шокон, это показатель. Джукти цыгане, если съезжать начинают с какой-нибудь территории, значит... Да, это закономерность, Душан, это действительно, Душан. И видно, по своей внутренней почте они передают, узнают, если они начинают перемещаться, уезжать, значит, там будут какие-то... Они же начали еще в 89-м, 90-м уезжать, 91-м еще уезжать не начали. Башла. Ну, это репатрианты, это те, которые в Израиль туда, и что, ну, как раз бардак же начинался в это время. Не, хубрикола, хайон Кавказ. Адам, Мубарак, Мубарак. Is така чирсон Instagram часа or сунца ночи or жукти or ночи акцентируются жесткие. Сейчас жукти у аларцу, короче, ну, поздравлял с этими праздниками, с еврейскими. Они прожили здесь почти что 200 лет. Цен махор, дудуэрвай. Халабола, цен лойсан, вайрилк, шдойсан. Они очень сильно приспосабливаются. Среди немцев... Да. Кабардинцу, элерсу, шаш долчуа, баксаня, уля, цаюртю. Сондагца долцун, цедагца йолсун вообще. Баксаненок? Не. Не, баксаненки нету евреев, они шулани. Не. Короче, Саюрт Терцика, по-моему, рядом с Баксаном, короче. И, короче, там жукте борцика аж. Цеги ишка немцош бас, ишка чабарах цеги. За дуть шука. У меня есть соседка немка по национальности, есть немец тоже живут у нас на улице. По улице. Мне до синагоги час ехать, масала, пахас, он прям рядом. А что ты заговорил о синагоге? Час того вообще гена, сонам, я, гена, центра, на Дубкире, как там, короче. Вот как раз Сауром он сега. Генасан, ты хвалился синагогу. Червоный, что он прикол, вот еще где был возле синагоги там, ты знаешь, там вроде бы сейчас улицу переименовали, это еврейская улица называлась, раньше все переименовали. Вот эти евреи, в чем прикол, они еще в Чечни приехали сюда, короче, получается. И думал, это прикол. Даже и Равин, сейчас был какой-то Равина бывшего Саут, он тоже в Чечни приехавший. И главное, не с 89-го, с 90-х, с 91-х, куда они уехали сразу. Когда почувствовали Шарова, короче, халеется сразу. Ты что, поза церковь, я сейчас священник, но чего больше, здесь он был туда. Да. Ассаламу алейкум. Адам, отдела ваша ишмала. И, короче, это юрт табеш жукти большворт. Вообще кабардинский матан, а меня дается ля барца, но они не хотели вот разговаривать на кабардинском. Немцы бяки бани шиндина и кабардиншин, юаду что, а меня дается повседневные вот эти предложения, короче. Уж амина барца, не шиндин чува. Башлам. Ладу, шо? Бях мобилиш. Тешко са аз дойзинон. Оша. Башлами те мицнери, а мотолет Германия, Швеция, мотон ценец. Несколько раз мы разговаривали. Все, их отвечу. Нормально, у нас тоже в эфире был Мамад. Башлами цен, сокон цен, координация. Башлам, вот такой его из Швеции. Мамад, такой он и Башлам. Датчанин ты имеешь в виду? Да. Да, конечно. Я его попросил, я с ним на связи, я у него очень попросил свой датский перевод. Я вот жду сейчас про... Там девушка одна, есть у нас знакомая, ученая, которая изучает языки, координации, общий, Башлам, координатор, что это, Бобби, что это, я надеюсь, что он выйдет на связь. Мы вот эти... серьезно, дари. И то профессору Ицна Яцер Аслан, он рассказывал, помнишь, про волков и то, что они обмануты, один лживый бог хаджна больше. И профессор Ицна Яцер, и Дарсон, что он есть переводен, опубликовать тогда, чуварса.
Я чувствую, что цыгай мат дуиз, и цате деш ниши такой тестал деш старался на дуиз движение. Там, знаешь что, Аслан, там обязательно нужно миф шерите, легенд шери, приданешь. Серишь, что вообще они совпадать еще. То, что священное животное у них волк, что они ушли именно с Северного Кавказа. Там можно много чего найти. И плюс совпадение с языком, там не один фактор, понимаешь? Там несколько факторов совпадает с нашим. А это очень важно. Но мы из того, что понимаем, если есть совпадение в языке, то это уже есть от чего отталкиваться, база. Конечно. Это даже не совпадение. Салам алейкум. На немецком. Бех мобилиш. Просто ойгалар жукти хайнириш. Дой соцгала вина у озгала халкиен усо. Суна и войти жукти чодик бойз. Дой, да, и на московской жидовка улорцуна, 13 школа, терьер. Просто дух хэсуна, YouTube чу дючхэ, жукти иштбари, вайцани, дехштари, те лоузерыч кяхы лосу. Я как бы, вот по сравнению с вами, из старшего поколения, может, у меня голос молодой, дой, просто шум, интерес, ела, ердушу. От цавешхайнаха суна антвен гастарбайтеш эринс мухи das мусор даёк ши царел бюркама ну обесценивать бешца баш дой обюкам дери сун дагдос джин бердер соци от жидов колцун ты паркировать ты тейдер ты вючхайна бакени шпац куз хожун дио раз пришокач ялшокач раз دين بول شاكش بيحكم بول سوندي حجو تاعه او да керч кета о ухоженный бы царю что ночные у них мы потом мы подросли а поначалу уж война гала хакесбер 70-х ночью буй вой дюхал бар шаберш гаски бар дюхал дуй жукти бар уж кучами дюхал болар дас и цена ну, 6-7 лет мне было, до школы я был. И он сказал, бакин, шпац, со щечой, еще цен, дюхали, им хребет сломали, жуктичин сломали, гаскичин сломали. И потом... А ты хуя? Кстати, Амадю. Амад мне рассказывал. Я сейчас доскажу, башлам, бяхма белойши, хахану ладушом. Что духанью, что эринс, что с 15 лет, был эринс, усо. Хата, окей, да. Мне говорил, садом мистер Биевац, друг Николай Толстуцин, потом, Калинин будешь. Он рассказывал о наших битвах, войнище, и то ли Дудаевский барцу, жидовки, житы, войновчие, волшебки, ты по молодняку баунас. Да. Толпу на толпу сиги, балха, шла очи, лечи, и тем дагёвым, ты помнишь это? Что, дагёвый? Когда я был от Юрабах, я из начала 70-х, просто мы, галарнишбую, мы делимся, вот есть шестидесятники, а есть семидесятники, да, там начало 70-й, 70-й, 69-й год, вот 71-й, 72-й даже входят, да, это разные поколения нохчи. Мы относимся ближе к нацистам мы относимся. Там это ГАФТ организация была, Грузинская ассоциация фашистов, террористов, которая 23 потому что мы дежурили где-то лет с 12, с 13, мы ходили переговорные пункты 23 февраля. И тига люцеро, офицеры, шисалти, бац, которым давали увольнительные, они звонили домой, ушли, офицер, выходной день, на Лейна, олар давюч, киги бештар, шичо, хойчокач, олар тагвацу мирца тюахик, и ала оли первый бежит, от соганка мир творот офицерин, а вот эвот чуега, отсюда уже хит мацахит, берма, бешма, дарико, уку, я там, каяде оли, и цех это там куда-то он не попадет там, да, тагваться.
Это максималищ бар уже, потому что Да. мы жили, дети, да, мы потому что жили прошлым. Даже в Ростове как-то день рождения было, она подарок послал в Ростов. Жидовки, так, жукты бар, вежри бяхкан Одессе, вот он на день рождения бяхкан бар в Ростове. Там из города звонит, Союза, не буду называть, потому что кто-то там, может быть, там узнает, модерячий, я не публичный человек. И что он вот прислал подарок, кто он, что ли? Да он нам не давал, говорит, переходить, говорит, на другую сторону Ленина. А уже богатырел, теневой ер. А уже юность кинотеатр и солнечный ер. А мы сидели в проходах, универсамчур, мороженое. И раз мы видим, кто-то с той стороны, ногчевоца, хочет на эту сторону, на теневую, потому Розарий был, так и туш, хазмет керцига. Ну, газ, духма барицу хейна, бешала, дуй. О, раз, хай самогатло, кигима, дуй, хой чукач, дай чукач, пей чукач. Давай нафиг, это, моя цель, твоя сторона, твой часть гор, чайк сам еревает. Тем более, да. О, просто дом душ, лаларюш. Они, представь, сейчас в Одессе эти евреи сидят там, они затирают, что, да, была вот эта сторона, та сторона. И цунде, мы не жили никогда ни с кем в мире. В каком плане? Ну, например, Кобарциштар, Бештухо. Я все рассказываю, это все до конца 80-х годов, до 90-х. Ну и потом-то они все уже рассосались, или перестройка началась. И отработка, сейчас приемш. И вот на Ленина, в центре легче, раска, хабос, а видим, там поздоровее идет, там дялта слурую, Оля. А не судя отработки, Оля. Уж леттер беттер, и ладно, я чуть в сторону отошел, бех мобилиш. И вот Эринг, Сусо. И, к примеру, я приезжаю, там, Питер, Москва, да, там, Хао, а Эринг, жукты занимает положение какое-то, как бы, да, еврей у него, деньги есть у него. И для меня это был культурный шок. Для нас это были как гастробайтеры, да, там, а Эринс, они занимали позицию какую-то, да, и ты раскшен объясняешь, да, они же, почему, да, потому что у нас дома им не давали эту позицию занимать. Вообще просто нулевая. Дотхол, жив ты шли уж, что да, уж там баца, сунцанох чем оцевоет, кто бы с этими жукти, да, я даже Аринс в эти жукти встречал, которые меня дома знали. Но они, как бы то ни было, они все равно к нам относились как Юлабавы, Бусулбаду, но все равно они понимают, что у нас по нашим меркам они люди второго сорта. А сейчас я, например, слушаю там из Европы кто-то говорит, что вот там чеченцы, там мы там дружно жили. Да не жили мы с ними как бы дружно. Не жили. Да. Нет, понимаешь, Эрдоса, политкорректность его ездит, садик, собой, что... Дейл, да, он... Вот российский особо, сам дючу, собор дела, соб бехман била. Те лоузер, дуй, те лоузер, жукти бац, те лоузерги, очул, те ха. Все тебе руха, до какой степени это у них дикие нравы. У этих жукти, реально больше. Вот что, Сухила куда мы делали, даже Совет Айдалдар Сухена, все Израиль, Хейши Бор, а уж цент и Хайши, Дзудбеш, да, тем более, ногчи, модели, ногчи, ну, испорченные, как бы, да, там, как бы, и там эти иностранки приезжают, они там, другой фон, там, да, там, то все, там, Раскому, Джим Хуша Барыш, и вот, и чтобы понятно было, нам это все интересно было, колал уж себя, во-первых, хадок, наглую, кефта, лоузер, мудур, сейчас, да, там, и вот, и чтобы, как бы, да, понятно было, вот идет у него, лоузер, хал йокшатся, еще и танцы вот эти еврейские, да, там надо было деньги платить, да, там у них, вот ты смотришь, это весь фон, и в определенное время, Сохилмет, это не придумано, ничего, жених и невеста уходят со свадьбы. Они уходят, ее от
приходит девушка с подносом, на ней большая шкатулка, и рядом стоит друг жениха. И подходят родители жениха и невесты, и они выкладывают деньги с подноса. Открывают эту шкатулку, и оттуда достает платок. Если он без крови, родители невесты должны оплатить свадьбу, и свадьба расходится. А если с кровью, этот берет жених этот платок и по кругу начинает с ним танцевать. Да, с этим платком. Потом приходит... Правда. Я сам лично на этих свадьбах присутствовал. И вот, напоследок, да. И после этого, представьте, это румяная невеста приходит, вся помятая. И этот жених приходит помятый. И они дальше, эта свадьба продолжается. Это реально дикость. Это дикость. И что? Я-то мог много про этих евреев, про армянскую слободу рассказать, там, про тех, потому что Дину саралс и гал яхкан лелна духо. Дуй. И как бы, и что? Башлам, а бешпол, болга, я тебе вопрос задал, а Эйлер, что тейп нас прославил. Сосо тейпан дишно. Да, дичный это в множественном числе, единственное дичного, да, правильно, если говорить, многие ошибаются. Нету тейп новчи, который не прославил бы нас, дал бы хастам, дал бы хастам. Да, это сундера. Ну, что дичный, летим, да, что хитрость, яцер, грузинский, книжная, я не думал, что дичный васер, да, эсхо, да, хайнагу, эсхо. Да, возьми, сахамду. Все. Раз напоследок, Баркал Дересхил, Адама, история чеченцев, Суцецаха, что ладу, что башламом, бодыгаш, нет, я тебя там и деньгами грел. Я в многих ситуациях бывал, да, за границей, там, сям, и там, я тебя слушал, да, Бодыгаш звонил в Россию, Ахчуку Асишев, Антоняш, Хавакас, поселок, Калейнир, Хеллир. Да, поселок Калейнир, вас, Шибелиновский, это Станели, да, ну, поселок Калейнир, Уркага, Шабиш, больше бар. Сундеш, удал, я тубой, Хазахечу, Волжка, Хамел Дешбе, да, и я, Карачаев, я от Аскана, Карачаев, Черкес, телефон Туорию, Тигсун, и начиная от их прокурора, министра до президента, Марат был, что президент, около ваш. Сауль, нам остуй, асак, да, и иду, от Карачаевка, лет, дуй, асак, да, и иду. Целуй, вот. Все, дик тут так. Дал я тобой. Масар Мархлоч, вот что Шейхимал, وإيتها مارخن خان دقاش داري خايت غاش ورسو وشتم براتش ديستخل يشو شدوي مارخي خانيول دير سون دير أليرا شوجي بيحكم يقرأ الله شواشون دير إسفيل هون دير مثلا كيس إيش دوي تعول سن خيتون سو دوي سو كيس تعول دوي بشلام سون да, царя шашлыки урёвые, дистхоль шве. Да, мы вот с тобой как бы ровесники, как я понял, да, жили в одном месте. Ты правильно говоришь, я очень часто встречаюсь. А мы в школе? 1-е, 18-е, 5-е, 30-е. Год. 75-й. Год, бакс. 75-й, выше рваться, еще сухал лохку, еще выше рваться. Ну, я к чему говорю, я тоже помню совсем другую картину. Почему-то некоторые воспринимают, что там, они вот брата себя, свет, вокер, как будто в каком-то раю жили. Нет, это далеко не так было. Все было гораздо хуже. Нет, хуже не было, было все нормально. Да, собрать, он дагдор, он 75, он дагдор, шердаци. Марвертвол, нохчи, молдул, халасу, джимол, что она волши, кюглур. А потом, как бы, да, началось
подчеркивать, что нохчи цабу элла, волши нохчи, молши сундагдок, морбет был белир. Я помню, это когда началось, мне было тогда лет 12, первый, когда начал. А потом шевел нохчи, крич команча, кюглур, а волши мор их, нохчи мор их, кюгдельче, считалось только доудялиш би, ду и волши неприязнишь би, царби кюгцелур. А выше шабиш морбет лур. Ду, ишта ситуация. Например, Башлам, ты глубоко эти вопросы изучаешь, ду, например, хушер, ду, твой ногча айдла, де гой волши морбет лур, не нравишь би, не нравишь, что би моряк. Ну да. И о самду де гой, стани дух морбет велче, борт бу, что цундер дух морбет был, мечтаться, что что. Вверх мобила, хажа, хотя сразу перебить ее, интервал, хадиса, интересно просто. 75-й год как рассуждает. Вверх мобила. Не, я слабо, я просто помню, интегральный был нахуй, вот как ты говоришь, вот как мы их воспринимали. Я прекрасно помню тебя, жил был отцы, чьи они были дети, чьи они были внуки. Вот армия всегда Мелбин был нахуй, тягонч мои в школе, Андрюш Барыш, Вова Аш Барыш, все эти взаимоотношения, все это помню, как ты сказал, мы тоже жили в прошлом, у нас уже в памяти были там со слов родителей, там, дедушек, бабушек, совсем другие воспоминания, хоть мы сами не видели это выселение, там, после выселения, тогда мойно, абсолютно ногти, беш, ногчах, беш, Батер поначалу. Ты была хилбал нахуй, но в тебя. Драки, скандал на скандале. Мы жюкты, и да. Они все объединились против нас. Ушебиш. Уж лаучал бяк, стая на стаю, лет. Он так долго. Стоял шудар. Вот ситуация дальше, я помню, вот это, я тоже маленький был, наблюдал только за этим. Даже... Просто це случай, я в Шудерсе, раз, это беседка еще, в этих дворах, я вышел с Куяна и пошел по дворам, мне просто исследовать улицу, где квартирные дома. И я туда пошел, и беседки, раз, был каких-то лоушей, да, бахканиш, будет. Ты его хашт его не ирсоци. Ты чей, кто бы, с башламу, светлый, да, и что? Я не мог там ногчан, штерцах и так. Я оттуда, за Железки, за Шебелиновки, а ты что, чеченец, Я говорю, да, чеченец. А ну, прогоните отсюда, чечененка, И это один вокул, сол ташишу вокул, и я вита озраскачу. А цунита, и вот так, зашкиня, я цунита, я дате такцу, мужик, иди отсюда, турца тюр, ну дате это. А меня это задело, дуйся, Джима Вуичу, я привык, что как бы, да, ценовые, ногчи, волши, куя, няши, ща, гергарбар, и что, бойшбар. Я оттуда пошел и кашичу, я был бахкениш, тига. Ну, там, естественно, раз, зудбеш туда. И что, царь, дадится. Вот царь, да, он, зашкиняй, датет, не говорит. Цун тюрхца, цун тюрхер, циг мел губел был, раз, кабуй. Я на всю жизнь это запомнил. Вот царь, дюхал был. Так, вы эти куяни, бершка, раз, да, вы, да, он, циганиш. Шоктю, амаба, циг, и швая тирцига. Из-за вот этого случая, циг мел дугаскашин, иктарцига. Я вот таких случаев могу называть, много. И там не было такого, что ногчи там какие-то усилия прилагали. Вот раска была, жукти была, шва вот. Эрмлодакца должен ногчи делать был. Вот этого я не помню никогда. Они были всегда такие очень ушлые были. Когда даже вот этого армяна присанули в Москве, на остебац, хауслиш, эрмлошис, дештик, сандас, дяхал ногчим, бурбур, дош ирдачум бас. И царь в вопрос замазать ее решил. Сунишь по Грозному бойцу, массана, он так должен, что мел дух ногчему отпуш, эрмлоба. Чен ногчему отбьешь, больше.
Вот и Ну, Пандерлок. вот и Пандерлок, да. Вы зудели, ты говоришь, Конечно, они очень, им надо отдать должное, они ногчи, да, даже очень, даже корректно, да, Аренца и Эрмлок, они связь поддерживают там туда-сюда даже, ну, даже как-то конфликт был один, ну, это Эрмлок, бар Грозненский, барыш, царь, Эрмлок, еще Эрмлок станет Доудер, и мы там случайно в этом раскладе оказались. Да мы же свои там вообще Эрмлок, они хушимо бацар городской Эрмлокшин. Но к чему цен бьются, расшеймо, цагарца. Сун, по крайней мере, цагурюш. Козырь-мозырь бош, так, кличка догелся. Какой я тебе земляк, я, говорит, армянского языка не знаю, говорит, бош. Да, ты шейчан, чухай, слушай, ну и Эрмлок, Грозненский, берешбат. Да, и штухом. Аренц и Мадарель, я так-то, знаешь, Грозный, это город, конечно, был Мадарель, это самый Алир, Юфтар варится, Нохчи, Масичур, он лет 18 по тюрьмам отсиженный был, ну, он имеется в виду, не сидел как, ну, нормально, как парень он сидел, парняга по жизни, не мужиком там, не этим, а парняга отсидел. Его цуэларсы гаскомата. Ну, я вас городских только понял после второй отсидки, что вы живете чисто по-босяцки. Ну, и Дарху, город Грозный, это был чисто босяцкий город, в хорошем смысле этого слова. И что? Да. Вот ты помнишь, те времена с проверками по домам ходили за дома? Это какой год был? Это Жинбейр долг, помню. Даже в начале 80-х такое было, Абахай, дальше не ходили. По домам могли в квартиры заходить. Вот на столичном, когда жили, я всегда помню вот эту картину. Я поначалу не понимал, а вообще Жинбейр долг, знаешь. Периодически туда приходили люди, в форме, без формы, там, и по квартирам ходили. И сухито. А ты помнишь, вот раз чудо, кители вывешивали на балконе? Это знаешь... И к ним не заходили. Шейк что-то баскет, мышь, заходит, хавли, старый мундир, балкон, что халтосер, и их к ним заходили. А все по всем ногти, тугана, вот на столичном доме, может, я ошибаюсь, 5-6, может, семей только ногти жили. Нет, цыган. Военный бар, бывший, да. А это, знаешь, это случай один был. Я вообще маленький был. Я же еще застал время, когда в 30-х годах их, вот если ты, вот я не знаю, просто видишь, ты там же, а я жил Шебелиновка, Маслянка, Индюшкина, это казацкие места были, да, и они как технично заселили, потому что где вот это музучилище было, это, кстати, бывшая синагога была, вот там жили ногчи при царе. Вот, а жил, и они в 30-е годы, красноармейцы эти, да, они собрали всех вот этих галгасской буи, Бахтичар, 94-й, и расстрелять бирцариш. И теперь зудри духбар, вот Шебелиновки, например, да, там, и старушки были, там, женщины были, да, а бешнах вообще кезбар. И случайно жандарм бывший еще при царе, он старый был, жандарм был, и вюч хазирсу, и жандарм арвия лонял, да, и мне интересно было на него посмотреть, и док шумек толш, лампас, шайош, он старик был, ему там было лет под 90, и он сидел на стуле, да, и он такой сидел на нас, смотрел, что, чеченята, представь, иди у него слово, чеченята, да, кигениш, бас, и Цундера, это, вот, я его, я старый, грозный, он модаря, хорошие воспоминания. И есть еще один момент. Заур. Хажил.
я примерно понял, кто ты. 75-го года оттуда сказал, я примерно знаю. Не будем обозначаться, кто есть кто. Да, не будем обозначаться. То есть ты слишком много дал параметров, и я понял, Амилу. Вот, хотя ты 75-го. И, короче говоря, что я хотел, вот этот есть там, этот блогер, да, там у каждого свои личные отношения, у меня там свои неприязнь кое-какая есть, вот это Тумсо, да, там, может быть, кто-то его слушает, там, я-то его слушаю, но у меня есть свои. Он одну фразу сказал, за что этот человек, скорее всего, отхватит свое. Он сказал, что с Казахстана ехали в Грозный, кто заселялся Нохчи, это все были или стукачи, или какие-то мусора, менты там туда-сюда, и только им давали в Грозном заселиться. А у него большая аудитория, и он на всю эту аудиторию вот такую, эту вещь говорит. Да, это, конечно, да, за это ему, как бы, знаешь, ему никто никогда этого не забудет. Элик, да, знаешь, как бы, знаешь, он может там болтать там все, что угодно, но, знаешь, переходить на региональные вот эти, да, как бы, так, это уже некрасиво. Ну, И что? где-то слышал, понимаешь, вот, кто что слышал, тот, кто и воспроизводит, свидетелем он, конечно, этому не был. А откуда, вот, дело в том, что вот откуда такая информация течет, но явно не от нас. Да нет, конечно, там каждый в городе поселялся. Во-первых, что в городе поселиться, ты знаешь, он дагдовый, что в Грозном не делали прописку нохчи. Я помню, Гергерн Ахбат, Дуйте, Гламчура, и что. Довольно долго они не делали чеченцам прописку. Даже в 80-х затруднительно было делать в Грозном прописку. Это очень процесс по Буче, который поднялась в комнате. Вот Игорь Эрвол, я это уже как бы не помню, но я это знаю. А в Грозном прописку, кем технит, она вот свое, а отметка есть верха, вот она вверху, ну типа как бы, как в закрытых городах, ну было раньше там какие-то секретные города, еще что-то такое было. Да, Примерно раньше, это и до сих пор есть тоже. Я про другое. Помните вот этот Буча, когда чеченцы вернулись и нужно было их размещать, это как раз выделение ЧССР Наурского, Шилковского района. Так вот, после возвращения подняли бунт в городе Грозном. Тот, кто знает историю, знает, это когда при подавлении был убит сотрудник КГБ. Да. Русские, там говорится, армяне и евреи вместе подняли бунт, чтобы чеченцев вообще запрещено было селиться в Грозном. Вообще. Не то, что из-за чего Грозненский район появился. Да. Как раз таки после этого паника поднялась, людей нужно было размещать. Горные районы запрещено было возвращаться, потому что именно оттуда они не могли выбить чеченцев, когда начались боевые действия. Они помнили про братьев Исраиловых, они помнили про абреков, которые в горах могли. Если там живут люди, то они могли подпитываться, найти укрытие. И было запрещено размещаться в Чеберлоевский район, Шароевский, и Тумкалинский частично. Галанчурский район запрещено было категорически размещаться, то есть возвращаться. 5 наших районов горных, которых самые Бухюрчхали, Метик запрещено. А куда селить людей? Особенно шароевцев, чеберлоевцев, которые они категорически запретили. Да и сюли там стукачили на каждом повороте, чтобы юптик даться бахтить. Вахта получит. И вот было решено, и вот как раз размещение Грозненской, от Грозненской области выделить часть, 2 района выделить Инчайнага. И бунта КГБшник вышел, после этого небольшое послабление началось. Начали запускать в Грозный людей, опять же, не абы кого, а тот, кто имеет конкретную профессию. То есть, если он в данной ситуации, а Грозная это была столица, здесь нефтяники, химики и все остальное, инженерные работы, которые нужны, по профессии начали запускать изначально. Ну, чеченцы потом, само собой, потихоньку начали уже сегодня, честно сказать, бодыинцев, нет, Абуах был пиццат лугаской, там театр алира, но
Грозный теперь полностью войну шикарает. Гаской башлам. Я вот скажу, Гаской, Камный штат, Галах, которые жили, я вот лично, мое мнение, они просто дома необходимы. Потому что, я объясню, унда, вы нохчи бац, волши, ларам табелла, я стидом бой, да, скигени шабац, потому что вот уважение пропало, нохчи друг другу. Когда кич кома перше, хельче, нохчи, волши, гылтли более сильно бывает. А по поводу заселения, если, например, из Кадишни Мохбац до 79 года садати глахалово чувак. И том кайла. Чанти жили, а там буквально тусхара, ну, глахал. Я знаю. Да. Глах халош сахалица. И там, например, я даже разговаривал, они инял и погран заставьте, огромную часть они сделали. И они вот эту стену сделали вдоль пропасти. И узкая дорога, да. Я, короче говоря, разговаривал с начальником погран Юга России, Асмабахцем. Кто это построил, Баас? Вот так вот. Я Бахцев. Позволь, я не понял, а почему вот так было? Ну, короче, там, я не буду весь диалог раз. Да, они взяли конкретно экологически, и хумадутига, они канализацию вот эту спускают в Оргу, там много всяких вопросов к ним, которые присутствуют, да, и исторически, меткмою, мадаря, сейчас инсу. Ну, и пен бердистябегом щабол чалячи. Инцер вообще диас яцавори, широкий майори кордонной линии между войной, это вообще дукайл и дышный махцик халбиюш болни, шдеривай. Да, очень модери. А инца после войчара войайдло надо вихти нас узитейтин до 5 километров узитейт. Нацер метекицо последний ирой мах халвонер почти на ирой мах нис гюрджи махка. Ой уже цер датисин сери дольше, шадик дольше, ха. Уже пора диас. Паспорт дигери. И паспорт, да, и цадир, это последнюю пятницу любого месяца, хоть и гулу, что тусхара, мяжик тига, хоть и хиля, мы теплый пол сделали, окна поменяли, там сейчас мы будем строить там, чтобы чего, они давижем, это буцига. Я считаю, что это самая высокогорная мечеть, как Джума мечеть, я считаю, это Европа самая высокая, потому что такой большой мечети так, на такой высоте ни у кого нету. Дичный уэльцовой ногчи, я имею в виду, там, я сейчас не говорю, что это дичный там, тейпан дюцердац. Ама бях мобила, выяснить, чимину отбиять, что на дальше трафику, да, я уже через 2 минуты отключиться. Все, да кто так? Масана, Бахкал, Дерес, Хилкинт, Ирдол, Духом, Я напоследок хочу сказать слово. Дайте мне слово. Я буду говорить по факту и кратко. Как с вами Аллах, а с нами Россия, с вами шайтан, Иблис и отчим Жиды. Так что шунпашламовские нудницы ваш вам не пройдет. Вам не пройдет. И у вас никогда не были лохчицами, слышь? Не, ну, сюли в армии отсюли. Это был человек, ишачий, рожденный там. И Галил Зейлбук, короче, и низ бо сюли тердется на произношение акцента. Да, сюли, да, сюли. Чеченоязычный сюли, око, пешко. Очередная атака чеченоязычных сюли. Воевать, а ты сун возит, Рустами сун возит, сюли, аса, Ингушетер войство. Галлы. Галлы, Богу, Галлы, ингуш, короче.
Ну, как говорится, флаг в руки, барабан на шею. Да, ну, паровоз больной, навстречу. когда он даст сон, что теперь умственно отстал, удидутся. Малами чува, душевно больной человек, дал маршал, дуэль, дуэль, полдыш, дину, сказать, ему вообще красавчик, капитальный красавчик. Он, да, чтобы таких, конечно, еще поискать. Ну, мы можем пожелать ему счастья. Да, в чем прикол? Мы их не ищем, они сами нас находят. Ага, просто счастье, валеш, дел шаш. Вайде хен, кану, стегу, чува, она, Юздёш, хамилш, яшу, с вами Аллах, с нами Россия, хайдел дахаш. Дяшу, камил дац, и ельмаял, хумаял, няту России схватила, имаш дина. Ик хумаял. Амин. Амин. Сирборш, что камил моди, да, Не, нормально он запустил, да, снаряд бы. Да, причем подождал, а снизь эрвул эчхена. Вот. Ладно, оставшегося. Понимаешь, еще мне не хватало как раз от этого полудурка. Кенти, что мы сам деревья скилл, кахитя, и в даяли саму заданати дин хаятин, да, дуэл, фи дуэл, будущник, это как содор, ты что нет, воин за, так, сейчас я вам скажу, за 6 часов эфира мы сегодня смогли поднять высокую, как говорится, большую донат, аж целых 2707 рублей. Так что мы очень богаты. Все, пошла, я заеду к тебе на днях. Да, если кому нужно распилить бабло, заходите, раскинем. На этой хорошей ноте. Я постараюсь завтра сделать эфир. Нам нужно брать пару материалов. Если у меня получится, конечно. Если мы осилим, постараемся сделать. Мастер Марха дал обалдел. Марха, уж Марх душу на таши Марх дал Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.